الله أكبر 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 То, что в горах аварцы, нет, ослофилией занимались или ослозаврством, это лишний раз указывает, что там не было проституции и нету сейчас тоже. Пол Дагестана баб снимаются в Дубае, пол Дагестана, и это знает весь Дагестан. И те же самые ваши мужья с ним тусуются, и ваши семейные деньги дают за вот этих шлюх, и оплачивают, и прочее, и вы их палите, и потом вы говорите, что виноваты какие-то другие. Прежде чем видеть чей-то сторис в Дубае, наверное, вам нужно будет закрыть весь поток вылета женского, чтобы блядство дагестанское вот здесь не распространялось. Давайте не будем говорить о том, что какие-то сторисы мои вызывают какой-то дисбаланс у нас в Дагестане. Половина шкур, блядь, дагестанских здесь сидит. О чем вы говорите? Умоляю. Давайте будем выкладывать все страницы, чтобы ваши мужья и ваши жены и прочие видели и знали, сколько кто стоит и кто кого снимает. Ты готов говорить обо всем прямо, недвусмысленно, в лоб? Махачкала сегодня является неофициальной столицей геев на Кавказе. То, что у нас, оказывается, в городе есть 2 гей-клуба в центре города. На вид брутальный, там, с бородой, будет иншаллах, машаллах, говорит. Но при этом он любит мальчиков. Мы также будем упоминать вот этих людей. Эту сторону никто не упоминает, кроме религиозных деятелей, и то изредка. Знаю тех, кто были ахишками, сегодня они законченные заднеприводные. Чуть ли не 85% девушек лесбиянки, которые прямо сосутся у себя в столовой. И это, еще раз говорю, это и среди спортсменов, именитых спортсменов, среди представителей власти. Наркотики, тот же мефедрон, какую роль играет в этом? Это положение именно где вот это сообщество заднеприводных. Вот, пожалуйста, спортсмены. Машно, Новчиком. Приветствуем всех. Желаем добра и любви. Всем людям. И доброй, и недоброй воли. Машно. Будем радоваться жизни. Говорить правду. Встречать всех подряд. И всем говорить правду. Говорите сейчас. Зачем вы приглашаете музыку? Доброе утро вам. Приветствуем, приветствуем. Тут один какой-то
так, одно существо пишет по-чеченски. Типа, какой же вы не человек. Поднимайтесь сюда, поднимайтесь, жду вас. Что же вы не приходите говорить, защищать вашу позицию? Поднимайтесь. Поднимайтесь. Говорите, патрон. Да, я в шоке, конечно, во что ислам превращает людей. Я просто помню, когда я был ребенком, как показывали в интернете, когда еще был школьником, какой ислам, то, что вот совершает доброе дело, там, нам, казахам, такое впихивали, будь добрым человеком, совершай добро ради Аллаха, потом не приветствуется насилие и так далее, а потом уже начали впихивать настоящий ислам, и тут мой народ в шоке с этого. Раньше говорили, вот эти террористы, ваххабиты, они не мусульмане, как выясняется, как раз таки они мусульмане. Да, они самые настоящие мусульмане. Хотите, я вам кое-что расскажу? У меня Расскажите. У меня семья мусульманская была, но у меня дома была статуя Будды. О, ну, видите, из одной крайности в другую тоже не надо. Вот Будда, причем тут казахи и Будда вообще на самом деле. Потому что давайте, то есть, хотите общего? Ничего общего нет. У казахов своя степь, режуза. Казахша бельбейм? Мен казахша блема. Саламат сизба. Салем. Вот, видишь, нормально. Надо к истокам возвращаться. Ни к Будде, ни к Шмудде, ни к Христу. Нахрен вам Христос? Зачем вам этот Будда китайский? Или индусский? Вы же казахи, вам надо своя степь, вам нужна. Вот монголы, они свое сохранили, несмотря на Китай, на все. Живут своим тенгрианством. Потому что это их, понимаете, истоки. Я не говорю, что теперь надо верить вот в солнце, там, песни петь. Ну, от земли, вот где ты жил, вот эта земля, она тебя должна питать, она тебя должна кормить, а не какие-то там чужеродные сказки. А вот это арабо-семитские сказки вам тоже не нужны. Ни Будда вам не нужен, ни Христос вам не нужен. Вам нужно свое. Так, эти мерзавцы, пускай поднимаются. Кто хочет, поднимается. Будем говорить. Дома говорили то, что это Будда приносит деньги, попросил у Будды деньги, а деньги не дали, короче, и обманули меня, в общем. Да. Ну, Казахстан сейчас тоже подвергается вот этой исламизации. Ну да. Вы помогаете, чтобы не исламизировалась наша страна. Спасибо вам. Мы будем ломать, на корню выжигать ислам. Нам Россия его впихнула вместе со своими рабами, арабами. У нас, а наша толерантность именно чеченская, что мы, ну ладно, такие мы все добрые, все. Нет, кончилась эта пора, когда чеченцы были толерантными. У нас только сейчас все. Чеченец, или ты чеченец, или ты мусульманин. Если ты мусульманин, вон отсюда. Все, давай, иди гуляй. И надо добиться всего того, чтобы даже в какой бы форме это ни было, даже если Чечня сейчас находится под оккупацией, чтобы сама Россия приняла закон, что Коран на территории Чеченской Республики запрещен на законодательном уровне. Ислам запрещен как террористическая, фашистская, ислама-фашистская идеология, человеконенавистническая, на территории даже оккупированной Чечни. А когда независимо будет, вообще полностью все под корень. Согласен. Я помню в 17 лет, когда я начал уже действительно изучать, что такое ислам, у меня волосы дыбом стали, блин. Я помню, я даже просил Аллаха прощения в молитве, потому что я считал, что ислам это ненормально, блин. Это секта одного араба-бедуина. Вот один араб-бедуин, вот, Песков в Саудовской Аравии, это его секта, это сектанты. Одна секта, вот он, все они ему прощают. 9-летнюю девочку изнасиловал своего лучшего друга детства. Нормально. 13 каких-то жен у него было, он с ними сношался как животные. Они все болели гонореей, трипером, сифилисом. Под свои постели, так называемые, тазики ставили, потому что у них были эти вот выделения болезненные, желтые. Нормально. Убивал людей. Врезал детей, в рабство брал женщин чужих, детей, продавал. Нормально. Наложницы были. Нормально. Своему самому лучшему рабу Абу Хурейре сказал, иди себя скопи, кастрируй, значит. Нормально. Все у них нормально. Да. Сектанты.
Когда вот говорят то, что вот мусульмане не идеальны, ислам идеальный, я такой думаю, а сколько вот людей умерло от войн, там, не знаю, от ислама, да, и сколько людей умерло там от буддизма? Да нисколько, блин, от буддизма лично. Да плевать на этот буддизм. Вот вам вообще зачем нужен буддизм? Это вообще, там это ихняя сказка буддистская. Нам, чеченцам, вот ислам нас убивает. Вот на протяжении 17 века, вот когда Россия к нам пришла на Кавказ, она нам впихнула этот ислам. Где силой, где хитростью, где подлогом, где подкупом. И убивает нас, разделила чеченцев. Кадириты, нашбандиты, суфийские разные ордена. Ну вот, результат мы пожинаем. Сегодня салафиты. Салафиты так называемые. Фундаменталисты, джихадисты. Так, нам кто там посмотрел? Патрон, Нохчи. Давайте. А, патрон это вы, да. Нохчи, говорите. Есть что сказать? Ага, Милу, кто ты вообще? Ты? Хавуй Нохчи. Так, давай. Вудер, что Вудер Нохчи? Хавук сүйли, яхтел сүйли, хавук, хавук, худах шуэну. Худах шуэну. Ой, тайпа тукам такка. Как халабеч, приозламос добош. Мэй амаля, далам, так гупо. Худицис, хадица, худицис, давай, хадица. Амбассадор, ты посол, что ли, представляешь чеченский народ? Давай, теперь успокойся, вдохни, выдохни, расслабься и говори. Спокоен, как чеченский. Ну давай тогда. Да. Ты не чеченский. ты Если ты успокойся, говоришь, ты я сам с собой мусульманин, ты чеченец. разговариваешь. Я Ты тебе сам с собой как на пальцах разговариваешь. объясню, что ты уже не чеченец. Успокойся и говори, я тебя слушаю. Успокойся, это ты, я успокоен, ты что? Сам с собой разговариваешь, я Давайте, поднялся, давайте. может, тебе Давайте, помощь я слушаю. нужна психиатрическая. Спокойно, успокойтесь, психологическая. расслабьтесь, вдохните, выдохните и говорите, Сделай что один вас визит к интересует. психологу, поможет тебе. Я слушаю вас, говорите. Да мне говорить нечем. Сюли. Ну, если вам нечего говорить, а что вы сюда залазите с претензиями? Кто вы такой? Вам Да нужна нет у меня психиатрическая... претензий, просто Тогда не говори за успокойтесь весь и уходите чеченский отсюда. народ. Если вас ничего не интересует, сидите у себя в норке где-нибудь. Что вы Не сюда говори поднялись за весь тогда? чеченский народ. Я Может, ты чеченец, говоришь, еще раз что ты повторяю. говорил за Сонохчево, а вы чеченцев, кто? Сонохчеву. Сонохчеву. А как ты Амилу, кто ты? докажешь? Как ты докажешь? Докажи, я не верю. Среди чеченцев живут огромное количество чеченоговорящих, как А, ты, да. называя себя чеченцами Да, и разделяя да. мой народ. Понял? Да. А кто разделяет ваш так называемый? Вы же говорите, вы же приписываете себя к чеченцам. В твоих словах нету у Вы же чеченцев приписываете ни к себе одного чеч- авторитета, Алло. ни одного слова. Алло, никакого авторитета. успокойтесь. Или вы говорите один, я буду вас слушать целый час, а потом я скажу. Или мы будем все-таки нормально общаться, без монологов. Не надо здесь режим проповедника включать. Это вам Я не вообще не мечеть, это не проповедую. Минбар, это не мусульмане, здесь чеченец Я с вами просто говорит. поднялся, чтобы ты Я не говорил чеченец, за весь Сонохчеву. чеченский народ. Сонохчеву? Говори за себя. Я чеченец, Сонохчеву. Покажи лицо, я хочу посмотреть. Я, какой да, ты ногти. слушайте, давайте, Твоё это лицо покажи покажи. лицо, там, сидите в норе Ну, какой-то ты арабской. Сюли, все. скорее всего. Сонохчеву, я чеченец. Смещаю. Успокойтесь. Ситендата, скорее всего. Хорошо, ладно, давайте сейчас узнаем, кто чеченец, кто не чеченец. Сонохчеву, успокойтесь. А ты Я знаешь, что чеченец. в Чечне живут огромное Алло, количество вы людей, вообще которые слушайте, я с говорят, вами что говорю. вообще. Я Ну, не чеченец. Сонохчеву, можете просто ответить на вопрос? Сонохчеву? Буду Что вы молчать. молчите? Когда я говорю, вы говорите. Когда я молчу, вы молчите. Что это у вас за такая манера Голос общаться? изменил, лицо не показывает. Какой ты ногти? Я вам Ногти не задаю такие. вопрос. Сонохчеву? Не Онохчеву? смеши чеченский народ, не смеши. Вы слышите вообще меня или нет? Или вы Да, больной? конечно. Слышу, Алло. слышу. Сонохчеву? Вы чеченец? Но у тебя акцент, скорее всего, Сюли. Ты Сонохчеву я вам задал вопрос. Вы можете просто ответить да или нет? Да. Вы признаете пророка Мухаммада, арабского бедуина? Подождите, я вам задаю вопрос. говорю о Ну чеченцах. успокойтесь. Вы же знаете, что вы сейчас покажете, что вы не чеченец. У Мусул, тебя акцент пророк дагестанский. ты не Мухаммад, чеченец, вы 100%. Мухаммад, Муз по-чешски, Муз член, Ты не Мамад, чеченец. Муз член, Мамад, Муз член, Мамад. Признаете его как пророка? Союз религии есть, О чем вы хотите общаться? Если вы говорите, я не чеченец, я вам доказываю, что я чеченец, и наглядно всей публике нашей широкой показываю, что вы не чеченец. Анохчеву?
Я Куда-то чеченец. спрятаться и выговаривать какие-то Хонох слова. чевуй. Мусмамад пайрмар вуйхон. Арбы бидуин котук хохшляву. И бюхош дай саяч. И билхош эцляву. И шокячел я. Шежин вождуин да шитична ости дуатарчен я. Цунча хейзин вол. Цуна зудин вол. Тиейн вол. Вася. И тилоция бо эсхэг. Вася, а все гондуешь. Хот ило чуи музмамад пайрмар вуй. Ла илаха иллаллах. Мухаммад Расулла. Бог чаряву я. Какой ты ногчи, я понял. Чурка ты. Ауй. Явац, алло, больной, болезнь прогрессирует, убежал, видите, все, я Кто эти наглядно такие? показал, что он не чеченец. Кто Он эти чеченоговорящая, подрусская подстилка, пидорусская шваль, чеченоговорящая, раб, ихван, родства не помнящий. Ни на один вопрос не может ответить. Самые две главные черты и качества мусульман. Ложь и страх. Страх и ложь. Лживые, трусливые лжецы или лживые трусы или трусливые лжецы. Вот и все. Так, у нас тут еще весна какая-то. Кто эти такие, чтобы определять, кто чеченец, а кто... Не, он может определить, я же с ним беседую на эту тему. И он задает вопросы, я ему отвечаю. Но когда ему задают вопрос, он не отвечает, убегает. Можно ли к тебе, кстати, вопрос как к чеченцу? Давайте, давайте. У меня есть друг, он чеченец по отцовской линии, но у него отца Ага. как бы с детства нет, и у него мама грузинка. И он О, воспитывался как грузин, но мгм. вспоминает свои корни и хочет быть чеченцем, учит свои адаты, старается учить чеченский язык, но он чеченский язык пока что не знает. Но был в Чечне и, собственно говоря, лезгинку танцует. Он не мусульманин, он тоже деист. И как думаешь, его можно ли воспринимать как чеченца? Вот. Да мне лично, вот я как человек скажу, ну, там, чеченец, он там грузин, басурманин, это его личное дело. Как он себя воспринимает? Вообще надо у людей спрашивать, как они себя воспринимают. Вот, например, Ну да. ходите вы, например, вы говорите, я вам задаю вопрос, вы кто? Кто вы? Он говорит, что он чеченец. Не, подождите, вот я вам сейчас определение. Спокойно, без всяких там проблем, без вот этих вот психологической, психиатрической стрессы. Вот вы пришли, я вам задаю вопрос, вы кто? Представьтесь, вот как вы хотите, чтобы вас знали? Вот кто вы? Мгм. Я вам задаю вопрос, вот Я сейчас наглядный пример, вы казах, кто? Адиль. Вот. Вот, Я если казах. вы сказали, что вы казах и Адиль, я буду вас воспринимать как казаха Адиля. Я не буду никогда определять, нет, вы не до казах. Нет, вы сказали, я казах Адиль. Все, для меня вы казах Адиль. Вообще в мире это нормальные страны, цивилизованные, с нормальными обществами, никогда на идентичность человека не посягают. Вот если я пришел, я сказал, например, я африканец, хотя я не африканец, они будут говорить, ну, он так хочет быть африканцем, пускай будет африканцем. Понимаете? Не нам определять, кто есть кто. Если человек приходит и говорит, я такой-то, такой-то, все, он для нас такой. Зачем нам его менять? Если это так называемый чеченец, про который говорите, он себя считает грузином, пускай будет грузином. Мы же не должны его определять национальность. Всем добрый день, Марша. Добрый. Вот пришел, джихадист пришел. Да, Слушай. как мне сказали, радикал конкретный. Смотри, я с тобой согласен, и да, и нет. Смотри, потому что я поднимал этот вопрос, я зашел к этим Абдулашкам и спрашивал, вот вы кто? Он говорит, я казах, я узбек, я там такой, я чеченец, я там это. Вот ты же мусульманин? Он говорит, да. А в исламе нету нации? Он говорит, да. Как ты может быть казахом, чеченцем, узбеком? То есть, что получается? Сами себе противоречат. Ты мусульманин, а в исламе запрещено быть нацию. Да, дорогой джихадист. Мы приехали. Но они же больные люди, вы же знаете. Они же больные, правильно? Так мы же надо их подводить аккуратненько, Ну, правильно. У них Поэтому нации не я говорю, существует. правильно, я говорю, мусульмане. Если ты мусульманин, так ты кто ты? А что такое мусульманин? Нет такой нации мусульман. Нет такой нации, извините. Я такой нации не знаю. Опять тупик пришли. Так кто ты? Я спрашиваю, ты кто? Он говорит, я мусульманин. А какой нации? Все, он молчит. Понимаешь? Все, ложимся на кушеточку, ровненько, дышим глубже и начинаем объяснять, где он, и кто он, и почему он. И начинаем как бы психологически объяснять. Начинаем лечение, да? Доктора Крикса вызываем. Да. Шо он поц.
Не, это круто. Я просто сегодня не понимаю. Так, я задаю вопросы, такие основные базовые. Кто к тому сводится. Все, ложитесь на кушеточку. Все, начинаем лечение. У меня Гениально, так вот, спасибо. только так. У меня только так такие лечения идут. Вот смотри, у меня есть пациент 2 года. 2 года это... Никак не могу вылечить, да? Да, мой малохольный, да. И вот ты знаешь, иногда бывают такие пики у него. Вот он пришел к Локи, и мы сидели так, давай вот без этих же шмыц-пыц, давай по-нормальному. И мы с ним 3 часа вот спокойно разговаривали. Мало того, я ему показал Коран, что, как, он начал интересоваться. И такие, знаешь, у него такие флешбеки были такие, знаешь. Я говорю, что такое, начал ты это, отрезвять. И он мне говорит, смотри, только к тебе почему-то я не могу агрессивно относиться, то как ругаюсь, но я тебе прислушиваюсь. Потому что я за 3 года как-то к нему начал достучаться до него. Но вчера все мои надежды перед доктором Крисом и мной он не оправдал. Опять вот это, как цепная собачка вот это есть, да, вот это, надо бить по морде ей, чтобы она успокоилась, опять начал гавкать. То есть, это тут есть вещи, что пациенты все, это надо умертвить, к стенке расстрелять, все уже. Никак не работает, извините. Закопать. Я вот с казахом разговаривал, вот он мусульманин, я ему говорю, ты понимаешь, что ты арабом не станешь, надо свое хранить, ты там китайцем не сможешь стать, русским тоже не сможешь стать, свои тебя там не воспримут, да? Вот мы с тобой казахи, будем оставаться только казахами и топить только за свое будущее. Ладно, там, скажем, прошлое мы с тобой знаем наши нации, давай теперь в будущее смотреть. Вся это братство мусульман, она вообще, лицемерная просто. И никто... Я ногтю выбил за 3 года. За 3 года, что я с него не выбил, а чисто откровение такое по душам было. Знаешь, мы сели вот так. Кстати, Локи даже как-то сидел, слушал, не мешал. У тебя там шумит патроны. Тебя может микрофон выключить? Да, надо микрофон выключать, патрон, когда вы не говорите, а то эхо бывает. Я говорю, смотри, у тебя какие-то всегда резкие движения там про того, про тех, про евреев. Вот. Давай скажем так, откуда все это все идет? Он мне говорит сразу в открытую. Как откуда? С Корана. У меня в Коране это написано. Я говорю, так что... проповедовать они в ТикТоке, как минимум. Получается, то есть... Нормально пообщаемся, не? Никак? Подожди. Это ваш пациент прибыл? Подождите, успокойтесь. Да, это, у меня их много, они за Они за вами ходят, да? Хорошо, да, ладно, да. поговорите. Пророком Мусой, который освободил евреев. Тихо. Совершенно Спокойно, верно. Тихо. Спокойно, давайте говорить, каждый по очереди. Давайте, спокойно. Получается, наша позиция, наша все. В школе бы ты у меня пизды получил бы завтра. Начинается. Ты бы у меня, я бы давайте не материть, увидел... сейчас вас ТикТок заблокирует. Успокойтесь. Похуй мне на твой ТикТок, долбоёб. Тихо. Дай мне... Когда вы хуй арабы показываете, Олег, вас ТикТок заблокирует, успокойтесь. Блять, нахуй, сука. Вас ТикТок как арабы, блять, нахуй, хуй показывать, так это нормально, как вы заблокирует. Так вы хуесоситесь, цыгане, на каждом стриме с малолетками, с амирами ебаными. Заткни ебало, сын шлюхи. Так, давайте его выслушаем, пускай выскажется. Потом. Я трахал, блядь, уже, ёб твою мать, нахуй. Сначала возьми в рот... Я Аллаху свечку поставлю в мечети, блядь, нахуй. Барашку спизжу, ёб твою мать, или разбанят, нахуй, ёпты. Тихо. Ёбок ты ебаный, чурка ебаная. Спокойно. Сина сутулая, блядь. Он с кем Объясни говорит, товарищам русской общины, блядь, ёб твою мать, и скинхедам, что они вы чурки, с кем блядь. говорите? Просто определись, с кем вы говорите. Я разговариваю со скинхедами, блядь, ёб твою мать, нахуй. Позвать скинхедов, нахуй, националистов, блядь, с Казахстана. Он что, контуженный, что ли? Уёбки какие ебаные, скинхеды, чурки какой казахский, ебучие, блядь. блядь. Затрахали цыгане ебаные, блядь. Чей пациент? Я встречался с цыганкой 4 года, а я католик. Дальше чё, блядь? У меня цыганка, блядь, нахуй, фитинг занимался с ней, блядь. Лёва, это не ваш клиент. Аллах на землю спустится, блядь. Аллах, алло. Алло, Депешмот, ёпта, Personal Jesus, Personal Аллах, блядь. Депешмот, блядь, выступил на Варшаве стадионе, блядь. Да. С песней Personal Аллах, блядь. Хороший клиент. Так, все, вы завершили? Вы закончили? Гражданин хороший. мне, пожалуйста, про песню группы Депешмот, Personal Jesus. Personal Jesus. Хотите, поставлю вам? Можно послушать ее.
Да, только русскую версию радио Тапка мне больше нравится. Ведущий, я хотел бы поздороваться и пойти дальше. Да, здоровайтесь. и пойти Не уходите, вы говорите, зачем вы поздороваться уходите. и сходить Закрой поменяться, говорю. это микрофон. Я тебе в яйца, бля, знаешь, что Ты сделал можешь- своими яйцами? это Обрезал, больные В люди. школе Зачем завтра тебе придешь ко мне, врубился? скажешь, нахуй, пидор ебаный. Негодяй, бля. В школе ты у меня хуй Негодяй, посадишь. Это Симля, Валя, Валя. Священник Либо придет, вы блядь, его и тебя как- уберете, либо Всё, я уже говори. поздороваюсь. и Говорите, Всё, все, мы их убрали, вообще с эфира убрали, говорите. Да не, я Привет, поднялся тут, и внизу Доброе вижу, утро. что пишут. Шалом алейхем. Приветствую, салам алейкум и тому подобное. Тут внизу пишут всякую ересь, всякую нечистоту. Поэтому, думаю, во-первых, к вам поднимусь, ведущий, поздороваюсь. Леон, шалом, Берорка, как дела, как ты? Нормально, ты не должен обращать внимание спокойно, потому что это пациенты, мы с ними работаем, понимаешь, или немножко лечим, а никого не лечим, к стенке расстрелять и закопать. Ну, у меня сразу диагноз закопать. Ногчик говорит, нет, надо, давай попробуем вылечить. Крис тоже говорит, ну, Я будем понимаю, лечить. психологически. Да, пациенты, я понимаю, больных людей немало в этом мире. Жаль, что мало здоровых. Смотри, ты здравомыслящих, взял я за понимаю. Данидаром. Заметил за Данидаром? Шиши шаббат, Данидар меняется, да? Мафия просыпается и становится у нас такой конкретный радикал, такой конкретный причем. Такой жесткий радикал. Когда он поднимает Не будем икону, говорить о людях, которых здесь нету. да, он слышит Ногчик. за этому, отбегал. Вам здесь. добрый день, еще раз хорошего эфира. И маленький совет, конечно, не мое, может быть, дело. Вот этих негодяев, которые внизу приходят и пишут вам, я думаю, стоит блокировать. Это наши А- это что? И этим негодяям скажу, что не приведи Господь вам стоять напротив меня и говорить мне такие слова. У вас бы просто на втором же слове КДК бы не было бы, и вы не смогли бы разговаривать. Все, всем хорошего дня. Ам Исраэль Хай, свободным вам, чеченцам, будьте свободными, приходите и уходите, как говорят у вас. Все, спасибо. Тода по-еврейски, Туда, Тода, туда, туда. шалом, да, тода. Вот, все, спасибо. Продолжайте, доктор Леон. Вот, наш диагноз такой, что все в этой книге, все выходит зло из этой книги. Мало того, было доказано не раз и показано несколько дней, что с моим другом искусственным интеллектом, с партнером, да, и еще были эфиры, были видео, что сама книга противоречит, она искажена, она меняет ислам, она изменяет ислам, она уничтожает ислам, да, и это был политический ход. Теперь я спрашиваю, когда поднимаюсь к казахам, этим, узбекам, чеченцам, там, из Дагестана, вы кто такие, кто? Он говорит, я дагестанец. Опять, да? То есть надо с первой ступеньки начинать и так далее, потихонечку подниматься до того уровня, что он заходит сам в тупик и спрашивает его, что тебе сделал этот ислам? Ненависть, зло, убийство, что ты не можешь анализировать, критического мышления у тебя нету, проверить информацию ты не можешь, да? То есть ты тупеешь, ты становишься тупой, а тупыми людьми легко управлять. Вот, например, нашим детям что-то расскажешь, такие вещи. Вот я с дочкой сижу, там, например, там сейчас по школе Танах. У нее миллиард вопросов. Она заходит, читает, проверяет, что-то делает, там это. Куча вопросов, что уже, знаешь, уже не хочет ничего на что отвечать. Ну, по школе надо тогда. У этих баранов им сказали, вот так Мула сказал, и так и надо. Вы должны думать. Все, кто здесь собрались, думать, обсуждать, что вами пользуются в вашу историю, в вашу религию, в вашу историю ваших предков уничтожили. Ваши предки воевали против ислама. А теперь вы стали абдуллашками. Вы должны задуматься. Совершенно верно, наш дорогой доктор Леон. Я Всё, прошу прощения, можно вас с этого момента назвать доктор Леон? Как бы, У меня два доктора здесь в эфирах бывают. Бесплатные проводят сеансы массовой терапии психиатрической. Доктор Крикс и доктор Леон.
Один чеченец, другой еврей. Вот, все. Два доктора объединились, лечат Он людей. более радикальный, понимаешь, он более... Ну да, вы жесткий. Нет, мы не радикально, вы жесткий, вы жесткач. Вы жесткий жесткач. Пациент не подходит к лечению. Акушетка, так, вопросы, базовые вопросы. У меня 3 вопроса. Доктор Леон, слушайте, у меня 3 базовых вопроса. Вы кто? Мусорой, так, все, 3 вопроса задал. Ложитесь на кушетку, буду вас лечить стационарно. Без права выхода в свет. Знаете, как у меня младший брат вышел из ислама? Как Я он? еще помню этот момент. Он, короче, играл в Mortal Kombat. Сейчас приеду где-то 1,5. Хорошего тебе эфира, Нокчи. Я должен ехать. Доктор, вы Давай, уходите? давай. Мне надо сейчас ехать кое там. Все, туда. Храни Бог Израиль. Эфир я заскочу. I'm Израиль Хай. Все, Айм Израиль Хай. Маршала, ребят. все, будем на связи. Так, нам присоединился вот- Мурадов. Как младший брат вышел из ислама. Он, в общем, играл в Mortal Kombat. Одно задание там в Mortal Kombat не мог пройти. Молил Аллаха, короче, чтобы он ему помог пройти это задание. А задание он не смог пройти. Значит, Аллаха нет. Он такой говорит, а что, Аллаху трудно, что ли, мне помочь пройти задание в Mortal Kombat? Я же его так просил. Так, тут пишет кто-то. Что тут пишет? Я не понимаю. Зачем вы пишете вот тут? Это свободная площадь, вы знаете, мы всем даем слово. Пожалуйста, поднимайтесь. Никто никогда не блокирует, микрофон не включает. Поднимайтесь, говорите спокойно, защищайте вашу позицию. Зачем материться, кричать, орать? Спокойно поднялся, свою позицию защитил. Не защитил, тоже ничего страшного нет. Так, кто там говорит? Да, Я говорю, говорите. о чем разговариваете? О том, о сём. О том, о сём, братишка, же есть же суету наводим, же есть движуха. Вот, да. Говорите, а вас что интересует? Вот, что вас интересует? Вы сегодня поели вообще котлеты там, макарошку по-плоски? Что вас интересует? Сколько хингал поел? Хингалики? Наши? Какие? Хингал. Хинкал какой? Даргинский, аварский, табасаранский. Какой там? Аварский. Вот, нормально. Марагулла, да? Марагулла же, да? Аварский. Нет. Как? Мару. Марулла! Ну как, скажи вот это. Скажи, ладно, скажи. Что ты смеешься? Не, ну мне нравится, если на самом деле. Мне нравится это аварский. Нормально же язык, что там. Я без шуток. Я не смеюсь, мне на самом деле прикал этот язык. Он такой, знаешь, так, слушай, брат, ты умеешь по-аварски говорить? Не особо, честно. Не особо, честно сказать же, есть же. А вообще, я обожаю. А скажи вот, например, то, что знаешь, вот скажи что-нибудь, то, что ты знаешь. Да, не по кайфу. Не по кайфу же, братишка. Слушай, братан, а скажи вот это, я только что хинкал съел там. Скажи, 2 хинкала съел я. Просто скажи на аварском, я съел 2 хинкала. Не. Ну скажи, ладно, что ты. Я тебе серьезно говорю. Вот я, например, по-чеченски могу тебе сказать, мне, как бы я скажу, Шихингалдиен Ашуса. И что же в этом страшного? Я могу по-казахски сказать. Икю хинкал жидым. Вот, нормально. А вы скажите по-аварски, пожалуйста, Мурадов. Не, стрёмно что-то. Как это стрёмно? Вы что? По-арабски вам главное что-то говорить не стрёмно, а по-аварски стрёмно. Это же как... Я же по-арабски не говорю. Не, ну вообще, ну я вас умоляю, пожалуйста, Мурат, для нашей публики, скажите, я съел 2 хинкала по-аварски. Ну скажите, я знаю, вы хороший человек, я уже чувствую, что у вас позитивный настрой. Скажите, Мурат, скажите, я съел 2 хинкала. Я не знаю, как тебе это сказать. По-аварски Я же линия это... не особо знаю же. По-аварски, а какой язык вы знаете? Я понимаю только. А какой вы Особо язык знаете? Вы на каком языке говорите вообще? Ну, на русском. Я на русском разговариваю. Ну, хорошо, ладно. Вот вы Ну, же... так знаю аварский, ну, понимаю. По-аварски 2 это как? 2. По-аварски как 2? Иго, что ли, или еще? Иго. Я знаю, что когда вот с аварцами, когда сталкиваются, они говорят, кега на линии, это 2-я линия, типа, пересекла футбол. А по-чеченски кяг это задница, между прочим. Серьезно, без шуток говорю. И мы там сразу смеяться начинали. Они говорят, что ты смеешься? Что ты че? Они такие, да. Кое-что скажу. Да. Вот, например, у казахов котом это задница, а у нас курица.
У нас, знаешь, что, кстати, у Ты казахов понимаешь, что джаляп прикольно это... же, интересно же язык изучать. Да, говорите. Ну да. Я вот еще хочу сказать, у нас по-казахски джаляп, будь спокойнее, а по-узбекски это означает шлюха. Да, вот по-разному, на языке по-разному. Например, я серьезно говорю, кега на линии, они как начнут кричать, там, типа, мы в футбол играли, когда, вторую линию, типа, пересек. Джаляп это потихоньку. Ну, Спеша. Потихоньку, тоже, да, спокойненько. казах? Т-800 это казах тоже, да? Саламат Сызба? Нет, я русский, я в Казахстане живу. Понятно. Ну ты казахский лучше меня по-любому знать не будешь. Джаляп это и спокойнее, и потихоньку. Ну так, жайлап түсінемін мен қазақша. Білмеймін, казахша білмеймін. Казахша білмеймін, Т-800. Это ж трактор Т-800, да, какой-то, челябинский? Алло, Т-800. В честь чего назвали себя Т-800? Алло, Т-800. У меня до этого был этот ник 29-й прием, на меня жалобу отправили, и аккаунт обнулился, и мне в голову пришло поставить вот этот никнейм Т-800. Ну, это модель Терминатора, я вообще поклонник кинофильмов из тех времен, которые 90-х годов. Сталлоне, Шварценеггер. Понятно. Мурадов, вы будете что-нибудь говорить? Слушаем вас. Да не, в принципе, нет. Да не, братишка, вот это же суета же, езжи, вот это езжи. Потихоньку чисто на рахате сидим же, езжи, братишки там, ахишки, братишки, ихваны. Я чисто случайно наткнулся. Чисто случайно попал на этот эфир же, я не знаю, как попал, но попал же, езжи. Вот я всегда восхищался этим талантом дагестанских национальностей с 3 словами такие целые фразы строить. Это есть. А ты где сейчас, братишка, там же, у себя же? У себя где? Ну там же, вот, братишки же есть. Махачкале, Махачкале. Махачкала, Хахачкала, что же чисто, да. Хахачкалу поймали, Махачкалу же есть. Знаешь, что, вот туда заходят вот эти вот разные пидорусские дагестанцы. Не в обиду. Они начинают всякую херню нести, там, ислам, мусульмане, там, ля-ля-ля. Вот это я вообще уже, я не могу их как бы оставить это говорить. За последние 35 вообще изменились они, конечно же. А так вот, когда нормально заходят вот такие вот аварцы, там, даргинцы, лакцы, без проблем. Пускай говорят, что хотят. У нас вообще никаких. Потому что люди думают, что у нас как бы проблемы с дагестанцами. У нас нет никаких проблем с дагестанцами, с дагестанскими национальностями, которые населяют эту территорию. Мы наоборот им говорим: алло, возвращайтесь к своим корням. Во что вы превратились? Безродных ихванов. Ну даже если хотите быть безродными ихванами, хорошо, оставайся, но не несите это дерьмо в чеченское общество. И все. А так, вот ты зашел, наоборот, мне нравится аварский язык. Мне нравится, как вот это вот, суета же, если туда-сюда даргинский же хинкал, аварский хинкал, абасаранский хинкал, потом кто там еще разный там будет. Ну, я что хочу сказать, нам все интересны, все важны. Но вот это исламское дерьмо, которое нам Россия насильно впихивает, вот это уже хватит уже терпеть. Надо возвращаться к истокам. А так, Марулла! Сейчас сказал, вот наш братан, заходи, все, без проблем. Вот он захотел говорить на аварском, пожалуйста, говори, никаких проблем нет. А это истоки-то какие? Истоки же наши аварские же, братишка, мощные, да? Вот это борьба же, всю жизнь это борьба же. Только бороться. Ты чем занимался? Борьбой. Типа то, что до ислама и христианства было, да? Нет, надо быть аварцем. Если ты аварец, то ты должен быть аварцем. А не какой-то там непонятный кто, мусульманин там кричит: мой пророк, я за него жизнь отдам, я за него свое все отдам, отец, матери, отец отдам. Зачем? Успокойся, успокойся. Он араб, ты кто? Ты аварец? Да, успокойся. У тебя горы есть, свой район? Это Салаватия. Салаватия даже у арабцев? Салаватия. Салаватия нет такого. Ну это, почему они тогда кричат сюда аварцы? Салаватия! Они что, выдумали, что ли? Хочешь сказать, район, что это? Ну да, Салаватия, типа, где аварцы проживали компактно раньше. Я первый раз слышу такое. Есть, в Дагестане есть такой район исторический, Салаватия. Это типа аварцы там жили разные. Вот. Может, там тоже разные аварские диалекты, все. Сейчас есть этот район? Не, сейчас официально его нету, историческое название. Сейчас официально нету, там суета. Сейчас это Чумадинский, Гумбетовский, Арахбухтен, Варахбухтен, такие там сейчас. Салаватия вообще.
Наши братья, наши аварцы, наши даргинцы, наши нагайцы, наши кумыки. У нас мы всех любим, всех привечаем. Серьезно, без шуток. Я очень обожаю все дагестанские национальности. Но вот эти мусульмане, недомусульмане или вот эти вот, вот эти вот рабы, не знающие свой корень, заходят всякие. Ты что сказал? Зачем ты сказал это? Мухаммада не трогай, да? Каждый второй Мухаммад. Мухаммад, да, сделай, да, Шамиля! Да успокойся, ну что с тобой? О, алло, ты кто? Где ты живешь? На каком языке ты говоришь? Что ты кушаешь? Надо знать, кто ты. Это да. А вообще, по жизни чем занимаешься? Пока ничем. Борьбой? А, в плане спорта? Не, вообще, говорю, братишка. Вообще, что делаешь-то? Спортзал дома. Серьезно, что ли? Ты тоже, да, борец? Не, Классика, чисто. вольник. Раньше было, сейчас нет. Сейчас чисто это качалка. Чисто качалку жизни, а можете накачаться, жизнь, грудную клетку, если это 120 на грудь, как поднял такой, знаешь, высший спортзал, хорошо такой. Аварский хинкал съел, вообще по кайфу. Ты молодой? Я, да. Ну ты кто? Джихадист или просто нормальный аварец? Человек. Не, понятно. А ты вообще придерживаешься вот этих вот идей джихада? В плане как это? Ты просто сможешь сказать, да, нет, зачем ты, какие планы там, зачем тебе эти планы, братишка, зачем тебе эти вникать в детали жизни? А тихонько скажи, да, нет, да, нет, и все нормально будет. В плане религии, да. Да, ты джихадист, да? Значит, все-таки пророка признаешь? Ну... Ну, как бы тяжело не признать, да? Вообще, знаешь, что я думаю? Да. Что даже сами мусульмане уже стесняются своей религии. Да. Но они, понимаешь, они узнают, когда познают, когда у человека мозги есть нормально, вот, например. Вот, например, вот Мурадов, например, у меня с ним нормальное отношение. Вот он, понимаешь, у него осталось еще вот это человеческое что-то внутри, аварское. И он поэтому, но я его никогда обижать не буду. Не, я с ним ничего не скажу. Я вообще ему ничего никогда не скажу. Я ему просто задаю вопросы. Он отвечает как хочет, ну, человечески все нормально. А вот это вот, видишь, ты сказал на моего пророка! Я говорю, все, успокойся, все, ты успокойся. Как говорит доктор Леон, кушеточка, стационарное лечение, радикальное лечение. Да. Я вот, когда мне знакомый сказал то, что Мухаммад Аишев 9 лет засандалил, я это об этом TikTok можно узнал заблокировать впервые. спокойно, да. Я об этом знал впервые тоже в 17 лет. Я также отреагировал, такой, да не может быть такого. Да, это тяжело. Да. Это очень тяжело, когда ты это узнаешь, очень тяжело. У тебя просто когнитический диссонанс начинает, у тебя мозги просто начинают замыкать. К сожалению, они нас к этому подвели. Это вот вся пропаганда русская, мусульмане, джихадисты. Так. Кто там еще может понять? Вообще, Мурадов, говорите, то, что вас интересует, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Да, не, в принципе, нет у меня вопросов. А что вас вот интересует? Вот вы зашли сюда, вот. Вам есть что-нибудь? Да. Чисто случайно зашел так послушать. Не, это понятно. А вообще интересно вам сейчас с нами? Ну, чисто вас послушать, да, в принципе. Ну, нормально же, общаемся же, да? Ну, Да, культурно. Барыдзес, наш брат пришел. Барыдзес Ахпер. Я мимо пробегал, решил поздороваться. Че? Поздоровайтесь, можете оставаться. Когда вот вздумается вам говорить, говорите. Есть что говорить? Говорите. Нет ничего? Не говорите. Нет, Свободно. бегаю по делам. Все бегаю. нормально. Мы вас любим, ценим, уважаем, никогда не забываем. Вы всегда в нашем сердце. Вот и все. Это самое главное. Иметь хорошие намерения, хорошее, чистое, доброе сердце, любить своего ближнего, не желать человеку добра, не быть кровожадным, привечать. Пришел к тебе человек, значит, он к тебе пришел за то, что ты человек. Посиди, прими его, выпей с ним стакан чая. Если есть, накорми. Нету ничего, так и скажи, у меня нечего есть. Может быть, он тебе даст. Вот так надо быть просто человеком. Знаете, вот 7 октября какой-то такой особенный день, потому что весь мир действительно поняли, кто такие мусульмане, какие они кровожадные. Да. Ну, смотрите, вот люди думают, что мы как бы, ну, я не говорю, мы в моем лице там, мы там не любим мусульман, ислам. Нет, нам ислам, мусульмане абсолютно тоже не мешают. Единственное, что мы говорим, чеченцы не могут быть мусульманами. Вот это да.
А вот, например, видите, зашел наш брат-аварец, сосед. Он хочет быть мусульманином? Пожалуйста. Но мы ему даем понять, почему мы не любим ислам. Спокойно, размеренно такой форме. Ну, изнасиловал, все-таки совратил, растлил малолетнюю 9-летнюю девочку, дочь своего лучшего друга. Вот ему это подходит, если он, пожалуйста, продолжайте. Не подходит, тогда уже другой вопрос. Увел жену своего приемного сына, А, которая тут была тоже, его двоюродная сестра. это тоже надо знать, да. Это тоже мы говорим, а им подходит, мы говорим, хорошо, продолжайте, но нам это не подходит. Приходит, например, чеченец, он говорит, я чеченец, санах чего. Мы ему говорим, так, это знаешь? Он говорит, знаю. А мы ему говорим, значит, ты не чеченец. Все, из этой нации ты должен уйти. Мы больше не можем быть толерантными, мы не можем больше это допускать. Уже разграничительная черта, она произошла, водораздел такой. Чеченец, мусульманин, мусульманин не чеченец. Ты не можешь быть чеченцем, будучи мусульманином. А мусульманин, он никогда не сможет быть чеченцем. Никогда. И Коран, надо его запретить. И мы сделаем все, иншаллах, чтобы его запретить именно в чеченской нации, где бы мы ни находились на этой планете Земля, именно в Чеченской Республике. Оккупированной, свободной, без разницы. И ислам будет преследоваться среди чеченцев как секта. Именно как секта одного араба-бедуина. Вот к этому мы придем. Иншаллах рахман. Аузубиллях. Так, поднимать мусульмане, и большие, и маленькие джихадисты. Кто там еще к нам пришел? Угу. О, кажется, у нас Курт в гостях. Есть? Да, говорите. Я смотрел правила ИГИЛ, как они относятся к шиитам, суннитам. Ну, ИГИЛ, к сожалению, ваххабиты. Они говорят, если мы поймаем этих мусульман, которые себя называют мусульманами, эти шииты или сунниты, у них недостаточно веры. Мы им даем шанс. Либо они принимают ваххабизм, либо мы их казним. Вот они какие жесткие ребята. Да. Они, оказывается, еще афганцев ненавидят. Знаешь почему? Да. Потому что у них джихад только оборонительный, а не наступательный. Ты смотри, до чего дошли. Джихадисты. Так, тут русская община против зла. Понятно. Это кто такой вообще? Так, русская община. Вы хотите подняться? Поднимайтесь. Интересно, что за русская община против зла? С православным крестом. Мне интересно будет просто пообщаться с русской общиной. Будет подниматься русская община? Алло, джихад. Под кодовым названием русский джихад. Вы же православный мусульманин, да, джихадист? Мусджахед. Я люблю русских мусджахедов, которые за православие рвут на себе трусы, британский флаг. Поднимайтесь, русская община. Джихадист. Россия мусульманская страна. Я это знаю. Я вам сейчас докажу на пальцах. Поднимайтесь, мусульмане. Да, видел в интернете видео видео с СВО, как убивают эти дураки друг друга, тупые каферы. И Курбанайт показывают там. Это вообще жестко. Вот это и есть путинский русский новый мир. А это не путинский, между прочим, потому что многие... Это и есть сама суть русского общества. К сожалению. Они вот такие все. Это Путин, это квинтэссенция русского духа. Вот им нужен такой. Это все, что их объединяет, вся их культура, она соединилась в нем. Это продукт русских. К сожалению, русские, пока это не признают, они всегда будут людей убивать, и весь мир их будет не любить и бояться. Ну, это так. Вот я вообще вот такой задумался только что, когда люди приходят в мечеть, отдают же деньги садака, да? Да. Это как называется? Это арабское, да, слово садака? Садака, да. Да, и вдруг эти деньги идут там, не знаю, на джихад, террористам и так далее. На джихад тоже все идет. Да. Вообще, ислам, смотрите, вот мусульмане, это инструкция к терроризму, к сожалению, насилию. Вот читаешь суры аяты, это прямой призыв к убийству. Там всегда призывается кого-то убивать. Или насиловать, или сексуально похотливый разврат. Там нет ничего нормального. Или ты должен кого-то убивать, или ты должен кого-то насиловать, кого-то захватывать, продавать, или ты должен развлекаться. Разврат, похоть. Похоть, разврат. Там ничего нету нормального человеческого. Вот я сколько читаю,
суры, аят, и думаю, ну когда же здесь будет что-нибудь хорошее? Ну нет, ничего хорошего. Убей, зарежь, продай, ограбь, захвати, изнасилуй, наслаждайся. Вот и все. Так, где этот из русской общины? Поднимайтесь, гражданин хороший. Алло, русская община, вы на связи? Нет, видите, боитесь. Хотелось бы услышать нормальных джихадистов, но, к сожалению, джихадисты уже к нам не приходят. Мы же за ними ходим по всем площадкам. В Инстаграме их ищем, в Ютубе, в Телеграме, в Твиттере. Что-то они куда-то прячутся, убегают. А когда к ним приходишь на эфир и говоришь, пожалуйста, мусульмане, джихадисты, поговорите со мной, они не дают вопрос даже задать, сразу блокируют. Не хотят общаться. К сожалению. Алло, джихад, на связи? Понимаете? Я, в общем, узнал цели джихада и ИГИЛа. У них конец джихада будет именно тогда, когда весь мир станет исламский. Когда весь Конечно. мир примет ислам. Это цель, это цель. Вы представляете, вот вы, например, казах, вы мусульманин, вы должны за какую-то арабскую идеологию, какого-то одного араб-бедуина, всю свою жизнь поставить на кон, чтобы идти кого-то убивать, резать, и чтобы установить их закон. Поднимайтесь, русская община против зла. Вы выходите в прямой эфир, пожалуйста. Поговорим. Алло, мусульманин. Из общины. Алло, русская община. Поднимайтесь. Джихадист. Алло. Тут пишет, что садака это иврит. Вот она садака говорит, что это иврит. Представляете? Ничего себе. Это наши братья-евреи заявляют. Братья и сестры. Они всегда все на евреев будут пихать, блин. Не, это еврейка, как типа говорит, что это их еврейская садака. Ну, пускай будет еврейская. Нам ни холодно, ни жарко. Пускай все себе берут. Хотя бы евреи не устраивают террористические организации. Да, но они евреи же никому в принципе же не мешают, это их это Может, религия. хватит мне вопросы кидать? А, вот Ты пришла же видишь, гражданка. Ну Вот, ты же гражданка видишь, что пришла. я отклоняю. Гражданка пришла, давайте ее послушаем. Она жесткая тоже. Слушаем. Не вас, хочу говорите. я. Вот, она не хочет. Гражданка не хочет. Слушаем вас. Продолжайте. Не хотите. Говорите. Ну, иудаизм хотя бы никаким народом не навязывался. А. Жили своей верой, и вот и все. Кстати, у нас здесь муж форматкой пришел какой-то. Давайте послушаем его. Угу. Сейчас он что-нибудь заявит хорошее, официально. Смотрите. Сейчас он присоединится. Вот сейчас идет соединение. Будет прямая связь. Что там? Какая тема у вас? Во, сразу как заходит, сразу. Но с ноги дверь вышибает. Что там, какая тема? Давайте говорите, слушаем вас. Что за тема у вас? У тебя психические проблемы, да? Джихад, у нас тема джихада. У тебя психические проблемы? Вас интересует мое психологическое состояние, Конечно, эмоциональное? я же переживаю, у вас... Ага, все, да. Спасибо. Вы мусульманин? Вы мусульманин? Я китаец. Вы китаец, да? Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, я приветствую вас на китайском. Поприветствуй. Не, скажите, я приветствую вас на китайском. Нет, ты поприветствуй, ты же говоришь, я поприветствую вас. Нет, вы же говорите, я китаец. Я-то вас поприветствовал, я сказал. Тебе какая разница, кто я? Ну, я понятно, нам-то вообще без разницы, А кто ты вы. кто, скажи? Я китаец, а ты кто? Нахожу, я чеченец, Сонохчу. Я чеченец, Сонохчу. Ты А вы еврей, кто? по-моему, а не чеченец. Хорошо, я же вам говорю, я чеченец. А почему вы меня приписываете к евреям? Давайте, объясните вашу теорию, тезу. А потому что? Ага, все, слушаем вас, давайте, объясните. Объясните мне, чеченцу, Сонохчу, почему я еврей? Я Ты слушаю еврей? вас. Хорошо. Еврей же ты. Хорошо, я с вами спорить не буду, просто докажите мне. Зачем ты людей обманываешь? Зачем Хорошо. говоришь, что ты чеченец? Хорошо, я по-вашему еврей, но докажите, объясните мне глупому, недалекому, ущербному, идиоту. Почему я еврей? Я же столько лет прожил и не понял, что я еврей. Ты забыл добавить, что ты еще бесполезный. Ага, бесполезно Слушай, чего? Слушай, вот я Вообще хотел добавить, Ага, даже если бесполезно. Нокчи еврей, что от этого ислам меняется, что ли?
Чего меняется? Что меняется? То даже если ногчи там евреи или чеченцы, от этого ислам или мусульмане меняются, что ли? А при чем тут мусульмане и ислам? Мы тут мусульмане. Ну какая разница тебе, чеченец он не чеченец? Он же представился же. Да, я представился. Сонохчеву. Я чеченец. И, между прочим, очень красиво, элегантно, грациозно, эстетично и с гордостью представился. Я чеченец. Сонохчеву. Ладно, смотри. А вы кто? Ты из Грузии чеченец или откуда ты? Я чеченец. Ну, Сонохчеву. с Грузии? Откуда? Ты грузинский Без чеченец или разницы, кто? откуда я. Не-не-не, С подожди, Грузии, как с без Дагестана, с Казахстана, с Украины. Подожди, Я подожди, чеченец. подожди. Сонохчеву. Хорошо, А вы кто? Смотри, я же не Кто вы? спрашиваю, откуда ты. Я говорю, ты Кто грузинский вы? чеченец. Я хочу просто знать, с кем я говорю. Кто вы? Я тебе вопрос задал. Скажи, ты грузинский чеченец или Вы кто? замужем? Вы замужем за Парматом? Вы его наложница? Я муж его. Не видишь, ты Ваш читать что не умеешь? ник написано, да, А? у вас написано муж Парматки. Кто такая Парматка? Объясните нам. Ну, Нави, видишь? Кто она. такая Парматка? Вы Красном что, платье. гомосексуалист? Не, вы гомосексуалист? А если вы гомосексуалист, то какой? Активный или пассивный? Вы долбитесь или долбите? Или вы сразу два делаете? Или берете в рот и заглатываете? Вы же заглот тогда, правильно? У тебя проблемы, да? с Не, это у читанием? вас проблемы. Ну, Разберитесь с самим собой. Вы зашли, поставили Ну, ты истеришь. фотографию мужчины в женском Ну, платье ты истеришь. и сказали, Ты я муж истерить Парматки, начал. значит вы педераст? Ты уже Но я истерить хотел бы знать, начал. какой? Ты читать умеешь? Активный или пассивный? Или сразу Ты два? читать умеешь? А может вы трансвестит какой-то? Кто вы? Ты читать Пидор. умеешь, спрашиваю. Пидор, кто вы? Прочитай, Какой пидор? прочитай ник прочитай. Не, я хочу знать, вы кто? Просто скажите Ник мне, кто вы? прочитай. Муж Ты ник можешь Парматки. прочитать? Там написано, я Ну, а считаю где вам, там, муж где Парматки. там мужской род Парматки? А вы кто? Вы педераст? Ты Там же можешь, мужчина на ты можешь фотографии. там указать мужской У вас род? на аве стоит фотография в Неудивительно, красном платье, неудивительно, мужчина с неудивительно. усами. Мужчина с усами. там. Неудивительно. А в платье, да? Да. А ты Там хочешь у вас- сказать, что ну, не слушай. бывает женщин с усами, что ли? или Алло, что? Я не успокойтесь. Давайте я с вами А? поговорю. Давайте, А? с вами. Давайте, смотрите. Вот вы зашли. Эй, Вы спросили, кто вы? полный, Я да. представился. Я чеченец. Сонохчеву. Я тебя чеченец. спросил, ты так и Сонохчеву. не ответил. А потом Ты я грузинский спрашиваю вас, чеченец. кто вы, а вы говорите, нет, ты не чеченец, ты еврей. Я сказал вам, Подожди, объясните подожди, мне, хорошо, почему я хорошо. не Давай, являюсь давай вот чеченцем. Давай Потом вот я, так, когда давай. спрашиваю, кто вы не говорите, я говорю, тогда вы педераст, потому что у вас Хорошо, давай, фотография смотри. мужчины Давай я в тебе красном по-другому платье с задам усами, и вы говорите, что вы муж Парматки, какого-то мужчины. Я хочу знать, кто вы. У тебя проблемы, по-моему, с зрением Нет, и кто с вы, пониманием скажите, языка, пожалуйста. не? Хорошо, я даю вам слово. Говорите. Смотри, чеченцы есть грузинские, христиане есть. Нету чеченцы, ни ты знаешь? грузинских, нету ни христианских, бацбийцы, нету ни кичинцы, кто бацбийцы, такие? ни кексбийцы, ни богобильцы, ни мусульмане. Есть чеченцы и все. Анохчеву явать и все. Там нету таких Смотри, вот. Ты такой, я смотри, такой. смотри. Анохчеву, Смотри. я А анохчевать. чего ты? Подожди. Ну, Ты чеченец не или не истери, чеченец? пожалуйста. Все. Ты не истери, пожалуйста. Я тебя Это спрашиваю. вы истерите. Ты Вот в грузинский? том-то и дело, что вы истерите. У вас эмоционально какой-то фон Ты нарушен. грузинский? Видать, вы давно с чеченец? мужчиной Ты не можешь совокуплялись. ответить просто, Да. и все. В чем У вас проблема проблемы, у тебя вам нужен ответить? мужчина. У Вам тебя нужен в чем мужчина? проблема ответить? Ты нас грузинский нет чеченец или нет? У нас нет У никаких тебя проблем. проблема, ты уже встрял на первом слове. Хорошо, не я знаю, слушаю ты не вас, можешь говорите. даже на это ответить. Успокойтесь, говорите, я слушаю вас. Спокойно. Да я-то спокойно, да ты истеришь. я не Вдохните, знаю, что с тобой. выдохните. Раньше времени Расслабьте выпустили, задний да? проход. Вам нужно подготовиться. Тебя раньше времени выпустили. Да-да, говорите, слушаю вас. Да. Так ты ответишь мне, ты грузинский чеченец? Я же вам ответил. Сколько раз одно и то же вы будете задать? Я чеченец. Сонохчеву. Ты Сонохчеву. грузинский чеченец, Я чеченец. Не, еще раз которые называются объясняю вам. бацбийцы, Нету ни кистинцы. Ты один бацбийцев, из них или нету ни грузинских, нету ни Как нету? Ты дагестанских. что ли Есть историю чеченцы. создаешь? Я не Ты понял. чеченец или не чеченец? Хонохчеву я хонохчевац. И все.
Какая там проблема? В чем проблема? Вы что, не понимаете, Это у когда тебя вам отвечают на проблема ваш вопрос? какая-то возникла. Ты прямо встрял на месте. Я не знаю, что с тобой. Ты ответь, и все. Хорошо, я же вам отвечаю. Тебе Еще раз вопрос задайте задали. этот вопрос, Ты я вам отвечу. чеченец, баптистинец, бацбиец, кто-то. Нет, я чеченец. Как вам еще ответить? Я не знаю, какой вам Как нужен нет? ответ. Как нет? Прикинь. Например, среди чеченцев проживают сюли. Да. Ну и что? Ты знаешь, Пускай что такое живут. сюли? Ну пускай живут. Что они вам Ты мешают? знаешь то, что они разговаривают на чеченском, говорят, что Вот они вы их чеченцы, привели, допустим. таких же А мусульман, вот как ты, вы. например, кто сюли. ты? Грузинский, чеченец. Я чеченец. Кто ты? Я чеченец. Короче, безродный, как я Самые понял. тупые чеченцы, это которые с русскими корнями, вот эти вот полукровки мусульмане, они самые тупые. Т-800, подожди, мы тут еще не определились, кто вот этот ведущий, он даже не хочет отвечать. Слушай, ты можешь, Как пожалуйста, ты глупые ответишь, ты вопросы не грузинский задавать? чеченец или кто ты? У тебя Ну вы корни закончите, есть когда вообще? свою пропаганду, Откуда я ты потом с вами вылез, договорю. скажи Ага, мне? хорошо, да. Вы закончите, когда скажите, я закончу. Короче, Давай. иди обратно в психушку. Ты, блядь, Ага, даже все, ответ дать не да. можешь. Вам нужен доктор Крикс, он скоро подсоединится. Ушел. Он дал, ушел. Дал, ушел. Дал, ушел. Хорошо, ладно. Понятно, если все ясно. Больной. Если бы я бы оставался мусульманин, я бы Так, тоже такие бы глупые К вопросы нам задавал бы. присоединяется батя Жидов. Кстати, давайте послушаем его. Сейчас он тоже какую-нибудь тезу выдвинет. Давайте, говорите, батя Жидов. Слушаем вас. Батя, айдик эндуали. Алло, успокойтесь. Успокойтесь. Все, с вами все ясно. Да, мусульмане. Началась мусульманская свистопляска. Да, я Мусульмане вот ты мне дал пошли. слово, минуту, Да, давай, да. без Вы не мусульманин? перебивая. Кто вы, Вот я джихадист? заметил такую Просто представьтесь, закономерность, кто вы. Вы что мусульманин, все вы вот- джихадист? Я батя Жидов, я уважаемый Ага, всё, давайте. профессор Если вы Израиля. нормально будете говорить, я- Хорошо. Я заметил одну закономерность, что все, которые на ислам, да, гавкают, они обижены кем-то. Например, Амину ебал ее отец. И вот она обиделась не на отца, а на весь ислам. Да, Амина это сама признает. Она очень любит говорить о половых органах. Вы сами видите, как она говорит о половых органах. А вот этот чеченец, его тоже может ебал его отец. Если я, вот он пишет, вот он музыку слушает, да? Почему он слушает музыку? Потому что он возбуждается, когда о таких темах говорят. Поэтому люди, которые сюда заходят, не знают психологию этих людей. Вот их члены семей ебали. Поэтому они обижены. И вот видите, вы сами, они кайфуют, когда я говорю. Никто меня не перебивает. Вы должны понять психологию этих людей. Амина гордится тем, что ее отец ее ебал. Автор видео, он кайфует, когда Я это ему озвучивает. урок кидала. Любой чеченец, если ему поднимется он скажет, А я вот вот не урок давай, если мужчина Ё-моё, подъезжает, WhatsApp ты скажи, вот мой номер. Они никогда этого не скажут. Это личные доказательства, что они не чеченцы. Они никакого отношения к чеченцам не имеют. Понимаете? Вот вам элементарное доказательство. Я говорю Амине, что ее отец ебал. Говорю автору, что его отец его тоже ебал. Спросите с меня, город Франкфурт, Германия, город Франкфурт. Буквально вчера я один проводил во Франкфурте. Давайте встретимся, вы спросите с меня. Вот видите, это и есть элементарное доказательство, что вот эти вот чеченцы Спасибо вам, спасибо, что дали озвучить. Я пошел. Амина, я во Франции. Амина, я знаю, что ты любишь упоминать половину, потому что твой отец верует в это. Понимаешь? Если бы ты была чеченка, твой отец, твой брат, твой кузен, кто-то связался бы со мной и спросил бы с меня. Понимаешь? Спросил бы, я
язычник. Я все, наел. Спасибо. До свидания. Амина, ты можешь ответить? А Виктор это слышал, да, Вася? Что там, ну, сначала тот армян уйди. Дура, подожди. Ты тот армян уйди, Михаил. Ведущий, здравствуйте. Ну что, блядь, ты меня сказал, чтобы мне мозг тут ебать нахуй, блядь. И судьба говорит, я знаю, вновь с тобой сведет однажды нас. Прекрасной чеченской музыкой мы вычистили наш прямой эфир этой арабо-руссо-исламо-фашистской бедуинской грязи и дерьма. Так, продолжаем. Кто хочет, говорить? Выгнали чертей священной песней. Да, все-таки искусство, оно берет верх. Красота спасет, чистота и красота спасет мир. К нам присоединилась Стелла. Будем ее слушать. Говорите. Стелла молчит. Так. Давайте будем искать хороших мусульман, добрых, которые хотя бы умеют отвечать на вопросы. Так. Поднимайтесь, маджахеды. И большие, и маленькие джихадисты. Мусульмане. Только нормально говорите. Без этих вот словооборотов. Походу, они нормально они разговаривать не могут, походу. Я смотрю, что это было вообще, блядь? Это катастрофа. Это овация, это марш Волу, наш брат. Марш Волу. Это что было? Это такие слова, это за эти слова же я в шоке вообще. Аж что-то, бля. Что-то, бля, Валя, ваша доля, ба. А, что-то, бля. Хасид Миз, как он такие вещи может говорить, да? Это они, это их Надо было культура. их сразу выключить, надо было их, чтобы они не болтали. Дело в том, что мы должны показывать нашей аудитории, именно чеченцам, ингушам, войнахам и другим, евреям, казахам, без разницы, к чему приводит ислам, к чему приводит эта секта одного араб-бедуина. Никаких нету границ, никаких морально-нравственных ценностей не остается, никаких вот этих вот внутренних барьеров. Все, что приходит в голову, то и говорят. Мусульмане же, Аллах простит, так делал Мухаммад. Сура, подожди, хадисы 3271, 701, по памяти не знаю, 71 или 3207, надо будет посмотреть. Его сахаб сказал одному: соси клитор своей матери. Это у них нормально. Если ты не мусульманин, если он считает тебя не мусульманин, он имеет право тебя оскорблять любыми словами. Особенно затрагивать мать. Это Умар ибн аль-Хаттаб сказал это. Да. Это сейчас хадис. Я сейчас даже вам сейчас зачитаю, да. Мы зачитаем этот хадис. Да, зачитай его, да. Нам надо, это нужно, очень важно. Просто память загрязнется этим всем дерьмом. Сейчас. Да, я забываешь так, а так напомнишь, что я сейчас вспомнил. Да, сейчас. Поэтому это чисто исламская, арабская идеология. Вот, оскорблять мать, женщину на ее достоинство. Меня поражает, да, в лицо бы так, он бы хрен бы сказал бы так. Ты ингуш, это же вообще некрасиво.
Аристократ. Да. Акцент вообще не похож. Да ингуши Ну, хорошо я- говорят по-русски. Я могу Ингуши вообще говорить. хорошо по-русски говорят. Не, у него Нет, не такой, все, не все. Чудо Не, обрусевший да. акцент. Не, но ингуши они нормально по-русски говорят, хорошо. Обычно они. В большинстве своем, да. Ингуши я очень Могу не с акцентом, но зачем мне это? Если Да я могу без зачем? акцента, могу без акцента. Да. Да. М. Чё, поищи пока, я подожду. Вот я нашел. В ответ Абу Бакр сказал: Амсас бибизри аллат. Арабское. Амсас бибизри аллат. Что переводится как «отсоси клитор у Аллат». Это богиня, типа, их была до ислама. Аллат, Аль-Уза и Манат. 3 их было там. Дочери какого-то другого божества еще. Хубала, что ли. Аллат – идол женского рода, которому поклонялись арабы до исламского времена. Вот их культура. Сидел в ответ Абу Бакр в присутствии пророка Мухаммада, сказал: «Отсоси клитор у Аллат». Этот эпизод зафиксирован в сборнике хадисов Аль-Бухари, книга условий, хадис 2583. Забивайте главу книга условий, 2583 хадис. Толкование. Ученые! Ну, типа, исламские. А там в исламе нет ученых вообще. Это же не наука, это же просто сказки арабские. 1001 ночь. Но почему-то там ученые у них появляются. Ни в одной религии мира нет ученых, а у них ученые. Отмечают, что в этом случае Абу Бакр использовал грубое выражение в ответ на оскорбление. Ибн Аль-Каим в книге Зад Аль-Ма'ад писал, что этот случай служит доказательством дозволенности прямого употребления слов интимного характера, если в этом есть необходимость. А у них всегда есть необходимость оскорблять не мусульман, не сектантов одного араб-бедуина. Поэтому любой мусульманин, когда оскорбляет кого-то, не имеет смысла призывать его к человечности, к достоинству, к уважению, потому что это в его исламе, в секте. Пророк Мухаммад одобрил и сказал: всех немусульман оскорбляйте, особенно их матерей. Вот. Именно поэтому они так и работают, действуют. Даже в мечети специально у них проповеди на этот счет. Писал, Кстати, что это случай. Да. Кто-то хотел Кстати, вы сказать? заметили, вот мусульмане же молятся на коврах, да? Еще из мультика Аладдин, там, где он на ковре летает. Или там джинны из вот лампы, этот вот, все это да, сказано. на самолете, ковре, самолет. Зад Аль-Ма'ад писал, что этот случай служит доказательством дозволенности, служит доказательством, вы понимаете, это у них закреплено, типа, в их догме исламской. Ибн Аль-Каим в книге Зад Аль-Ма'ад писал, что этот случай служит доказательством дозволенности прямого употребления слов интимного характера, если в этом есть необходимость, например, для порицания того, кто заслуживает этого. Шейхуль Ислам Ибн Таймия, один из величайших исламских ученых арабского исламского мира, комментировал этот эпизод, отмечая, что воздаяние равным в том, что касается чести, является узаконенным. То есть человек вправе ответить на оскорбление, но не должен прибегать к лжи. При этом прощение считается более предпочтительным. Важно подчеркнуть, что этот хадис не касается вопросов интимных отношений или религиозных предписаний, связанных с клитором. Видите, как они глубоко изучают этот вопрос? Все гинекологи у них. Великие исламские ученые у них, все арабы вот эти вот, все гинекологи. Клитором. Понимаете, они вот сидят, эти арабские ученые, изучают так, там, клитор, менструальный цикл, выделение. Такие в халатах сидят, такой консилиум мусульманских арабских ученых. Сидят такие все умные. Так, шейхуль аль-Ислам Ибн Таймия, что вы думаете насчет менструального цикла женщин? Какой бы нам сделать заключение фикх? Иджму, мы же тут все такие ученые, там другой Абуль-Буль-Буль сидит такой. А вы знаете, я там слышал, что пророк про клитор, там сейчас говорят, клитор, такой подхватывает. Давайте поговорим про клитор. Мерзавцы. Важно подчеркнуть, что этот хадис не касается вопросов интимных отношений и религиозных предписаний, связанных с клитором. Он относится к ситуации конфликта и ответа на оскорбление. Если у вас есть дополнительные вопросы, то читайте такие. Ну ладно, это не... Так, слушаю вас. Аристократ, что вас к нам привело? Мы вас слушаем. Говорите. Да меня ничего не привело. Я вот эту ситуацию увидел, услышал, и я решил тоже... Ну как я решил? Я зашел, ты музыку включил как раз в этот момент.
И думал, бля, да, образумить их, но понял, что это бессмысленно. И в глаза я их не вижу, они меня не видят. Ждывый голк. Короче говоря, бардак у наших молодежи. Бардак в голове у нашей молодежи. А давайте зададим себе вопрос. Кто привел в этот бардак эту молодежь? Давайте зададим себе этот вопрос. Как вы думаете? А я думаю, что это виноват я, ты виноват. И все те, кто мозгами дружит, и в свое время, своевременно мы 30 лет молчания нашего, вот это вот произошло. Вот это как бы нам бумерангом возвращается. Вот я так Совершенно верно. Вот ажил сахалгивош. Вы хилкляц. Эйна отбусал шнарицани. А оцар венер бюрал яржишир. Трей притчера. Шинза манчуа харбюрал ванчу яржица. А сегодня мы имеем то, что имеем. То, что наши отцы терпели их, то, что мы их терпели. Результат вот такой плачевный. Да. Ведущий. Да. Но у меня к тебе вопрос. Задавайте. Задавайте. Ведущий, подожди, дай я скажу тему, мне надо выйти сейчас. Ведущий, ответь, пожалуйста. Да. Вот ты говоришь, загрязнили народ. Да. А вот Я сейчас у даже тебя на привожу эфире факты. сидела одна особь. Да. Подожди, а сейчас у тебя на эфире сидела одна особь с ником Амина. Ты считаешь... Да, говорите, Тима. Это кто говорит, Тима или кто там говорит, не понял я. Это я Нет, говорил, это тот не- подожди. А, муж форматки? Голубой, что ли? Ты ответишь? Гомосексуалист? Слушай, да, говорите. Ты Говорите, вот говорите. говоришь то, что... А вы загрязнили мужчина или народ. женщина вообще? Кто вы? Гомосексуалист Ты кто вы? Пидор, ответить кто вы? можешь? Ну я могу Ты ответить, но ответить определить, можешь? кто вы вообще. Ты Зачем вы? поймешь, кто я, когда правильно ник прочитаешь, на аватар посмотришь, Ага. ты поймешь, кто я. Просто скажите, я голубой, Если я у тебя гомосексуалист. нету проблем с пониманием слов, Мгм. предложений, я не знаю. Если Ну у давайте, тебя задавайте нету, вопрос, ты хорошо, должен ладно. понять. Я буду вас слушать, да. Смотри, Вот у меня вот ты к говоришь нему то, что... вопрос. Вот у меня к тебе Подожди, вопрос. ты ответ. Давайте говоришь он то, задаст что вопрос, потом загрязнили дадим. народ. Да. Дайте Вот я я- доскажу, мне выйти надо. Давайте ему Сейчас я дадим выйду. вопрос задать, пускай задаст вопрос, да. Вот Ты говоришь представьте- то, что загрязнили народ. Мгм. Я тебя спрашиваю, вот у тебя сейчас сидела особь одна, Мгм. Амина с ником. Ты считаешь то, что она чистит или как? Чистит, что она чистит, я считаю. Ну, народ. Она типа не загрязняет народ? Ага. Вы не задаете вопрос мне? Да, вы же тут утверждаете Ага. то, что вы говорите, то, что загрязняет народ ислам как бы. Какой народ загрязняет? Она, Вы какой? она очищает Хорошо. этот народ. Давайте своим поведением, определимся, может? какому... Подожди, Давайте да, я определимся. доскажу. Ну да, Она слушаю. очищает народ своим поведением, тем, что она сидит на эфире, я не знаю, всякие порнографии рекламирует. Мгм. Ты считаешь закончили? это очищением или как? Вы закончили? Да. Вопрос давайте дадим. Какой народ? Вот я чеченец, но чего? Вы кто? Давайте я вам тоже задаю вопрос. чеченец. Да, хорошо. Вы признаете араба-бедуина своим пророком Мухаммада? Я тебе вопрос задал. Ты Не, куда я отвечу на этот уходишь? вопрос. Просто давайте определимся, вы Подожди, чеченец. я тебе Давайте ты можешь мне определимся. конкретно на вопрос ответить? Я отвечу. Давай Давайте определимся, вы Я чеченец смотри, или не смотри. чеченец? Я хочу Смотри. знать, вы чеченец или не чеченец? Чеченцы Пророк определились, Мухаммад, они который являются изнасиловал мусульманами. 9-летнюю девочку в доме своего подожди. друга детства, вы его признаете Подожди, как подожди. пророка или нет? Просто скажите мне, а потом я отвечу на Ингуш, ваш вопрос. короче, видишь, куда они сразу плывут, когда задаешь Ведущий, чеченской ведущий. тематике вопрос. Харман, Чеченская можно к тебе тематика. вопрос? Вопрос Мгм. по чеченской тематике. Ты Мгм. можешь ответить? Отвечаю. Берем все традиции чеченского народа. Мгм. Но вы же не имеете к ним берем всё. отношения, вы же Скажи мусульманин. мне, ответь мне, теперь Муж ты мне по ответь. формату. Вот это особь Амина. Но вы же не Она как чеченец. бы очищает народ или что? Но я вам задаю прямой вопрос. Я чеченец, но Я чего? тебе говорю, мы же говорим о чеченском Пророка народе. Мухаммада, давай, араба, давай дальше. пророка Ведущий. бедуина. Ты снова Пророка куда-то уходишь. Что за балаган здесь? Так, успокойтесь, Тима. У нас тут выясняем, кто есть кто, а потом вам дадим слово.
Потом вам дадим Ты слово. уходишь не в то русло, давай обсуждать чеченский Успокойтесь, народ. Тимош, Если ты если говоришь, вы- что ты чеченец, давай обсуждать. Я его. чеченец, Садовщик. Я хочу знать, вы Давай чеченец или нет? обсуждать Я вам, тогда задаю, я чеченство. вам задаю Берем вопросы чеченские базовые. традиции. Если вы мусульманин, вы не имеете права обсуждать чеченские законы. Давай, смотри. Если вы Берем мусульманин, чеченские то вы не имеете традиции. отношения к чеченцам. Ответь мне, по Вы чеченским мусульманин или нет? традициям, Просто законам. ответьте на вопрос. Ты можешь Вы ответить? Я мусульманин тебе или нет? вопрос задаю. Пророка, араба, бедуина, насильника, Ты маньяка, при чем похотливого, тут растлителя, пророк? Я тебе малолетних про детей, чеченский народ 9-летних спрашиваю. девушку У тебя речь шла о изнасиловавших. Вы признаете чеченском своим народе. пророком? У тебя Скажите проблемы, да что ли? или Я не нет. пойму. Если вы его признаете, то вы не чеченец. И вы не имеете права задавать Подожди, вопросы я по не- Чечне. Почему ты уходишь от ответа, скажи мне? Я вам Тебе задаю просто невыгодно базовый говорить вопрос. или что? Я не понял. Я задаю вам базовый вопрос, а Я- потом эта я девушка тебе говорю, поднимется я и вам беру на ответит. основу, подожди. Я беру задаю вам в базовый основу вопрос, она чеченский может народ. ответить за Давай себя. о Я не должен за чеченском нее народе отвечать. поговорим. Вот она сейчас Ты не поднимается и то, за что себя в исламе, ответит. Ты даже о Амина, чеченском ответьте народе не ему. можешь поговорить. Это Что ты мусульманин, можешь бедуин. тогда? Ответьте ему. Подожди. Я не должен за чеченцев отвечать. Вам, арабу бедуины. Как Если не вы должен? чеченец, Подожди, ты если даже вы не знаешь, чеченец, кто я такие вам чеченцы, отвечу, и но, к говоришь, сожалению, что вы не ты чеченец. чеченец. Подожди, Амина, как так ответьте этому получается? мусульманину. Подожди. Муж, Ну скажи, ты говоришь, смешной, что я честное обвиняю слово, ты чеченцев, смешной. а ты будущий мужчина. Подожди, муж. Амина, Ты подожди, какой чеченец? Амина, ты А вот подожди. Подожди, Амина. Не ты ли сидела, подожди, не ты ли сидела позавчера на армянском эфире и обсуждала порнографию? Подожди. Конечно, Ты я хочешь свою сказать то, что бизнес ты... обсуждала Подожди. там, и Ты что? хочешь сказать... А ты сидишь и говоришь всем, что ты хочешь Подожди. мужика Ты поиметь. хочешь Нормально, сказать то, что ты как бы хорошо представляешь чеченский народ или что? Что ты делаешь? А ты скажи какой мне? мне пример Ты показываешь? позоришь чеченский А народ, ты? всех Хорошо, девушек а ты чеченских. тогда что Иди делаешь? ты, И короче, ты сам закрой туда, свой откуда рот. пришел? Соня, ведущий, муж Армата. скажи Ты мне, еще ведущий, говоришь, что ты член, мы же а не поднимаем... чеченец, Да, понял? не истери, Пиздюк, не истери. Я с тобой говорить вообще не хочу, потому что ты подстилка чья-то. Уйди отсюда, пожалуйста. Хуй боясь. Смотри, ведущий, мы ведем тематику насчет чеченского народа. Я тебе задаю вопрос. Вот это вот особь, ты считаешь ее чеченка или нет? Скажи мне. Но вы же не чеченец, вы же мусульманин, вы раб арабов и русских. Вы же чеченец. Вы даже не то, Зачем мне с вами обсуждать чеченские вопросы? Не то, что ислам обсуждать, подожди. Не то, что ислам обсуждать. Вы даже чеченский народ и их традиции не можете Но прямо... вы же не чеченец. Ходишь туда, Вы понимаешь? уже не Ты чеченец. член. Идите вы, блядь. Вы же Чеченец, араб, знаешь? бедуина, Музмамада, последователь, сектант. Зачем мне обсуждать с каким-то мусульманином безродным, серой мышью, чеченцев? Вы же не чеченец, вы же последователь, секстант араба-бедуина. Зачем мне обсуждать с вами чеченские вопросы? А Амина, она может за себя ответить. Поэтому она поднялась в прямой эфир и отвечает за себя. Вот этот муж по Харматке, вот я такой думаю, если он с кем-то будет драться и кого-то там Патрон, вырубит. нас, у чеченцев, хотя девушка или женщина, даже если там бывает легкого поведения, ей как-то дают отсрочку, бит-аудалю, там, ненормально, но когда мужчина опускается до такого уровня, типа, нохчо, да, и то, что он ставит ник, и он уже на ком-то, на мужчине женился, для меня это одинаково. Как дают вы мне, братан? Ну да. Вот для них Да, еще вы думаете, очень он этим занимается, Амина? Я уверена, если Да. мужчина, если нохчо... У вас есть тоже специализация? Подожди, если нохчо, чистый нохчо позволяет Да. себе поставить такой ник, он для меня Мгм. уже является таким. Ты бы Ага. позволил себе такой ник, скажи мне, нохчо? Я за себя отвечу, я, конечно, такие ники не ставил бы, да. Вот и все, базар окончен, пидорасюк и нахуй, и все. Да, вы думаете? Прям вот так вот, да, вы Я не определили? думаю, я знаю это. Мгм. Нохчи чощен позволит. Дух, Серьезно, что ли? чеченский дух Да. ему не позволит, Да? если он Да. истинный, нохчи его. А если он арабизованный, давалка Ага. мужчина, ну тогда А. флаг в руки. А вы с ним знакомы вообще, с этим представителем Так мусульман? он бегает ко мне, где я сижу, у ЛА, у других. А может, он вам позорит хочет меня. предложить руку и сердце? Вы не думали Мне об с этом? ним Может, он говорить влюблен не в о вас? чем, абсолютно. А может, он в вас влюблен? Похуй, бля. Да, серьезно, что ли? Абсолютно. Нохчо, моя песня, вы так пренебрежите... Подождите. Жида Элек, вы Жида Элек, Ага. но Вы так пренебрежите... Ага.
вы так, подождите, успокойтесь, давайте возьмем себя в руки. Вы пренебрежительно так относитесь к чувствам мусульман, которые любят вас? Ну нельзя же так. Нет, просто Садах я хочу. Вот это они. Хорошо. Давайте тогда продолжим. Да, присоединился Тима, да. Можно я сейчас хочу сказать, да? Скажите, да, конечно, патрон. Вот этот муж по харматке, если он там с кем-то будет Джихадист, драться, да, и он кого-то там вырубит, то, возможно, он своего соперника... Я вот вас, смотрите, я вас сейчас слушаю почти Сейчас полчаса. пришел, да. Вы Я кто? полчаса слушаю вас. Я слышу кто? сплошной Вы чеченец? мат. Вы чеченец? Я чеченец. Хорошо, первый вопрос базовый. С Мухаммада, пророка, араба, признаете, который изнасиловал 9-летнюю девочку? Просто вопрос. Давайте вы не будете сейчас Он оскорблять. признает его. Вы не будете оскорблять чувства верующих. Спокойно. Вы Нет, не что верующий, вы вы ведете секстант. себя как дикари? Пророка, Я пришел араба, сюда культурно бедуина, общаться. секстанта. Хорошо, я тоже культурно с вами общаюсь. Мы Вы будем хотя бы... культурно общаться Хорошо. или нет? Вы из моих уст хоть одно слово нецензурное услышали за весь этот прямой эфир? И даже вообще в любых прямых эфирах. Только что я услышал, только что. Вы Ваш переходите покорный на... слуга. Нет. Вы переходите на Нет, личность, скажем так, человека, которого, неправда, например, я считаю неправда. своим Это пророком. ложь. Да. Как Поэтому это я вам ложь? задаю Так он вопрос. про педофилов? Подождите, Амина, успокойтесь, спокойно. Вам дадим слово тоже. Хорошо, я чеченец, сонохчу. Я, еще раз повторяю, гордо, открыто, не прячу свою национальность. Я чеченец, сонохчу. Я чеченец, сонохчу. Я чеченец, сонохчу. Я признаю только что чеченскую культуру, чеченскую страну, нацию, историю. Вы говорите, что вы чеченец. Признаете ли вы, скажите во всеуслышание, араба, бедуина, растлителя, малолетней девочки, У вас, знаете, 9-летней, риторика, изначально в риторика у доме вас своего такая, друга знаете, детства. очень Как агрессивная пророка, риторика. просто скажите, вы признаете его как пророка? Вы говорите «Ла илляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Вы просто говорите, это, признаете это? Я лично, вот это мое личное, Значит, вы... субъективное, да. мое мнение, что вы не чеченец. Вы не чеченец. Как это Хорошо. можно по-другому сказать? Хорошо, подождите, патрон, сейчас, секунду, мы выясняем, он чеченец, а дальше мы продолжим. Если вы признаете его как своего пророка, араба, который ничего не имеет общего с чеченцами из песков, оттуда, с Мекки, откуда там, с пустыни, бедуин, который купался и пил верблюжью мочу и размазывал свое таким же дерьмо, макаром я скажу, что ты свои шлюха, испражнения что ты по шлюха тремя камешками израильская, по ты своей шлюха заднице. еврейская. Как будет Я это? Как ты чеченец, смотришь? я ничего общего не имею с шлюха? евреями. Я Ты вообще шлюха ничего вот общего. этих Да. евреев. Ты А вы же говорили, евреев, вы будете ты культурно шлюха. общаться. Сколько серебряников? Вы же только что вы говорили, я буду культурно общаться. Подожди, шлюха. А куда вы ушли? Да. Подожди. Вы Сколько признаете своим серебряников тебе пророком платят эти евреи? педофайла, Не-не-не. который изнасиловал 9-летнюю Ты не уходи от девочку. ответа. Среди чеченцев это никогда не было и не пройдет. И вы заносите нам эту грязь. Сколько шекелей Вы тебе не чеченец. платят евреи? Причем тут евреи и я? Вот евреи сидят, с ними общайтесь. Вот Они евреи тебе здесь в рот сидят. дали, они тебе в Да, рот дали, да. еще Так, нассали на вот, тебя, все понял? понятно. Вот видите, Они вот тебе и в все рот слушали. дали. Подождите, Амина. Это ведется запись пускай чеченцы слушают, типа мусульмане, какие у них ислам, секста одного араба-бедуина. А вы предлагали культурно пообщаться. Из моих уст... Ты не чеченец. Хорошо. Ты Из не моих чеченец, уст... ты чеченоговорящий Хорошо. Иуда. Ага. Ты Докажите, Иуда. что я не чеченец. ты член. Подождите, Дима, ты докажите, член. что я не чеченец. Докажите, Я что докажу не чеченец. это. Я вам Я доказал докажу. буквально, вот, 30 секунд, один и тот же вопрос, Послушай. я вас вывел на чистую воду. Да. Подстилка израильская, Да. подстилка. Тебе сколько шекелей платят, скажи они за эту пропаганду. Да. Я вам 30 секунд задал один вопрос, и вы показали, кто вы. Да. Вы доказали, что вы не чеченец. Слушай, 30 секунд. Хватило 30 секунд. Ты знаешь, кто? Ты я чепушила. задал, у меня Ты один вопрос для всех чеченоговорящих. Базовый вопрос у меня всегда. База. тебе Понимаете, базовый это вопрос задал. обезьяна, она понимает этот вопрос. Абу Маймуна. Пидор, Да. я тебе базовый вопрос задал. Сколько Хорошо, шекелей да. тебе они платят, Ага. скажи мне? Видите, я вас оскорблял? Я вас оскорблял. Пидором был твой пророк. Амина, Путай, пожалуйста. спокойно, давайте спокойно. Вам тоже дадим слово. Вы же только что же имели свою порцию мусульман. Сейчас, мы выясним, чтобы люди поняли. Вас знаете как? От таких, вас, как вы, кого? очистить надо чеченский народ. Да, Вас да, надо да. ликвидировать. Коран будет Ликвидировать. запрещен. Коран Вас будет запрещен. живыми надо Чеченской брать и нации, закапывать чеченской надо нации, вас. Вы, чеченской из-за нации таких, как вы, Коран будет чеченский запрещен. народ
Достоинство, Оран честь и будет достоинство запрещен. можешь Я вам потерять. гарантирую, Понимаешь, что что это? чеченцев. Дима, когда я хожу Чеченцы, в туалет по-большому, я чеченцы, каждую страницу Амина, Корана пользуюсь, алло, потираюсь. подождите, Хотя ваш Амина, ну пророк не потирался важно, камнями, я потираюсь успокойтесь. Кораном. Амина, Теперь что ты сделаешь? Амина, Оран, Дима, вот вы стесняетесь сказать, что вы мусульманин? Вы же стесняетесь сказать в присутствии людей, что вы мусульманин. Также вы будете стесняться говорить, что Коран это ваша книга. Я вам гарантирую. Да. Продолжайте. Не убегайте. Ну зачем вы убежали? Тима, мне же было интересно с вами общаться. Зачем вы? Амина, я вас умоляю. Амина! Нохча, надо было спросить, на кого он работает. Да. Амина, я вас прошу, без эмоций. Я вас просто прошу. Зачем вы портите эфир? У нас идет запись. Мы лечим людей. У нас бесплатный сеанс. Кстати, есть выложи Нохчу. Амина, спокойно. Ну дайте им говорить. Я же вам даю говорить, когда они с вами говорят. У нас идет запись. У нас прямой сеанс публичной психотерапии мусульман, чеченоговорящих. По выводу их на чистую воду показываем. Хорошо. Можно один вопрос тогда? Да, давайте. Какой номер у хадиса, где пророк потирался камнями? Номер хуяр? Я не знаю, можно забить. Там это как-то очищение. Просто забейте в интернет очищение. Хорошо. А можно новый хадис туда писать? Потирание камнями убираем и потирание бумагой, каждый лист Корана хочу. И номер придумать. Ну, вы можете издать свой сборник хадисов тоже. Вам никто не запрещает. Амина, я вам могу тоже, кстати, скинуть пару интересных хадисов. Тут мусульманин только что зашел, говорит, давайте пообщаемся культурно. Сам предлагает общаться культурно, а потом начинает материться. Ну что за человек? Так, есть еще мусульмане-джихадисты? Заходите. Да, я хотел сказать 2-3 слова, можно? Да, говорите. Чтобы люди знали, что кто-то на самом деле, тебя знают все, ты обиженный чеченцем, и ты как-то хочешь трогать чеченцев. Это шлюшка Аминка. Все, вы закончили? Аминку тоже, она работает. Амина, подожди, спокойно. Она за 50 рублей, Пускай говорит. там говорят, работает. За сколько? За сколько работает? А ты обиженный чеченцем, и как ты хочешь. Научился 2-3 слова на чеченском, и нас хочешь. Давай, если ты мужчина, давай закрути. Ты сдохнешь. Ты мужчина. Видишь, вот. Знали, да. Вопрос можно задать вам? Да. Вопрос можно задать? Мы с вами будем на вашем языке общаться. Да, можно вопрос задать? Да. Мусульман... Спокойно. Вот видите, вас ТикТок заблокировал. Я вас не блокировал, кстати. Я вас предупреждал. ТикТок блокировал. Я вас умолял. Пожалуйста, успокойтесь. Заходите, общайтесь. Я вас не выключаю никогда. Это ТикТок вас выключил. Шунах ялари, шу адмиштелари, шей мат хаз, шей дагадек, шей дезек, ждюча гарпуча. Это вас ТикТок блокирует. Я никогда... Вот те знают наши эфиры, они прекрасно знают, что мы никогда никому микрофон не выключаем, никого не блокируем. Всегда всем даем слово сказать. Вас заблокировал ТикТок. Прям вот красное предупреждение пришло. Так что давайте успокойтесь, заходите, мусульмане. Я вам задаю просто базовый вопрос, и мы дальше продолжаем беседу. Так, кто-то хочет сказать? Говорите. Я сейчас собираюсь уходить сейчас на работу. Да. Вот ты заметил, когда ты спрашиваешь, вот вы мусульманины, они сразу уходят, они уже стесняются, стыдятся этой религии, веры. Да. Конечно, совершенно верно, да. Ладно, я прощаюсь с казахским традиционным прощанием, а колбон стар, оставайтесь такими же. Все, молодец, патрон. Приходите в любое время, вы наш самый лучший друг. Всегда вам будем давать слово. Вы же знаете, мы вообще всем даем слово. Да. Так, к нам присоединился Даудова. Давайте, говорите, с чем пришли? Даудова, можете говорить, с чем пришли? Когда говорить это решаю, конечно, я. Вы, я так понимаю, здесь как типа эти сектанты или что это такое? Здесь как типа эти сектанты или что? Какие сектанты? Не, мы врачи. Мы врачи, психологи. Но вы пытаетесь внушить мусульманам, что их религия неправильна.
И чем вы Всё? это аргументируете, что религия ислам? Можно вам это базовый вопрос неверно? задать? Можно? Базовый вопрос задать? Базовый Можно? вопрос твой я уже слышала. Давайте я вам задам тогда вопрос. Вы можете ответить? Вы считаете араба-бедуина... Да, все, доктор Крикс присоединился. Дайте секунду, 30 секунд, я задаю базовый вопрос, а потом вы будете продолжать лечение. У нас Даудова. Прямой вопрос. Вы считаете араба-бедуина Мухаммада из 7 века своим пророком? Да. Отвечаете или нет? Вы можете ответить? Я не поняла вопроса еще раз. Есть пророк, так называемый араб-бедуин, насильник-маньяк, похотливый растлитель малолетних детей, который изнасиловал, растлил 9-летнюю девочку, своего лучшего друга детства в его же доме. Пророк Мухаммад. По-чеченски Муз – это член, а Махмад – это по-арабски. Его вы считаете своим пророком? Это то, что было написано в интернете, что Это типа... базовый вопрос. Вы можете Ты сказать, имеешь... да или нет? Я хочу слышать настоящее имя этого человека. Ты имеешь в виду Мухаммада? Мухаммад, да. По-чеченце его называют Мухаммад, член Махмад. Чеченцы его так не называют. Чеченцы его так... Я чеченец, сынок чего? Ну, Я чеченец, сынок чего? Я чеченец, сынок чего? Я это гордо во всеуслышание говорю. Сынок чего? Вы можете ответить, да или нет? Ваш пророк он или нет? Мухаммад это пророк наш. Так, все, вы не чеченка. Доктор Крикс, приступайте к лечению. Ваш пациент прибыл. Она говорила про сектантство, мне просто стало интересно. Она о ком говорит? Она говорит о мусульманах или что? Я говорю про людей, которые пытаются внушить какую-то фигню. Ага. Что значит педофилизм и так далее? Не. Что значит фигня? Выбирайте выражение, ТикТок вас заблокирует, гражданка. Да. Но она сказала фигню и какие-то секты, сектантство она сказала. Мне просто интересно, она говорит про мусульман? Может, это она имела в виду? Нет, я говорю про вас. Ну, подождите, мы же не сектанты. Но это получается, что вы пытаетесь внушить свое мнение другим. Не, подождите, а внушать исламское мнение это тоже считается частью Подожди, а кто здесь сектантства? внушает? Кто здесь внушает? Я? Я зашла послушать, что вы здесь несете. Не, вы сказали секта. Секта это та, которая долбится там головой, утверждает, там, кричат там. Примерно была одна такая секта в Японии, которая, травила газом, да, японцев. И, как сказать, у тебя, ты же мусульманка, да? Ты мусульманка? Альхамдулилля, да? я мусульманка. Альхамдулилля, да, ты мусульманка, смотри. И чтобы, напрямиком попасть в рай, без расчета, без азаб аль-хабр, ты знаешь, что такое азаб аль-хабр? Угу. Дальше. Не, подождите. Что такое азаб аль-хабр? Подождите вы что-то. Скажите мне, пожалуйста, Даудова, 995. Вы знаете, что такое азаб аль-хабр? Ты хочешь меня научить? Я тебя спрашиваю, так как ты мусульманка, альхамдулиллах, то я должен знать, знаешь ли ты, что такое азаб аль-хабр? Ага, хорошо, поняли. Даудова, ты туркмен, да? Пациентка. Я не туркмен, ты мою фамилию видишь? Подождите. Даудова, это туркменская фамилия, хорошо. Это не туркменская фамилия. На личности не переходи. Так, давайте сейчас не будем, кто тут как и чья фамилия, да? Меня не интересует, какой у нее фамилия, какой у вас фамилия. Одним словом, я понял, мусульманка, кавычки, мусульманка зашла и учит религию. И на век шулохчу. Вы должны уметь говорить со всеми, доктор Крикс. Не, тут просто я не выключаю микрофон никому, мы не можем. Хорошо, не хотите, не выключайте. Доктор Крикс, вы должны уметь работать с массами, вы же специалист. Не, я работаю с массами. Скажи, пожалуйста, а мусульманка имеет право без махрама сидеть с мужиками, если истинная мусульманка? Ответь сразу на вопрос. Во-первых, я отвечу не у тебя спрашиваю, я у Рукхая спрашиваю. А я тебе истинная отвечу, мусульманка имеет ты право без махрама подожди, сидеть с мужиками, да или нет? Ответьте мне, пожалуйста.
Нет, не имеет права. Ну все Правоверная тогда, ты не мусульманка. мусульманка, ты пиздоболка, идем дальше. Так, не материмся. Вот это что? Она- Это да при чем тут? Посмотри, тут уже даже вера. При чем тут вера? Ты девушка, ты как себя А ведешь? ты Тебе... мусульманка, будущая мусульманка, альхамдулилlah, не соблюдаешь законы Аллаха. По закону Аллаха шариата, ты, будучи мусульманкой, не имеешь права находиться в этой платформе без своего махрама. Прошу не пиздеть, ты не мусульманка, ты меня поняла? Тебе не Да, решать, таки- мусульманка я подождите, Пошла или подождите, нет. нахуй, лицемерка Тебе, отсюда. вот посмотри, как ты общаешься, посмотри, это что? Это невежество, ты не воспитана. Я твою религию как-то задеваю? Ты Я твою лицемерка, ты религию как-то прикрываешься задеваю? религией ислама и пиздоболишь тут. Товарищи, Понимаешь ты? тишину. Ты не истинная Тишину, мусульманка, ты не товарищи. можешь тут находиться без махрама. Пожалуйста, Ой. товарищи, тишину. Соблюдаем тишину, товарищи, пожалуйста. Тишину, товарищи. Я вас прошу тишину соблюдать, товарищи. Не буду я соблюдать. Хорошо, не будете. Хорошо. меня как дела? Это самое. Смотрите, вы сказали секта. Давайте вернемся к теме нашей секты, да, нашей прекрасной секты по имени Ислам. Вот у вас есть такое понятие, чтобы попасть в рай, чтобы Джаннат Фирдоус А'ля попасть, вам надо что сделать? То есть стать шахидом. Я правильно понял? Да, правильно. То есть вам надо умереть на пути Аллаха, чтобы вы попали в рай. Хорошо. В раю мусульмане чем занимаются? Да. В раю идет райская жизнь без усталости, без какого-либо работы и так далее. В каком плане? Как в каком плане усталости? как обещал Блин, нам какой наш вопрос. Всевышний, что за В все, каком что мы плане здесь делаем, усталости? В каком плане вы не будете уставать? вообще ни в каком. Вообще в Нет, раю не будет сна, Ну хорошо. потому что никто не А устает. в каком плане вы не будете уставать? Слушай, ты меня спрашиваешь, я не создатель этого мира. Что он обещал и что он сделает, это его право, его воля. Он обещал вечный секс. Он обещал вечно без усталости. Астагфирулла, Вечный что ты секс, говоришь? алхамдулилlah. Такое есть, так сказано. Он, то есть, обещал мувахидам, муджахидам, что они будут заниматься вот этим делом, понимаете ли, и они никогда не будут уставать и чувствовать усталость и все такое. Короче, такие энергичные будут ребята. И каждая правоверная тоже получит такого, безустающегося муджахида. Сколько бы он этим ни занимался, он не будет уставать. Это то, что обещал Аллах. Понимаете ли? Это не то, что... Если ты берешь это из каких-то хадисов, недостоверных хадисов, это я в не Коране. собираюсь это Это в слушать. Коране, это в Коране. В Коране, который переведен тебе, наверное, каким-то придурком, да? Не переведенным каким-то придурком, а именно из арабского источника, где описывается, вот какие формы будут, какой у них будет размер груди, там, все такое, да, вот. Все вот это описано в Коране, на оригинальном, да? Так, вы признаете то, что вот будут такие удовольствия в раю, что будут заниматься вот такими тысячелетиями сексом, там, наслаждаться там, все вот это, что ваша роль в исламе, это будет удовлетворять своего муджахида? Подожди, не вам был задан вопрос, подождите. Но не я вам был хочу задан вопрос. ответить. Не надо мне отвечать, пожалуйста. Если она подождите. разрешит, я Не отвечу. не надо, подождите, Но все не равно надо. я отвечу. Даудова, знаешь, Не надо, это я то же сказал, самое, не- то, что он задает не- вопрос, это то же самое, как будто я тебе говорю. Даудова, Этот Крикс, лучше иди, это вот Крикс, видишь, он его тебя жена гуляет издевается. с русскими в Москве, она там гуляет, трахается с Подождите, русскими. Это то же самое. Ты же видишь, что он придумывает. Это тот, кто задал тебе вопрос. Мухаммад, Подождите, который изнасиловал. подождите, Где написано, что он я изнасиловал девушке маленьких задаю вопрос. Это Алло. тоже самый вопрос, как будто все женщины твоей семьи гуляют. Ара, Все успокойся. женщины твоей семьи со мной гуляют. Ты издеваешься, это Да что что я с щас тобой придумал не на так? месте.
И что я хотел бы сказать пациент, напоследок, Дауда, не пациент, унижайся себя. пациент, Они не пациент, стоят этого. Ты же не шлюха, пациент, Амина, чтобы унизиться, подняться. пациент, пациент, можете отсюда, Лучше пациент, спустись и пациент, оставь. пациент, пациент, ты можешь закрыть свой ебальник? Подожди, пусть, Пациент, Я с пусть вами на он, вашем пусть он пациент, скажет, послушай У этот вас- бред, пациент, послушай и будут- уясни, что с людьми творится. он рассказывает про сексу, нам секса здесь не интересно. Я говорю, как есть. Ты же придумываешь, Нет, это, Настя, я ты, тоже подожди, придумал. подожди, я Ты придумал женщины Коран, твоей я семьи правильно гуляют. понял? Ты же Подожди, придумал, что вместе про религию про свою всё. семью мне не рассказывай. Про Я свою только семью про мне не твою семью придумал, а ты про религию. Подожди. Моя семья, Свой семья, бледежник, внуки все гуляют. подожди. Про свой бледежик мне тут не рассказывай, я тебе говорю. Не хочешь, да? Я же на твою Не хочу слушать про твой Ты бледежник. же придумаешь, а мне нельзя? Подожди, ты хочешь сказать, я Коран придумал, да? Я ислам придумал. А где написано, что в раю будут, в Фирдаусе будут секс? Давай докажи, что это так написано. Из своей глотки вытащи вот это Вот, хрень, видишь, которую ты тебе засунул. это не нравится, когда не Из можешь своей ебать. глотки вытащи хрен, который ты себе засунул. Как этот ногту, да? Не, у тебя в глотке что-то застряло. Давай, ты же У хотел, Нохчо- ты же такой умный был, все знал. ты бать хотел подожди. вести. Давай будем У вести дебат. Не можешь? Нохчо, у него микрофон. Не У него можешь микрофон, вести а у тебя в дебат? У меня глотке тоже что-то микрофон. застряло. Что, Вытащи зачем то, ты что на у тебя это в глотке. переходишь? Давай нормально. Подожди. У тебя в глотке Ты же что-то такой застряло. умный, Вытащи ты. всё знал, религию, Подождите, я доктор. Давай, доктор, Я с каждым давай. пациентом Вы разговариваю по его будете с ним диагнозу. нормально говорить, или я вас сейчас должен буду вывести отсюда? Доктор Нет, Алекса надо нахрен слушать. надо отсюда вывести. Я вас предупреждаю. Ты Раз доктор? вы будете слушать или нет? Доктор Крикс идет бесплатный сеанс психотерапии. Вы хотите? Он не будете? хочет, он уже... Я задаю вам еще раз один и тот же вопрос. Да или нет? Психотерапия. Какой вопрос? Вы будете нормально говорить или вас придется вывести отсюда? Я тебе отвечу, пошел Смирительной ты рубашки. Хорошо, так все буду вас понятно. Да. буду лежать. Это ваше Подняться последнее и слово? каждый раз. Это ваше последнее Пошел слово? ты нахуй, это Так, последнее. еще раз, да. Это ваше последнее слово? Да. Еще раз повторите это, давайте, я жду. Скажите это. Скажите еще раз, да. Диагноз какой можно поставить? Все, давай, продолжайте, доктор Крикс. Хорошо. Залетела сюда к нам мусульманка то есть сектантка залетела и заявляет, у вас здесь какая-то секта. Конечно, смешно слышать от сектантки, но дело в том, что, как бы сказать, если вам нравится вот такая секта, да, там сексуальность, там все такое, там вечно в раю, там заниматься вот этими собачьими делами, там, вы можете этим заниматься. Так, иди вытащи из своей глотки то, что ты засунул. Сейчас некогда сейчас с вами разговаривать, пациент. Потом. Я что хочу сказать, она зашла, говорит, она даже про свою религию даже не знает. Она даже не знает, в какой в рай она попадет, да? Хотя для меня это как наказание попасть такой в рай. Дело в том, что какая у тебя будет роль в твоей вот этом секте, да? Можете понимать, как секс тут тоже там. Ты, когда умрешь, твоя роль в этой идеологии, в этом секте, в которую ты попала, это чисто удовлетворять муджахидам, которые тебе Аллах предопределит. Короче, ты не сможешь даже сама выбрать себе там любовь, там морковь, там все. За тебя уже все решили. И жену тоже выбрали. Вот кто хочет жену, там все такое. Все выбрано. Вообще не надо париться. За вас уже подумали. И чем же вы все-таки будете заниматься? Ваше дело будет в том, что вот пока ваш муж муджахид ходит по кругу в раю, удовлетворяет это самое, спаривается со всеми подряд, вам придется ждать, пока он пройдет этот круг развратный свой, да? Он будет ходить по кругу там с теми бабами, а ваше дело ждать. И когда он вернется к вам, такой машаллах мачо, ваше дело будет сделать его тоже счастливым, как это делают с ним вот эти райские гури, которые не имеют ни чувства, ничего. Их просто воспитали для того, чтобы они запрограммированы для того, чтобы удовлетворять муджахида. И твоя вот обязанность, она будет такая же. Понимаете ли?
Просто мне смешно, когда я слышу от сектантов, что здесь какие-то секты собрались. Сами в секте религиозные, их религия рассказывает, как сподвижники пили его мочу, сподвижницы, женщины, да, описывается там, какая-то рабыня, какая-то жена, выпила его мочу. Когда она выпила, он так заулыбался, что были видны его зубы. Кто так поступает? Так поступают только сектанты, которому нравится, что его настолько сильно любят, да, что готовы пить его мочу, там, все вот это, да. Ну вот я объясняю, что такое секта. Все это ваша религия, было уже сказано, что и мочу пили там, и этим занимались, тем занимались, как бы. Вот такие дела. Ну, вы поняли все еще, что вы сектантка или нет? Нет, твой сеанс был вообще впустую. Твои слова тоже были впустую. Хорошо. Все, что мне мой Всевышний предначертал, я все это буду делать. Он мой создатель, и я подчиняюсь только ему. То есть ты подчиняешься тому раю, который он тебе предопределил. Правильно понял? Я подчиняться буду всему, что он скажет мне. Все. Чем ты тогда к нам сюда зашла, Ля? Ты же знаешь, что мы этому не поддерживаем. Тебе надо к твоим братьям, посмотреть же надо, как ты задерживаешь наш эфир. Кого ты веришь, кого ты любишь. Я срать хотела с высокой башни. Почему? Туда каждый зашел высказать свое мнение. А твоя арабская дичь нам не интересна. Она только что подтвердила, что она согласна на это. Подожди. Она согласна, то, что ей предписал Аллах. Подожди, она говорит, что я задерживаю эфир и так далее. Подождите, вы же сами говорите, что вы хотите, чтобы я это послушала. Что вы делали мусульманка. Условия, я же послушала. Подождите. Смотри, чтоб мои братья на тебя не нарвались, ты достала, потому что ты орешь, блин, ненормально. Успокойся, Женщина, успокойтесь. Даудова, смотрите, я сомневаюсь, что вы мусульманка. Я вам выношу такфир, что вы кафир, что вы вообще исламу никакое отношение не имеете. Почему? Потому что я подозреваю в том вас, что вы даже не читаете намаз. Если я ошибаюсь, покажите это. Да исчезни, блин. Если бы ты была бы истинной мусульманкой, ты без махрама я бы тебе морду набила. Понимаешь, ты без махрама не можешь. Если ты мне когда-то попадешь, я тебе морду набью. Я клянусь. А я тебе ебальник я тебе сказала, ты кто такая, что ты со мной так разговариваешь? Кто ты такая, я спрашиваю. без дырки между ног, пиздоболка недоебанная. Зато ты с дыркой, я смотрю, куда уже все сходили, да, наверное? Шлюха ебаная, блядь. Рот закрой. Коллега, устаканьте эту ситуацию, пожалуйста. Доктор, это вы должны их лечить, это ваша работа. Не. Я работаю по очереди, понимаете? Да, а массово я могу всем, если я попаду в массово такой эпицентр, мне придется физически. Самая страшная гроза. Это страшная гроза всех мусульман. Смотрите, как я их успокаиваю. Доктор Фрик, смотрите, слушайте, да. Не, я все-таки хочу выяснить, эта девушка походу... Это что, была музыкальная пауза? Продолжайте, доктор Крикс. Вот так мы успокаиваем джихадистов, мусульман, подружков, подружков. Продолжайте. Я хочу понять, являетесь вы мусульманкой или вы просто тролль, который зашли. Вы ничего не знаете из ислама. И у меня вопрос. Если вы мусульманка, мне нужно от вас доказательство. Прочитайте нам, пожалуйста, суру Фатиха. Подожди. А почему суру ты Фатиха говоришь... в студию.
Что? Сура Фатиха, прочитайте. Сура Фатиха в студию. Подожди, До мне просто свидания, стало друзья интересно. мои. Я уйду. Мне просто стало этого. интересно другое. Почему ты требуешь от меня этого? Сура Я тебе Фатиха. сказала все Она как не умеет есть. ни хрена. Она не мусульманка. Главное, что Она ты зашла в умела. Она троллит. пришла. Главное, что ты умела, дорогая моя. Я знаю, что Я она тебе говорю, троллит. так что Я идем, это давайте понял. нашего брата будем приветствовать. Виндетта, маршрут, Все, давайте. пакет, похуй. я всё. Вырубайтесь, Даудова. Вы кафирка, вы не мусульманка. Да. Вы здесь. Виндетта, алхазит твоё, братан. Не хочешь в рай, попадешь в ад, иншаллах. Ой, пошла. Наконец-то Иди в раю подняли. будешь, зато халяльно ебаться. Так, дайте Не надо еще платить слово налоги. сказать. Подождите. Потому Люди, что которые Allah тут Allah сидят, вы видите разницу между мусульманкой и не мусульманкой? Замечаете разницу, нет? Приветствую вас. Кабачкова икра, ты даже в личку боишься ответить. Опущенный, кверху задует, диванный хвост, хлеборезку закрыл, когда салям дают. Я тебе сало даю, а ты сало что, не хочешь? Халяльное сало я тут раздаю. Сало бери, сука поганая, сало бери. Закрыл хлеборезку, мусульманская опущенная, сука. Сало бери. Опущенный кверху задует. Ты поэтому бежишь, да? Халяльное сало. Я тут сижу на троне Аллаха. Аллах сидит на моей голени. Я сделал Аллаха опущенным бочком вашим. Да. Бисмилля. Поплачь. Закрыл хлеборезку, сейчас Аллах будет Можно гневаться. я слово скажу? Дочь моя, поплачь, дочка. Выпусти свой пар, который накопился в тебе. Смотри, давай, выпускай пар, Виндетта. Давай. Поплачь. Плачь. Пар Аллаха. Алхамдулилля. Ты знаешь, Я ставлю Аллаха 5 раз в день позу намаз раком прямо на его троне. Алхамдулилля. Аллах стоит 5 раз в день на троне же раком, поза намаза. Девочка, успокойся. Хочешь увидеть Аллаха? Дочка, успокойся. Дочка, успокойся. Мусульманская пришмандовка, ты что тут делаешь? Ты на камеру. Вы увидели наглядный пример? Ты что делаешь? Ты Вы на видели камеру. наглядный пример между мусульманкой и христианкой? Мы сейчас видим наглядный пример между мусульманскими проститутками, которые Фатиха даже не умеют читать, приходят защищать арабский вонючий грязный культ. Ва исляма! Фашистский арабский культ гребаный. За деньги защищаете бизнес арабов, пидорасы мусульманские. Мусульманские пидорасы защищают за бабки мусульманский бизнес, который приводит в год доход 56 миллиардов долларов. Арабский бизнес защищает мусульманские пидорасы за американские доллары кефирские. Пидоры мусульманские. Вы вообще нахрен не верите ни в Аллаха, ни в пророка, ни в последний день. Вообще ни во что не верите. Вы верите только в деньги, которые вам тратят арабы. Арабские наложницы, шныры, шмары, пришмандовки и всякие проститутки. Что еще сказать? Ты как пластинку, которую включили, и все. Я пластинку На больше мозгов у тебя нет, чтобы и вести он диалог. будет играть теперь на моей пластинке. Да. Дочка, успокойся. Мы тебя тоже вылечим, успокойся. Не надо истерить. Да заткнись ты, подстилка. Заткнись. Я с тобой вообще говорить не хочу. Пусть говорит у нее этот никто не Ты общается, воняешь тут, подожди, подстилка. Лучше бы твой отец, я не знаю, вытер Свое очко потирал, ты что перед камнями? Знаешь, что понял пророк? Розы, пах наш пророк розами. Да. Когда он свое святое очко натирал камнями. Розы, пах наш пророк розами.
Я их тебе дарю. Если тебе дарят розу, бери, сказал посланник. Да. Если мужчина дарит розу, бери. Не стесняйся. Да. Это сунна пророка. Дарить мужчинам. Кто вас обидел? Кто обидел вас? Кто этого муху обидел? Тебя кто обидел? Этого муху Можно один вопрос? Тебя дома обидела, ты поэтому сбежала, я понимаю. Там по-братски. Ну что? Ой, да, Виндетта, я у меня тоже один говорю, вопрос. давайте по очереди. Подожди, Дочка, Виндетта, ты можешь? Ну что, да, Дочка. Подожди, ты воняешь, у тебя изо рта армянами воняет. Подожди, закрой свой рот. Рот Виндетта, закрой. скажи, У тебя пожалуйста, изо рта истинная армянами мусульманка воняет. без Я не махрама хочу с может тобой сидеть с говорить. мужиками чужими? Скажи мне, Подожди, пожалуйста. подожди, подстилка, ты как можешь говорить что-то? Если она Подстилка, даже подожди. в мечеть слушается, она является проституткой. Муха сказала, если даже женщина Амина, да, надушится в проститутка, мечеть, Амина. она является проституткой. Муха сказал. Ведущий, что, зачем музыку смотри? Я хочу пару слов добавить, смотрите. Продолжаем. Виндетта. Не, уважаемые зрители, дайте мне пару слов сказать. Новый клиент подошел. Подожди, подожди. Стой, дайте пару слов сказать. Сегодня Дайте пару слов сказать, алло. Пару слов дайте сказать. Амина, вы очень агрессивны. Спокойно. Мы же никуда не Я согласна с спешим. тобой, это большая агрессия. Стой. Подождите, слушайте, Да Амина. отвали ты от меня. Подождите, секундочку. Ведущий. Секундочку, дорогие друзья, господа, представимся, давайте. Я чеченец Сонохчеву. У нас в гостях доктор Крикс, доктор Виндетта. Подождите, дайте сказать, я жду. Мустафа, послушай. У нас доктор Крикс ведет сеанс общей психотерапии одновременной на всех площадках информационных. Доктор Виндетта и их заместитель, ассистент, практически уже докторскую защитила, доктор Амина тоже. К нам присоединился мусульманин, джихадист, верхузат заднеприводный в форме таблетки, и мусульманка Даудова, которая ничего не признает в исламе. И свою религию она нам навязывает. Так, давайте продолжаем сеанс терапии. Пожалуйста, слушай. Стой. Кто здесь не знает религию? А ты мусульманин? Договоритесь между собой, кто его будет лечить. Смотри, кто здесь против ислама, я его маму ебал, бля. Вы что, охуели, что ли, крестьяне ебаные, блядь? Я твоей мамы негритянка ебаная, за свою ебал, вы что, твоему нахуй ебал, сам забил? Нахуй, там много здесь ебал, блядь, сегодня посмотрите, блядь. Ебал, нахуй, забил, блядь, здесь. Я уксус ебал, блядь, нахуй. Христос Господь, блядь, паспорт, нахуй, ебаная, нахуй, ебал, блядь, негритянка ебаная, мексиканская, твоя мама, нахуй, ебал, нахуй, ты ебал, смотри, я здесь, вот. Сука, твоя мама, нахуй, ебал, блядь, нахуй, твоя мама, нахуй, сука, твоя мама, нищий мужик, нахуй, ебал, блядь, твоя мама, просто нахуй, трахла, блядь, ебал, нахуй, за лицо, вонючий, блядь, сука, шлюха, ебучая, блядь, крестьянка, ебаная, нахуй, блядь. Ты уж нахуй на колени всю день поставишь, слышишь, да, блядь? Эй, Братья и сестры. Так. Не, здесь только против ислама, я у маму ебал. И даже в судный день маму ебал. Я твою маму в судный день ебал, слышишь, да, своей хуйни, блядь, шлюхи, жирная старуха, блядь. Сука, твою маму ебал, блядь. Ебало нахуй завлёй свою жирную старуха, блядь. К сожалению, вы не можете... Сука, тебя ноги выебы, нормально общайся, долбока. Нормально, можете их лечить? Лечите, пожалуйста. Таблетка. Мустафа, стой. Таблетка. Скажи мне, пожалуйста, таблетка. Мне интересно. Его ТикТок выбил. Доктор Крикс его заблокировал ТикТок. Говорите. Да, и правильно, подождите. Мне просто интересно. Таблетка, которая здесь сидела. У меня к вам вопрос. Какой осел залез на твою маму? Вот какой из ослов залез на твою мать? Вот, больше вообще вопросов нету. Мне нужен только ответ. Соседский осел. Осел твоего деда. Осел твоего прадеда. Ну зачем за родителей что-то говорить? Зачем? И теперь следующий план вопрос Даудова. Ча-ча-ча.
Тасс, таблетка, походу, не даст ответ. Был задан вот четкий вопрос ему, и он не ответит. Ну, даже не напишет. Ладно, Даудова, к вам теперь следующий вопрос. Да. У меня терапия разносторонняя, и зависит от того, какой вот у нас пациент, ну, болеет, ну, по какому уровню у него болезнь, да, и по какой шкале достигает его, ну, болезнь, сиата, дичи, тринч, да. Теперь следующий к вам вопрос. Вы замужем, вы были замужем, или вы хотите быть замужем, или вы, ну, что у вас вообще, вот вопрос? Это несколько вопросов, это не один вопрос. Ну, Первый, я да, подождите, не вы замужем. замужем, не замужем, Второй, были я замужем, не была замужем. И разведенные. третий, я еще не замужем. Хорошо, а тогда зачем у вас такое, ну, прямо возбужденное состояние, когда вам рассказывают, чем будет заниматься в раю? Вы говорите, что вы согласны быть одной из частей удовлетворительности в раю, удовлетворять какого-то муджаида. Я вам объяснял, что, чем вам придется вот, ну, столкнуться в раю, да? И что вам обещал Аллах в Коране, и что вам пророк обещал. Так вопрос, вы принимаете то, что вы в будущем там этим будете заниматься? Вы готовы это принять от Аллаха, то, все, что Он вам предписал? Слишком много вопросов ты мне задаешь. Вы принимаете Я то, что скажу вам тебе Аллах так. предписал в раю или нет? Просто ответьте да или нет. Я тебе, Да причем или тут нет? да или нет? Причем Да тут да или или нет? нет? Ты мне уже Да или задавал нет? этот Ты вопрос. принимаешь это предписание Аллаха или нет? Просто Алла, ответьте да или нет. Ты мне уже задавал этот вопрос, я Да дала тебе или на нет него вопрос. ответ. Ты не дала ответ. Мне вопрос. Я дала я тебе- вам задал вопрос. То есть вы, Я вы дала тебе принимаете ответ. все, что там есть. Вы принимаете все, что там предписано Аллахом, правильно? Все, что будет в раю, значит, все на благо для нас. Базару нету, жесткий оргазм, да, все, благой оргазм. Ну, да, видишь, у понимаю, тебя да. ты только почему-то Ну, за это не я, говоришь, это а не я почему ты не сказал, это говоришь за вообще то, это что не я было сказал, написано это у вас по-другому. предписано, не, у вас предписано, что такой будет мощный оргазм, но это не я писал, это вообще-то из вашей религии, что он будет тянуться Слушай, прямо ты вот вообще первый длительной человек за длиной. всю мою жизнь, кто такое вообще говорит. То есть Я вы вообще... принимаете все это, вы принимаете все как есть, диагноз поставлен, быстро ее замуж отдать, как говорил дагестанский этот имам, и делайте так, чтобы она вообще из души не уходила, только была занята только одним этим делом. Как Блин, у сказал тебя, походу, с дагестанский имам. головой непорядок, я Нет, смотрю, да? вы принимаете все, что как есть. Вы сами сказали. Вы принимаете весь этот разврат. Вы это будете принимать за благое. Слушай, а при чем тут... нет. Подожди, стой. Стой. А вот ты говоришь про рай, то, что рай было обещано, это все. А сейчас что происходит? Сейчас люди не такие, что ли? Все люди такие. Мы же как-то размножаемся, мы не можем как-то из воздуха появляться. Это было предписано, что так суждено. Озабоченности я уже поставил. И Да теперь ты, мы видим, у тебя с что головой говорит непорядок. Ты говоришь о что вещах, наша которые... пациентка А ты как сам заявляет? появился? Она Ты говорит, как сам появился? Во, Расскажи во, мне. во, Тебя во, что, из во, глины во. слепили, что ли? Диагноз озабоченности. Вы видите? придурок, я в Задает натуре. вопрос. Ты как появился? Разве мы этим не занимаемся? Разве этим не займутся? Диагноз поставлен. Озабоченность. Подожди, Амина. Диагноз поставлен. Озабоченность. Нимфомания. Срочно отдать такого, понимаете, такого ахишку, который ищет 3-4 жены, она Да заменит уйди вот от 10. меня вообще. Все, диагноз поставлен. С вами закончено. Быстро Плюс надо бонус, найти смазку получишь. муахида. Расскажи, Да, блин, молчите. где ты живешь? Молчите, Я тебя найду, я не тебя в живых не оскорбляйте. оставлю. Блин, как ты мне надоела, дура, блин, Диагноз необразованная. поставлен. Так, подождите. Не даем. Подождите. Я Амина, тебя вам найду, тоже я тебя диагноз убью поставил? нахрен, блин, дура, блин. Амина, вам тоже сейчас диагноз Ничего поставить? непонятно. Слышишь? Амина,
Амина, вам тоже диагноз поставить? Подождите. Поставь ей диагноз, ради Аллаха, Так, поставь. хорошо. А он ради Аллаха не будет это делать, поверь мне. Это я его прошу ради своего Всевышнего. Даудо, Я на сегодня как-то. сеанс закончился. Даудо, сеанс закончил, все. Успокойтесь, все, мы вам диагноз поставим, все. Сейчас я тебе диагноз поставлю. Блин, ты кто такой? Мурадов, вы на очереди? Да, Мурадов, вы на очереди? Мурадов, вы на очереди? Я Я очереди не нуждаюсь. А Так, мне никакой вопрос. диагноз Вы поставишь? принимаете Я какие-нибудь все запрещенные принимаю, то, что Всевышний. курительные вещества и все такое? Нет. Не. Врать не придется. Челюсть болит? Чувствуете такое неприятное Ничего не болит, состояние я спортсмен челюсти? отцу. Я спортсмен. Ну, подожди, по кайфу же есть же спортсмен. Что, не кайфуешь, что ли, как спортсмен? Доктор Крикс, Чтобы там доктор на Крикс, ММА там ходить. 10 секунд, доктор Крикс. Вот этот вот Мурадов, он еще не потерянный. Пускай просто посидеть, послушать, не надо его сильно. Ну Он хорошо, такой диагноз мусульманин. ставим еще, да? Не, он не такой. Диагноз Он не ставим, мусульман. хорошо, Не, хорошо. он еще, он такой мусульманин, он хочет прийти в себя. Мы ему ради него мы и ставим аварские песни. Смотрите, сейчас для него чисто за то, что мы проявляем уважение к аварцам, но не к аварцам-мусульманам. Потому что мусульманином аварец не может быть. Или он аварец, или он мусульманин. Если он мусульманин, он не аварец. А для аварцев ставим песню. Именно Мурадову и в его лице всем аварцам ставим вот эту. Дорогие друзья, Привет, мы видим... хороший, да. 10 секунд. Да. 10 секунд, потом удачно. Дорогие друзья, приветствуем всех, кто с нами в прямом эфире, всех наших спикеров, всех гостей, всех больных пациентов, а также всех тех, кто слушает, кто печатает в печатном формате, гостевой, и также всех тех, кто будет нас слушать. Это была прекрасная песня на аварском языке, на дечик пандури, на пандуре, Гаджилаев, но там уже исламские оттенки есть. Салам алейкум, алейкум салам, салам алейкум, и все другое. Мы хотим сказать, что мы всех принимаем. Но главное, чтобы они нам не навязывали ислам и сексту одного араб-бедуина. Мы чеченцы, сонох чуву, я чеченец, и тут есть чеченцы. Мы защищаем свое право быть чеченцами, свою культуру, свою нацию, свою историю, свою страну. И ни в каком случае, ни в какой ситуации мы никогда не допустим, чтобы на территории Чеченской Республики распространялась секста одного араба-бедуина. Сделаем все, чтобы запретить Коран. Коран будет запрещен на территории Чеченской Республики в любой его форме и в любой системе власти, будь то оккупационная российская или независимая суверенная Чеченская Республика. И ислам будет выжжен и выкорчеван из чеченской нации. Потому что та толерантность, которая была у наших предков, она нас привела к такому бедственному положению, потому что Россия воспользовалась нашим добродушием, человечностью, нашим правом человека, которое мы давали всем, кто к нам приходил. И мы потеряли из-за них, и попали под оккупацию русскую, и к тому же, благодаря русским, с их исламом и с их друзьями, рабами, арабами, мы потеряли все чеченское. Поэтому мы стоим просто на своем, а другие, кто мусульмане, пускай будут мусульманами. Мы им ничего не говорим, мы не боремся ни с исламом, ни с Кораном, за пределами чеченской нации, чеченского культурного поля, чеченского информационного пространства. У нас был в гостях доктор Вендетта, по делам он должен был удалиться. У него очень богатый опыт по лечению всех мусульман, особенно у кого есть острая шариатская недостаточность или перенасыщенность именно острая шариатская. Но у нас в прямом эфире находится доктор Крикс, очень знаменитый международный психиатр, который проводит сеансы одновременно психиатрического лечения. И его ассистент, который сейчас уже практически защитила докторскую диссертацию, Амина. В гостях у нас мусульманка безродная, которая не знает ни своих корней, ни своего ни рода племени. Даудова, 995 с палестинским или дубайским флагом. В гостях аристократ Ломар, и наш брат Ингуш, война, еврейка Яхудовна Стелла и другие, которые нас слушают. Продолжайте, доктор Крикс. Слушаем. Да, спасибо. Хорошая речь была, коллеги. Ну, про Дауду уже тут говорить нечего. Я думаю, на сегодня мы закончили. Диагноз ей поставлены. Ну, вы сами слышали диагноз, который я поставил официально ей. Более того, вот этот флаг... Буду жить прям с этим. Да. Вот флаг, который у вас есть, кстати, дубайский, правильно подметили. И этим флагом я задушу тебя, когда увижу. Да. А мы знаем, все озабоченные маромойки едут в Дубай для чего?
чтобы подзаработать, ну и найти там озабоченных, да? Похожего, да. Похожего Я добавлю на от своего себя. Хабиби, Значит, да. для тех, кто новый зашли, диагноз был нехватка буквы Х, то есть ей это нужно, это понятно. И второе, Нохча, ты заметил, у нее стоит 95. Откуда у чеченцев 95-й регион? Скажите мне, пожалуйста. 21-й поставить, чтобы тебе легче стало? Она не чеченка, она не чеченка. Прекращайте, она не чеченка. Нохча мои. Она хоть раз, хоть что-то чеченское на чеченском языке сказала? Ну, во-первых, здесь есть люди, которые не понимают этого языка. Не все здесь чеченцы. Я уже написала, откуда я. Внизу почитай. Метао. Сидит, блядь, еще учит меня чему-то. Мартин يستخلت لازم пусть Даудова скажет. Мартин хоть о моста мавайтун дахавят он суна друзья еврейшна قيتها ليون تبيشم يوال просто. И царь это нюйти аж яка сон بعد закрикс. Сунату бусубиже бахкитар бусубиже использовать могу. Да, шкелабеш, да, келабеш секас по телефону ейч, да. Да. Вот там берсаги хочу что харгач, да. Сунат модует сундал дуй. Все посунем. Поэтому. Аш хаятся он адица хаштачун озабоченный юлох. Ю. Цамети камел елши. Сун адица кет мегер моду, то борсан шаг обл да бах. Сучу адал что ума ша удовлетворяющий как аппаратна ша от аппаратна бухаряшун ша джади дуба. Кузади дуба и камеш метига елчутя продолжение Илюшаба. Так что не надо путать. Все посуни. Все, машалла, все алхамдулилlah. Так что и что мду вою бош мадис, он даже в эмоциях. Даже мусульман кацера просто мило мусульман. Сисар сахилат сар кайнак тaqetan сахилат خل نير ياخذ تي حياه يقرا وجه هر ملو يعشرت هو اتشنري شات وموت بيشيل شات حياقشل نتراش كشات هو صنع مشين شو هيك ايزن قامي يوتان залётче после этого да вот صنع волшебные палочки олодат я цадинт и цабоштой Лиза, خهون يعبو خايون شو دين تساتين بيتيل يعبو تيل شبو تيلر بول شبو اتويت مجيون مالسو نوختش كتاما مهدوس شديت ياندو علي اتشوبايا مريقوة هربي تخونا بيتن دعوغان والس دني ريز واسونا بيوخم فليت بوشتو انت اروا دني نو مدر دي تصديق سعالوقصو سيمخلش حو فيديو شحوي Доцент Амина, ну вот зачем вы это? Ну, пожалуйста, можете спокойно, ну, размеренно. Спокойно, да бог, по сомнению, да бог, ну не надо, зачем? Да, мы вас услышали уже. Ну, хватит, зачем, нехорошо. Ну, давайте все-таки, вас ТикТок заблокирует. Вот пришел еще один мусульман. Так, Амина, пожалуйста, можете с ним поговорить, полечите его. Короче, зовут Адикель Маснян, короче, давайте. Аривидерчи, гудбай. Бродинский еврей, да? Маршваль. Можно вопрос? Давайте вопрос, да. Z120, задавайте вопрос, да. Бродинский еврей, да? Да. А вы кто? Я чеченец. Сонохчу, я чеченец. Так, успокоились, давайте возьмем все в руки, будем выяснять, кто из доску. Я чеченец, Сонохчу. Я чеченец. Успокойтесь. Подождите, успокойтесь. Вы же спросили меня, я же представляюсь. Успокойтесь. У тебя акцент не чеченский. Я чеченец Сонохчеву. Я вам задаю базовый вопрос, который задают все, кто претендует быть чеченцем. Я задаю один базовый вопрос, кто претендует быть чеченцем. Признаете ли вы араба-бедуина Сикстанта из 7 века, который умывался верблюжьей мочой, растлившему
9-летнюю дочку своего лучшего друга детства в его же доме по имени муж по-чеченски член Махмуд. Вы его признаете пророком? Вы признаете его пророком? Просто ответьте да или нет. Вы мусульманин? Я не признаю лично такого Вы не человека. признаете, да? Вы Мухаммада не признаете? Нет, я не признаю. Значит, вы не мусульманин? Ты для меня не... Не, вы не мусульманин? Я мусульманин. Значит, вы не мусульманин? Я этим горжусь. Но я тебя... Не, вы мусульманин или вы не мусульманин? Просто ответьте на вопрос. Ты к кому обращаешься? К вам? Z120. Я хочу знать, с кем я говорю. Алхамдулилля, мусульманин. Тогда вы признаете пророка так называемого Мухаммада, араба-бедуина, который изнасиловал 9-летнюю дочь своего лучшего друга в его же доме, как своего пророка, правильно? Не, вы признаете его пророком? Не, вы просто признаете его пророком? Я задаю вам вопрос. Как? 2 миллиарда человек его признают. Да, вы лично его признаете пророком? Конечно, я мусульманин. Хорошо. Задаю вам второй вопрос, тоже базовый. Подожди, ты какое имеет отношение араб, бедуин, безродный ублюдок, который купался, пил верблюжью мочу, чеченцам? Вы чеченец. Он араб. Вы чеченец, вы говорите, он араб. Какая между вами связь, мерзавец? Ты щин шлюха. Сначала давай ответ. Вот и все, доказано, все понятно. Подожди, вы не чеченец, мы определились. Подожди, я чеченец. Мы определились, я чеченец. Сонохчеву. Я чеченец. Я горжусь этим. Гордо называю свою национальную принадлежность. Никого не обижаю, ни на чью культуру не претендую, никого не хочу истребить против чеченцев. Я просто говорю, Сонохчеву. Я чеченец. Подожди. Я чеченец, Сонохчеву. А вы безродный ублюдок, недоараб. Продолжайте дальше, слушаем вас. Ты хочешь это ваш пациент, можете его лечить. Подожди. Ты хочешь русифицировать европейский? С вами сейчас проведет консультацию доктор Крикс и его доцент-ассистент профессор Амина. Продолжаем дальше. Нохчи инсладуанца свой глацадуа. А как дючин глацадуа. Нохчи европезируется, да, русифицироваться, да, это нормально, да, хахпанизация, фамилия, биоты на дюч, жару, ватки, это нормально для вас, да, в порядке еще. Что якобы нохчил защищать, я что, арабизацию бо, арабизацию, гущать басана, европезацию, хахпанизацию, русификацию. Что это? Да, диктудала. Тикток, европейский тикток, что хает, а что интернет, что европейский, а что проблема? Ну сам хочу, свободи. حاجة خاطر سوري أعادش سقيتي صبري دوت حاجة سقيتي حو زمرالو من قحبل صديس он развратся саези. Шо моду остается, а шо ляка до ногтя. Он саези, не, он саези. А, диктор. Он ези, свободи, он ези. А не, свободи, цена, он саез. Так саез, а юка. Ну, حاجة أسحونيز دكزات دي حاجة. شو تاتيش سو велчут яха жирошин гашу авалгу вечно саияши молши тибойчи гашу ала. Хацай умар тиашу яц умар онжу хажла. Онжу хажла. هلا تيشو حاولت يا حور الإنسان سوق بلاستيدو أتيشو يحو نانق سيسك شولش حور الإنسان سوق بلاستيدو أتيشو يحو حاجة أنجو يلري عايز أنجا تيشر سويرو بجدنيوسا دك شوية تعقيد دفاع شو تسوي؟ حاجة أصحى جدش خاطر أجواب صلاح وصويرو بيجي حويرو بيجي نوخش قوم بروبليمي شو سويرو بيجي عقيدة دفاع صدق شو عندو أش أردخم بو نقبوي شو пропагандио сюется كيش نوخش قوم якобы доглош мадей شو دوي Сола просто диагноз что-то, что со доглош вас. Не,
واتس عندي نقطة قوم ترى كمان не واتس so просто lor water so diagnoz water не أسبوع كده عند أشبه so vratu أسكلات Гиппократе لا so lor وخص diagnoz water so عندي أخيه شواتس so عندي أنا أمي ده شواتس so lor So, lor diagnoz waters. Lor wusso, psiholog diagnoz. Не, أصله Ладуол. Все, успокойтесь. Успокойтесь. Мама, ходила сундуч Ладуола. Ором ватс бас. Он жусо. أنجو حدين شرقار مو ولا خاصون غير بواحد حوينا فيتا غير بواحد خيستان هزيون أصبح سو كارير سترويتش خليتان حسن بيشكلقش خليتان سو حسن شاد ريزولتات حسن بزواج لدوان على لدوان سو دياغنوز صوتش سوولهم زدان خوتيتا on diagnoz خوتي réponse on سقط شواتسو يا هون مرة يشهد مرة يشوي كذا نقطة раздвоение личности раздвоение личности когда в тебе две личности раздвоение حاجة لدو أبا حقاقبل بروتي وحاجة حريزو حق عمر يوعى قيش عمر سجد ثاني متد عيش ماريو بوغا بيباش تعداس ماريو دلا مولا نوت متي شو يتا نيكا دين خليشان حريزو يا وات Доктор Клыш, дайте мне 10 секунд пообщаться с этим. 10 секунд, я вам передам клиента. Конечно. Z120. Вопрос. Z120. Спокойно. Я вам задаю прямой вопрос обратно. И мы вас выведем на чистую воду. 10 секунд, дайте вопрос. Вот вы чеченец. Вы говорите. Если ты чеченский говоришь, что вы чеченец. Вы говорите. Вы чеченец. Я буду говорить на русском, чтобы люди понимали. А вы говорите на чеченском со мной. Вы говорите, я буду на русском, а вы говорите на чеченском, чтобы люди понимали. Я буду говорить на чеченском. Вы говорите, говорите на чеченском. Говорите на чеченском. Я чеченец. Вот вы говорите, с ваших слов, я чеченец. Но вы боретесь за национальные чеченские права чеченцев, за самосохранение чеченской нации. Но каким-то чудесным образом вы нам навязываете арабское, распутное, похотливое, но не хочу говорить это слово, но это на самом деле так, блядство. И вы лишаете наших матерей их прав, одевая на них черные мусорные пакеты. Вы лишаете наших матерей их чеченских прав, призывая к тому, что наши матеря были секс-наложницами, переходили из рук в руки от одного мужчины к другому, от брата к брату, от двоюродного брата к двоюродному брату, и вы призываете, распространяете, чтобы двоюродные братья женились на двоюродных сестрах. Также вы хотите и навязываете, где силой, где обманом, где подкупом, чтобы нашу чеченскую нацию размыть изнутри. Вы даете наших прекрасных, великолепных чеченских девушек, лишая их чеченских прав, за всяких безродных мусульман-ублюдков. Это правда или нет? Да, я закончил. Я слушаю вас. Хорошо, я отвечу тебе. Хажла, цедала, венгуш дага наобороту. А где разврат, а где блядство? Где ваше блядство, а где чеченские культурные принципы и чеченская нравственность? Где это все? Я задал вам конкретный вопрос. Почему вы одеваете черные, грязные, мешкообразные пакеты на чеченских прекрасных женщин? А почему некоторые чеченки ходят в брюках тогда? Пускай ходят. Пускай хоть в шортах ходят, хоть в купальниках. Какое ваше право им запрещать? Вы араб или чеченец? А ты Я чеченец, он чего? Почему? Шортик шлелю и торен.
Если чеченка служит в вооруженных силах Чеченской Республики, тогда ты ей не что, в чечен. арабском говне ходить в мешке? Тогда ты кефир, ты не Паранджи, чечен. да плеваю я на твой кефир, не кефир. Ты кто такой вообще, чтобы нам указывать, как жить? Ответ на вопрос. Мерзавец. Хороший Ты ответ на араб. вопрос. Ты Я не безродный ублюдок, недоараб. Значит, Почему твоя ты приходишь с арабскими словами в чеченскую нацию и навязываешь нам арабские ярлыки, которые тебе Россия разрешает нам навязывать силой, потому что Чечня сейчас под оккупацией? Ты успокоился. Это вы успокойтесь. Я вам задал прямой вопрос. Вашу мать берет ваш отец замуж, да, вы родились. Ваш отец умер. И ваша мать переходит в руки сразу по исламу, Твоя мать ходила в руки вашего друга вашего отца. Это нормально для вас? Твоя мать в брюках штанах ходила? Это нормально для вас? Я вам задал вопрос прямой. Твоя дочка свободна. Вашу мать используют как секс-наложницу. Это для вас нормально? Твоя мать ходила в брюшок. Это для вас нормально? Я задал вам конкретный вопрос. Твоя мама ходила в шортах. Твоя мама ходила в шортах. Вы ублюдок. Твоя мама в шортах ходила. Пускай люди знают, какие вы мерзавцы. Я еще раз спрашиваю. Твоя моя мать, я отвечаю. Она и в брюках будет ходить. И в купальнике, и в трусах, и без трусов. Не вам, мерзавцам, решать, как моя мать будет ходить. Тогда она русская, она европейка. Пускай она будет хоть кем, она чеченка. Тогда зачем ты навязываешь мне европейскую? А вы кто такой? Араб, недоараб, ублюдок. Я чеченец этнический. Вы не чеченец. Я задаю вам прямой вопрос. Но моя мать, в отличие от вашей, арабской, подождите, не лезьте, вы вообще не чеченка. Молчите, слушайте. Моя мать, в отличие от вас, от вашей матери, ты сказал, к другу моего отца собственность не перейдет. Она будет ходить в трусах. Она будет ходить в трусах достойно. Она будет ходить в трусах достойно, но не будет сексуальным объектом телесных наслаждений друга моего отца. И я не буду на это смотреть и говорить, как хорошо, что мою мать имеет друг моего отца. И радоваться, и говорить, это же богоугодное дело, Аллах так решил. И выходить замуж. Вы хоть думаете, о чем вы говорите? О, твоя мама будет ходить в шортах. А ваша мать будет иметь друг вашего отца, который заходил к вам в дом, пил чай с вами, и вы будете перед ним лебезить, ходить на полусогнутых. Это ваш ислам, это ваша религия, это слова Аллаха, которое было передано вашему арабу-бедуину, похотливому насильнику-маньяку. О, твоя мама будет ходить в шортах. А моя сестра не будет секс-наложницей 3, 4, 5, 6 женой. Будет переходить из рук в руки от одного друга к другому, потому что, видите ли, они решили так. Ты нервничаешь. Отец, хагумаец, хагазю, халейши, лейш, хилеташ, нохшиш тяяш, шухилиш, лейш, со иште лейер, шухилиш, лейш, шейнадой, шейижи, хречнаран, келхисиш, махилиш, нохчо бош, лиш, хагаз. Хагумаец, ханаран, юкадош, гунец. Ногти зуды шортик. Ногти зуды шортик. Хахалка швайо хунячек, ногти матаборны, зок ногти ждахозич. Айнан. Ада давай чутя. Чунтата чинкарио тарея. Айнан кегдин юруко. О. Es haman isandek tseelron. Es haman busal dinchadekon masalin dalina. Hola wansanente koydun. Хотя бусал бы иман, ислам, ихсан, ихлас, тофик, доска, бухавуй, хавук цену яжуш, нохчи шука, шусандеш дук нохчи хумлардеш, шусандеш дук нохчи кам эуш, шусандеш дук нохчи кам сидеш. Айни, Асын правите, асын аяз дук кайяс. Барур мош, хачиш нирия леттерера. Айномер язиаз, гойтон. Номер худавала. Шатайгаш фяни хаишвацу зудрубез. Кедей тушуй. Абусол вош гузар воку джанаран кегдеш, хачичуалон. Кегади дахи зерёв пидер. Ая хушун. Танни хадинч хаттерен жопдол тагиач. Тан хадинч хаттерен жопдол тагиач. Номер хаязила. Все, номер хаязила, мы что? Ногти зутчик шортик не отгача, еле. Сейна не заняли, чусите ца койдервацун. Хундвац хаал и ногчи йоду. Ногчиш не зудршчите цахи. Ногчиш лори зудршчите. Он отак яла, ногчи зутчик шортик еле бода. Сей ногчи зудрш иш шортик я, иш безен бела, муха бела. Сен сидих и цагавац бокык.
Milli nokçu züdüske sitihit. Hasan yıl arbay ublud kşi. Şudu arbay hayazın gaz kıştı ağlatları nokçu kan vataniş. Şu nokçu züdri sideyni şudu. Vayıcı sideyniş. Arbay siyili melo busolu boşu nokçu yaluş. Dudi musi zaman çadın, şemir zaman çadın, Giovanni Battista Poeti zaman çadın. Hitsa ili yaluş duşuvay nokçu züdri kelakış. Eş siyili da bigavay züdri. Elkisen. Şu kağıtın, hülsünüz kağıtın. Tazer isbay, diostay. Aşsen şera nokçu kan kelkleseş. Hitsa vay nokçu züdri hizüş duşu. Hitsa galiş edoş, vay nokçu züdri sidikitser, bokonç yoğuş. Çarya lış beşliyoş duşu. Hatta gülmeyet. Hagazil kediya. Hagazil üyeş gazil. Hanokçu şu kayasibat göçliyil humayet. Test harzam ti koçuşun. Şu busol bu al yaş doç, yaş göçliyeler doç. Sabusol bu al yaş göçliyeler doçu. Совет заманча, самого алдяхтя şu. Sen vats mol, şu taşım arba dozka. Vats mol, hamol vats mol diyecek. Ya vats boş. İdeal kaçı elleşmeyi şu. Gezdi. Sen gazkış aş genç, gerz genç. Şu nis meç noch çıkan vata do. Şun aş hokro, ha nokta koçi. What idok şun gezdik. Aş hangi yaklatın hokşlu. Milo onu bakmış. Miloni bokolo şoşek nokçiş erşek. Hand yağlattım, hand buğut yağlattım. Huhun ayın vaşu nokçi koman erşek. Asiyojis TikTok çalıyor şoks. So TikTok çöla, so nik çöla, her az dahiş dumasarna. Şu busal bir boşul pituşniyayat, vay kuşa düçek ay adoy dam darjdo nağın. Nağla duh, nağ tidmi loç, har amet doğşdu. Ahmet doğuştu. Derdu. Ne çuma Ahmet doğuştu. Busal bu al yaşma vaçma. So busal. Der vaç pom ASK tam katır japus maç hapayamadı iş yakacak. Altyaç. Şey ugar doktorçun. Şişim olsun da kılız doktorçun. İki loç mu vaç otak. Sobadeš, oxčasa az doy. Hamuz Mahmud iş yakacak. Hizini kayan şey doktorçun. Oxča az hoş sak valla söyledi valla. Payamadı iş yakacak. Hizini ali iqobalda qona mavaç koyut ilaç kayrakı. İlaç ayda hatı iştonakız. Anoqçuy. Allah ilaç izmekstu ali. Noqçu şiqi valla hatı dört kumayla. Anoqçu valla söyledi. Allah kuça khazitayı oş. Est qobalda iş yakacak. Hizi yiz. İsunnet du. Noqçu teki yari iş yakacak. Yaş yakacak düğünde. Karalus iş yakacak. Halkisi. Soruyorsun ali. Arvala. Bu sabah çocuktu. Arvala. Adela ya lubi. Arvala noqçu şuka. Dağızdayış imaj şah. Televidi çadiciş. TikTok çadiciş. Instagram çadiciş. YouTube çadiciş. Kabusab do. Oh noqçu qoman yuka. İş yakacak. Dalus. Nikah diyaş. Mahbeş. Noqçu mata mahbardum. Nikah dırdon. İş yakacak. Tkay çileşçi. Tkay iş yakacak. Yani halkisi koruyuz. Adamzdayış. Ника бошега. Даниси, не. Стоп. Собордел. Доктор Крикс, я передаю вам больного, лечите его дальше. Да. Собордел. Ника, собордел. Собордел. Şu kefir. Собордел, эмуал. Emeni tane dik bolğanç mı öyle şey? Dinleni yok. Şaşmadı şu. Şey dik tablek şey. Emeni tane. Ника боши ходу. Больной, придурок. Дебил. Sonra Вот он. Ömer. Ника боши ходу. Adela insa diyor ki don sonra da amkarı olun. Не, ника боши ходу. Дайгай пикшут. Хажа давагали крик доктор Крикс хажал. Нохчич казит башун. Хар хачи элü чуенил. Ох доктор Криксик бо. Хахук тохаштон. Ха игвире шо. Ха игвире шо. Хайда не шалу. Свою фамилию, имя, дату рождения и страну проживания просто дайте, если вы такой смелый. Мы с вами разберемся. Мы не будем с вами там в драках участвовать. Мы передадим ваше дело
соответствующие службы тех стран, на территории которых вы находитесь, особенно цивилизованных, демократических стран западного мира, потому что вы перед тем, как приехать сюда и сдаться, представляетесь чеченцами. Но каким-то чудесным образом, когда вам дают документы, вы превращаетесь в мусульман и навязываете чеченцам арабскую секту одного араба-бедуина в угоду и по указке, и по приказу Русни. И запрещаете чеченцам быть в странах Запада, где есть права человека, чеченцами. Как это у вас так получается? Но когда вам задают прямой вопрос, если ты мусульманин, то ты не чеченец. А если ты чеченец, то ты не мусульманин. И если ты угрожаешь чеченцам и не даешь им быть, не разрешаешь, не даешь им право быть чеченцем под угрозой смерти, мы вас будем обезглавливать, и то, все, и другое, 5, 10, 7, 80. Давайте свои данные, вы убегаете. Вы кто такие, мерзавцы? Вы кто такие? Давайте ваши данные, пожалуйста, я прошу вас. Хочу. Имя, фамилия, дата рождения, страна проживания. Мы посмотрим, какие вы будете мусульманами. Мы разберемся с вами. Мы дадим соответствующим органам, правоохранительным органам тех стран, на территории которых вы находитесь, с вами разобраться. В этом нет никаких проблем. Вы что думаете, мы будем с вами кулаками махать? Это же международный русский православный исламский джихадизм. Мы не можем бороться с терроризмом на государственном уровне, который нам навязывает Русня. Мы чеченцы. Мы не бандиты, не преступники, не джихадисты, не муджахиды. Мы просим покровительства тех стран западных, в которые мы приехали, и просим их, защитите нас от русского международного исламского джихадистского терроризма. Арабской идеологии, секта одного араба-бедуина. Пожалуйста, говорите. Мы даем вам возможность, и в соответствующих службах вы будете защищать вашу идеологию. Давайте. Совелан, доктор Крис, говорите. Дересл, дело хошто бош, да, это я знаю, уже здесь полиция, здесь спецслужбы все это знают, что как бы вознаграждение, все это объявлено, да. Меня, честно сказать, я недоволен, что такая маленькая сумма, все-таки червонцам я недоволен, хотя бы вот было бы хорошо, если бы хотя бы 100 вы назначили, а то я недоволен, да. Вы мне назначили такую же сумму, как и этому Абдурахманову, да? Как вы дети, Амина, как вы потом... Да, ебальник таул, собри, все таул ебальник. Вот, девочки, сорезват, схватину, ставкан, резват. Девочка, не разговаривай на чеченском языке, не разговаривай. Говори на своем, оставь чеченский. Даул, ебальник таул. Закрой пасть, Даул, ебальник таул. Разговаривай на своем языке. Собри, не надо чеченцев. Ебальник таул, таул, ебальник. Вот, у нас сорезват. Да разговаривай на своем, говорю. Зачем ты на чеченском? Все. Вот, у нас сорезват, бас, эбо, чарга. اش حتسن لو اخشنا اش حتس дешчонг хаш аванса эзгю уже сомнению, что вы даже вот этот червонец до конца не отдадите. Даже если хоть 1% вы из этого дадите, маловероятно. Поэтому ставка Е, посредник шбац, цана ахч ешту, то одайс кост ешту. Уже предложение на, что вот нашу вашвац, что бусу вашо. Давай что гумди дарвай по кайфу вот. Собрала вообще, собрала, Маша дорога. Вот, бяхнула. Вот на хайен уже, приложение, сочорезва, сона тумсосана, так, языком кажется, сон сажим алсмуду, сейчас алсмутас, вот а иначе сочорезва чундуй. И хума выполнить дать, сдала ду, что непосредственно, что был исполнитель, бахтяг дала. Ставка сажим халтуэл, то есть червонец очень мало. Потому что сона качаешь, саумил сон, масит миллион 10 ердой, посредник шина 10 дой. Плюс айдл даст, спецслужбы, она есть что дой. Церя экономич уложить дой, потому что непосредственно модал. Бушки отханю, дайску сажду, але уже борт пинбол шо, астрах елуз моина, и так обходыша. هناك أخشدر حدايتن يقدر бош, да, 70-50 человек, кисан дел, что солнце 10 отсюда, кезик дует, асму 10. Так что что он душун дует. Так что не удивляйтесь, коллега, что он говорит там, вашим делом занимается. Но это такие дешевки, понимаешь, там,
ووانا там копейку дать حتى دعك يحتسون دعوة نخو وتصبيش خو أدش كروش تعمودنسا بيد بوتشم شو شتوي واتسون ها أخر تعادل تشختو قردا تقي بورشلاتي تشختا قدوي تتصندل دات أو أنت حتى سبش باتش أو نبرجات بينير دوي أو تاني نصورك تشحت الس شاق قاعد يقول تشختو قردوم بيعنا طبق إلى يد إلى يد دوي واتسون يصورك تشي حلق وسنا شي جيروتشنا أول شيء زاتا يتعمهتي يعني وخو إسبوس نصورك تشختال تسكروش كود إسبوس وين تونك الميت وسنا يو آخر كروش شنو تيخا حول إسبوس تدينا عنصورك تش متى السبورش دات يد جاز دوي ستاف كالتورش دوي. Давайте дадим слово Перецу. Перец, говорите. Давайте. Сегодня очень тяжело больные. У меня хотя выходной сегодня. Но... Маршал душу его. Уже за пенсионный возраст такой, я давно наблюдаю. Айдал Веловац. Сам защитош, ладуш, саасардерсо. Хочу что нахбу ночи бубош, ночи да шунха диза не зудр что да он цу юйца не зудр что он техи цадизил не зудри свободный был ночи да он зудри свободный хилла таган да он хаузии хуна да простутки хабал бац цун от зудчун амини мацу цу амини ши нахбу саги таган аш ху юйца цун да те да Аж цун татар zaman жадуй шун дутер долждаться да он по-любому да он рано или поздно и дадю шул так от амини да он тайп на веру цар халу отру лертилет милла ولا да дуй تدوتوي noch شيء زدر تقيديت تاغن يتساعد شو شولله ده он амина بيموت بيتشي تدا بيموت اش عامي نقدون تاغن اس حشو يقنا as nan susun duhul abmadı. Goyn khush madı. Hediye. İale susudun. That's as wo kudu ve nohçi de ona nohçi dala nohçi için khadis o nohçi wala. Nohçi uyudu yondu. Mayraz ne de elekti şulşdu. Nahdu edu. Hallamçu aşa qide elekti de that's galanços krey onir usodu. As wo kudu исаишь и нахслил желады он попробуй да он мы сами разберемся да и да ты вот он пелпата да он да и мы сами охордон и цадон шола да он нохчу вала он хадис не зудерш мaqid не зудерш там наш мадиц хайн адаэл хайн хаад все люди бессовестные массусаги чахдон бессовестные все люди бессовестные да и цунга адаэл сухан дохол аддол он хадис да и Sun kama mal asp сауал sun kam дуй. Она sun дуал элч. Там хати не просто улица дон хати ночи зутчун сай нан элч. Садам датсун. А самоди датсун. Критио зудмаю дон. Зутчун ты кодиш маят. Ас нех нах да вот нах буй. Так да я иш тажа. Шу сак дон сун нан илер асамот сали иш та дуй. И бо куду вай ночи дуй вай сацог ват. Сацур ват малилди. Хамнуш كريكسي حتى تعو با تعو شو ده أنا حبوال تعو يجناش حقيقة البلو ده شو تك دارج ندو نو يشتو دوي حقو شوير وسابر دي أخذ يوم قشون سابر دي لو تسير ده تجيني ساكزي بستان لا شوية لا سابر سابر ده عدي ستاس أروى قرصو شو تقيسوا لي نواتسو نخشي ما يقدروا نخشول حاجة نخشول قصد ديزاش شو نخشي دبوش نشو نخشول ليلو ديزاش نخشول أستليل دوي شو نخشي دات قيتي نخشول رازني نخشي دونا نخشي بو نخشول ليلوش قيتي هيوقي باكن قيش قومير ودك ووغك وين شاي راب نخاتيل رابوم ستات прибежал نخشي Те есть швы, да и вы ночи да он да лили на ваш нах царя ночи ночи хил бьездо ажа ночи вала на не зутюно халтел что просто вы должны одуматься ди казик öyle царь да он на дед любой чун да он да
Шушен ты хавадо, но это не дозволено вам. Это ему дозволено. Цун эскерды, цун миллиарды ахчду. И там, да, у нас говорит, авиачоду, водеру, шуду сурмаду, мы останемся. Вы просто ночью, вы мечтать, я что, авауан, цанзутчунду, тохла, я цанзут, цатак вахван, а шушен ты хавич. Дер цар халят хохаву шушен. Идуй. Цун дела, цер и пачау бокса гуи. Ему, да, она цун, да, Путину, это власть, это, зельниц буцун ктахан, дуй. Şu net kadar hacına Zuliloş bespredelli duy. Перец. И вы öyle yiyiz, soberden, вы öyle yiyiz. İdon, initse ibok iza waderwu. İstun halgar barış böyde. İtawak presto tek. Перец. Подожди, Дюцер, хабар. Кейто, аз хабар дүйци саберден. Лади ситасуду. Нохчи аз бо куду. Нохчи вала, он хадиз есити нохчи. Ты должен знать. Нохчи зудериш хамдыш мадиц. Нохчи зудериш мадиц хамдыш. Дуй, хук саслугу я цазуда саслугу. Хай чурбарш хасугу. Ашиду ашалитан, ваху лео. Шай тейпе долу саберден. Дер дуй саберден, соанд мечу алават. Лади ситеш сугу. Нохчи ду, нохчол, нохчи диз, нохчоли, нохчи хилвизи икамал дер. Şu sani qislu şuat. So qislu interes yol şuat. As boğudu, все люди, все живи, аверзадо. Перебивать себя. Коллега, вот этим сумасшедшим Аверзадо. Я знаю, бессовестные, все люди бессовестные. Там бессовестность, гучак, дерцу, нан уоридена где-то дом. Сонде ас боğudu, вы ночи дала. Вы нохчол дизиш дала, нохчол. Қитя, вопрос, тадат, нохчол адас. И нохчол тахулат швала, нех зудри нитрогай. Хун юдо хай улицы араб алдон, мини юбкюан юд шала, хатундам дат. Қитя, хатундам да, атун хама эрдат. Атун хама эрчолта, инагын, бол сериолчан, даху урду. Hazır diyorsun, lerk ihalatsa hayırda naqost. İse yeş diyorsun, mini yapıyor. As, hahubar, toti tokoy as, duy. Hadahum dat, ya hat erçara dat dam. Qitiyo, hat erçara hubiyah kibir won. Hat erçara amma da hahubar bar, mini yapıyor. Habar ma bas, ne ya, da yutşu. İdo, dat, bu kudu, ve yuharz diyorsun, malahdid, ve don, nohçu du, nohçu düysoy. Нохчол это превыше всего, да? Там она, малый вахби истья ина вастидо, хаба шичен удеди, унадер вешер зудиял хаялемек, унадер шичухи вами, нус машин чугайн, ексемек икамер жулина, там действительно нохчол уже алсымделли, и алсым дер долшду, нохчол иште, ата аваш дуй, неви бахтеш, юх дион ши пружинсан дуй, юхал дат уйч массар, штадиен ду. Вы должны знать историю. Да что хаж история, да и? Хаж историк, да он. Но и нахчуал, ата огерш. Империш, да он, да? Ата айон, цан, бля, гарчал, да иш, да он, цан, да он, дакс надяхтидиш, да лев нах дуй. Видео? Вы нахчуал, да он, цан, хабуал, бешбон, хунядер, да я здесь, да он. Ну и что, да я здесь, да? Нахчуал, ата огерш, нахчу, кир огерш. Видео? И هم مش مديس إيش آخر أوليه تاعن عدينك حق أنت تدوردون حوالي شو تاع بريمير حولع حوت حوق الوز حتى لو تاع حق أنت الوزرو إيه ده ناقشي إيش بوشن ناقشي هم ده دادولش دوشن ناقشي بق ولا حد بالبو وبشة بال ما باتسوي عن يعط بال بات شيء تيف دولش شيء تقم دولش شيء نحبوش كيتيا يد يعطون ده سوا إيه ويز أمينة دون سامبال باتسون دون كيتيو أش أمينة قدون دوي خاص دوش ولش خاص دون ده دوش ولش أش سبيرو دنا شو عت عند داري إتشوت إير ما يعتري دوي ناقش بقى خاص شو أز ليدر ده هنا شو أز تريل ديز شو أز تسالش ده هت دون ناقش دون زودري دون هو يورتا حلقة ينوسو يورتا بيومل ده زودري بق شو بيودون ده بيو شو ده شان زودشو بقينا إيش قبق قد عبير ده أرى يقول خيل دون جنا سون دون بيومل ده زودري سونا جنا يورتا خلش بق زودري دوي الزود أرى يا سودون قولسي محبيت يولش
Даже старики обходили ее, понимаешь? Цундела ма изди, вай нахчи да зудри, вай нахчи зудри нахчи бу, нахчу Allah чохом душун. Тан вахталур дат бесполезно. Да, гуш мадус. Дерес хул, да, сах дот хакалду. Дерес масала просто as mother duyti. Ahmadar alır, del res hul baqas. Dik das duysun. Del wazlar tani ditojun muatsu. Dik das inachchi vay zudri bit baqas. هل عربو شون دايق نيز دايق يغيت شورت توي ماتري حاو بالغو شاي تايب دتسير كيتيو ناس ليوس بلا سوخوز دون توجو يجبو يوروبي سولا غوش بدون ناس اولي جودري غسون وسبالن باتسار سالي من اجي استان تام اج قانسون تون ديوشيك ان تاشو دل شيشو دل يتون شيش يتون واش حتين حبرزا ناقوس تمتي حاو بالغ ساي شرقي يس ديشير حاو بالغ وشتون همني يتسال سال هم دات ها يقدر قال شيء علاتي كنت يردون ها ثلاث حوبال باش دون سال هم ذات سندل نوحشي هم جو خلدشون نوحشي استسلم هم خلدشون ايش دشون يقعد تروح عشيلك عقدي تقلا ديل وزلور عنكر يخي تشدون رانا اللي بوزن حلوتر وناضو حالات حين هو ده حجر وقت هم نج مديت اشتغل مجد دات ودوزلش بولش وعدينك حدوزن تقوش المدى عطاني عن تاخد عنكر يخي حد على لادنا حبلش دو حابه كنت سير ناخدون دوي حق انت لوتر مو دوي هم نج مديت سامبال بات يوي باغلي شو بات نوخشول داوخ ويس بيرليل شلا اسنيل شلا حبال بات ونوخشول هون ديزا نوخشول بال بات با هنوخشول با دوي نوخشول قاعد دات نيا زودرش تقيدي نيا سي تقيدي وليل شلا شاي تايبل ستجوز صار شاش ستوغي يزع دوي تمام وي بال بات هم مش مديت ايش قال يقال ليرسو دون ذات اسو مسون بمينات دير دشن بيوق امال مدي خص دات شنو لا دات شان حق انت ترى از بيوق امال يا شو سك انت سبيرن يا سك انت دغز تمام وليلتو وقت دات اوبرزنيت وقاس سيدو سيدو يا سامسي اوبرزناو سو جات بير موات تبيهم نشو يجليل شو ذات إيش ما ديت تندل إقال حلوة ليسو بقولي وي إيمن نبوي زدري مقيت سانتي حميلي حقاح دي همش ما ديت يتزوف شاتو هو يتا وي بالبات أنا تنشي تايبلو سجي سنبال بات سنزليل وزول بات دالت إما قوش نخشش زدرش تيقودن نخشش تدونا دوت مبول ستسان تدوي زدري تيقودن دوي هيدا يا سود عطيه قيد الواد زي سيزت سزودي على تخيلان اخوي شو ما جروات هيدا ايش تهم دزنو دات او دونا او شيبيتلني دويتا يهم او شيبيتلني هم دشون ما ازديلش ديلدش просто از بو كودو حجلج وي نوتشي زودرش يردول دول كان دولشون دويتا هم نش او ايمن زودري هم او خلدشون ديل وزلور بقمد دشنت دش دول سجوش ما سيت سجوين ما تجيش شندوي زودرش تقول ويدو استوري ده حاجه جوش ما تدون سندل زودرش ما ازدي ويش انا اك تحسبوا جابو وفاون تدوكا اك تسيرتيك اك تيكور ويون دوي ويش خانا دوي ايش تدو هم ددون وي ايش وشي وشي دو بارتوش حدوش ما دوي ичера кияк وين специально юqil чир майду чтобы лишний не говорили دوي друг друга уважение друг друга. Сundермай ичера ойндой, ночь юг. Особенно зучон хум эльче, не то, что даже каких-то ара, просто хум эльче даже уже автоматом кэрку мек что, не то, что ердой, просто честь женщина, что мелочь олдой. Охара зудри атхия бодой. Азбо куду именно бужрш дуй. Воши бюрда, воши ден эльче бужрш. Dat her zaman zutçun hem elçi ve oğdan semegit zutçun tüyakçum timboli sem mogitir dat o zent ir haçi ayan temel pent et da oyturu idek tape duy hajla it emek atsun yan ne yan tuğat yok duy
يحابين تاعون عندش كدن إيه خشاق دخيتش حتى يبي تير تيبن دهم دات أنا أشوف spreadlius بس spreadlius تحون دوش تعذر دوي عين دوش تعذر دعيت نجحسن ها ويود عدي يقردو وانا ولا يقبلش ها تاق ناخ باير خدتنا تاق بق موخ قولي شنت إدو سردت شو يشتغل دقيقة موخ الملل تقول له حديرزل ومتى ده أنا يعني تعني تو ده أنا تنخش يقني تمتى تعديرزو دي وينخش ولقي يقنا بس بدل المليلي ناخ دك موخ قوله بالله شو دعول شو صوت يشتغل جوي تون ده إيتيو أستانيش سو وبيتك فدلا تون تهنا وعن هون إيه خش يقنا دا وانا يحيق يشيات خش أنا أشنا تياقيت خش يحيق وقت حيرو تون تعديرز دوي إهم شو خلدشون ديل دشون زودرش تمنش مديت بوجه شاين لوج دي بوجه شاش قصدون زودرش زودري هم شو خلدشون إيه والله بقول بيشون زودري هم خلدشون بقول ونقش زودري بيت شاين لوج ليل دويتsa ما صبوت زودري بو شناش شاي تايب شتير دوي كده قنو دقيقة بقي هن سو ذا بنسيون وزرست وشا كذيك شو دقيقة خلي قيتر دو شو دون ذات ما زودرش تمنش مديز نقش زودري أباسنا دوشن زودرش تمنش مديز سان تيما قود ويبال بات شاي تايب دوتير حين خلقيتي تير دعوة تير شو ويتن وشيك دعال إذا ناعن يقي محبيت حال مكالو سن مقال ويت نقش دكودو نقش زودرش دكودو قيلا دعوة تن وشوي تن كشوبتم دعال ديز حاجة ديل دا اشت حيش اشت جيرسون اشت الاست عنيك ال دات يتعنيك اير دوش اشت بروست حوك دعال قولي خز دعوة دوي شوبتم زودرش درهما شوبتم دديش دوشن بقول باشون او خلهم دوشن زودرش تسدلهم ديكدوت Rally опять. Вот, es boits atsamērdu, es ist daži harstieši zudrigi, es jetzt veši cēl, candi cēla, cančela cjuali da ela, metju ela daži harstieši ladui. Zum Wahrscheinlich wana jo ieina zum sada ietsterie zum denti war iza nissa iet zum makalam. Otalin homerdui. Вот, сомнению, что цундела, зудричо. Макало это вообще-то порно-продюсер, что вы знали, который продает за деньги. Собордян Макалова порно-продюсеру, Макалова за деньги половой орган продавать, еще гейский порно продавать, еще порно продавать, еще из-за порно-продюсера, порно-режиссер водой. Телефон взламывать, еще ехать, потаску шкелах, еще потаску хуншбуй и бёрш побольше. Церга, вот, гейский секс по телефону чаешь, после этого шантажирует, еще лил что-то. Это порно-распространитель, порно-режиссер и порно-создаватель, скажем так. Сценарий сейчас, что мой школа, герр могер бош, то еще, агент, да, хаос бош, ешь бу. Доктор Крикс. Макало, да. Можно 10 секунд? Вот к нам присоединился Тайра. Да. Переца, поблагодарим за его прекрасную, великолепную, пламенную речь по защите чеченских традиций. Огромная благодарность нашему спикеру Перецу. Вопрос Тайрану. Тайран, вот вы зашли к нам в гости. В качестве кого? Нет, сейчас мы разберемся. Сейчас. Профессор Амин. Сейчас разберемся. Профессор Амин. Профессор Амин, успокойтесь. Вы ассистент доктора Крикса, работаете в паре с Криксом. У нас профессор по психиатрии и доктор Крикс, доктор-психиатр международного класса, который проводит сеансы психотерапии, психиатрической терапии, одновременные публичные сеансы по лечению наших так называемых больных мусульман, чеченоговорящих по-русски. Тайран, приветствуем вас. Вот вы с чем к нам пришли? Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Мы хотим знать, в качестве кого вы к нам пришли на площадку. Профессор Амина, пожалуйста. Профессор Амин, дайте 10 секунд. Дайте вашему покорному слуге 10 секунд. Тайран, вот представьтесь, пожалуйста, нашим слушателям и тех, кто будет нас слушать, в качестве кого вы пришли. Кто вы? Ну, кто вы?
Вы? Не, вы чеченец, вы пидорусский педер, подрусский, мусульманин, джихадист. Да, хорошо. Базовый вопрос. Задаю вам базовый вопрос всем тем, кто приходит к нам. Если вы чеченец, мы сейчас разберемся, какой вы чеченец. Настоящий или, скажем так, не настоящий. Вот вы принимаете араба-бедуина, Муз Мухаммада, Муз по-чеченски член, Муз именно член, половой орган член. Мухаммад из 7 века, араб-бедуин, который купался и пил верблюжью мочу, и который растлил 9-летнюю девочку, положив на нее глаз, когда ей было 6 лет, в доме своего лучшего друга детства. В 9 лет он ее растлил. Растлил. Знаете, что такое растлил? Изнасиловал. Вы его принимаете своим пророком? Вопрос-ответ. Да или нет? Хорошо. Так, хорошо. Вы сказали, что это ваш пророк. Успокойтесь, успокойтесь. Не заводись. Так, хорошо. Если вы чеченец, если вы принимаете араба-бедуина, растлителя малолетних детей, Муз Мухаммада, который купался и мылся в верблюжьей моче и пил ее, своим пророком, вот какое отношение этот араб-бедуин имеет к чеченцам? И вы еще нагло имеете смелость заявлять, что вы чеченец. Вот какая связь? Объясните мне. Между вами и пророком Муз Мухаммадом. Мы хотим просто знать, какое это имеет отношение к чеченцам. Можете объяснить? Слушаем вас, Тайрон. Вот. Это, смотрите, базовые вопросы. И после всего этого, мы уже поняли, кто вы, да? Вы, значит, недоараб, верхузад заднеприводный, пидорусский пидор, раб. Вы не чеченец, мы это уже выяснили. И вы имеете наглость зайти на чеченскую площадку. Подождите, дайте я закончу, я вам дам слово. Я дам вам слово. Да, я чеченец, Сонохчу, я чеченец. Я это говорю гордо. И у меня нет никаких пророков, я никому не поклоняюсь. Я свободный чеченец. Сонохчу, социальный хала, дикарловать, тихай хала яч, кукировать, лечевать, цаны дых, озвушвать, кюшвать. Сонохчу, сонца юшвать. Сонохчу, я чеченец. И вот после всего этого вы имеете наглость зайти на чеченскую площадку и одному из старожил чеченской нации, который говорит за чеченскую культуру, за чеченскую нацию, предъявлять претензии. Вы кто такой вообще, чтобы что-то даже говорить про чеченскую культуру? Тогда как вы таковым не являетесь. Вы не чеченец. Вы недоараб. Вы ублюдок. Вы безродный ихван ахи. Вы серая масса мусульман. Без роду и племени. Какое имеете вы отношение к чеченской нации? Какое вы имеете отношение к чеченской нации? Какое вы имеете отношение к чеченской нации? Ответьте на вопрос. А как тогда ваш пророк араб-бедуин, который пьет и купается в арабской верблюжьей моче и насилует 9-летнюю девочку? Что вам нужно? Что вы хотите, чтобы я вам прислал? Сунна пророка, верблюжья моче. Зачем мне вам доказывать, есть хадисы? Зачем мне доказывать это? Но вы признаете, что он 9-летнюю девочку изнасиловал? Изнасиловал? Нет, не признаю. А как это? Вы все исламские ученые признают, а вы не признаете, да? Подожди. Нет, Аиша 9 лет. Вы не признаете, да? Нету никаких споров. Весь арабский мир, все исламские, так называемые великие ученые это подтверждают, навязывают, распространяют, проповедуют, пропагандируют. И вы пришли, вы, ничтожество, потому что вы ничтожество в глазах мусульман. Что вы говорите, что она была не 9-летней? А? Созревшая. Как может человек в 9 лет созреть? 1400 лет назад Нет, вы же не чеченец, правильно? Мы же это выяснили. Мы выяснили, что Глава Сахих аль-Бухари. Хадисы пророка Муз Мухаммада. 67-я книга брака. Хадисы. От 5063 до 5250.
59 глава. О том, кто вступил... Записывайте, проверяйте, я же сам о себе ничего не говорю. Глава 59. О том, кто вступил в брачные отношения с женщиной, которой было 9 лет. 5158 хадис сообщается, что Урва сказал, пророк посватался к Айше, когда ей было 6 лет, а женился, когда ей было 9. И она прожила с ним 9 лет, пока он не умер. Это же хадисы, это же не я же не от себя же говорю. Правильно? Вы согласны? Коллега, вопрос, подождите, это правильный вопрос. Он заявляет, что Айша была уже созревшая. Зрелость мы знаем, когда наступает у мужчин, точно помню, это в 30 лет. Зрелость, полная зрелость, уже полностью формированность, заканчивается, когда ему исполняется 30 лет. И мозг тоже развитие заканчивается, когда у него уже исполнилось 30 лет. Это зрелость. Допустим, он хочет сказать, ей было как 18, да? Если в то время девушки быстро созревали, значит и процесс старения тоже был быстрый. То как понять, ваш молодой пророк, которому было 25, женился на женщине, которая была 15 лет старше его, то есть, я как понял, возраст удваивается в те времена, и в Саудовской Аравии особенно, да, в самом святом месте. Если ей было 9, значит ей было 18, да, вот так вы понимаете, созревшая, да? Выходит его жена Хадиджа, она была приблизительно, когда он на ней женился, ей было как 80, потому что из хадиса, где Айша рассказывает, Айша рассказывала, Аллах даровал тебе лучшую, то есть он говорит, что она лучше, чем Хадиджа. Твоя жена Хадиджа, которую ты вспоминаешь, она была вот с красными деснами и без зубов. Она была вот я правильно понял? Значит, и старение было очень быстрое. Он такой молодой, такой зрелый парень, яхай такой, понимаешь? И он женится на пожилой женщине без зубов и с красными деснами, как хадисы описывают это Айша. То есть, выходит, он женился на старушке. Я правильно понял? Ему бабушка нужна была или же ему мама нужна была? Вот зачем он женился? На старшей женщине. Тем более и то, как женился... Подожди. Более того, да, я знаю, подожди, как она может предложить себя без махарама? Ее отец был против. И она напоила, обманным путем вышла. Это не называется никахом, то есть он с ней сделал зина, потому что соглашения отца на тот момент не было. Они напоили его, обманули его, переобули, когда он был пьяным. Это рассказывает достоверно хадисов. И когда он проснулся... То есть он на тот момент был распутником. Я правильно понял? Пророк но он не был пророком, и поэтому он распутством занимался, да? Пожилой женщиной. Ну, я правильно понял? До пророчества он занимался распутством, а после пророчества он еще сильнее скатился. Более того... Расскажи нам, пожалуйста. Конечно. Исламскую историю расскажи нам, пожалуйста. Тех краев. Ты можешь рассказать? Нормальные люди, нормальные арабы... Давай только без обманов. Люди могут проверить в интернете любую информацию. Толерантные люди, чтобы своих детей... Подожди. Ты можешь рассказать нам доисламскую историю тех стран? Смотри, я тебе скажу, чтобы свою дочь... Как в Афганистане нынешнем, которым продают. Давай ты мне будешь отвечать. Я тебе разъясняю прошлую историю. Давай мы с тобой поговорим. Ты расскажи нам тебе рассказываю историю. Вот я и рассказываю тебе. Послушай сейчас. Давай я начнем. Тебе рассказываю. Давай начнем вот с этих
девушек закапывать. Персии, давай, Девушек, Персии, начни. Когда у них заключались браки, можешь сказать? Подожди, оставь Персию. Подожди, давай, не, говорить не будешь, давай. Мы сейчас Тебе не выгодно, что ли, или как? Давай до исламской истории обсудим. Смотри. Не, конечно, тебе не выгодно. Ложь-то не пройдет у тебя. У тебя ложь не пройдет. Сейчас ты понимаешь, мы говорим что ты про твоего пророка. 2000 лет назад и сегодняшний день. Ты истеришь. Расскажи нам 2000-летнюю историю. Истеричка, одетая в красном платье. Успокойся. Давай ты уходить не будешь. Не, давай, я буду слушать. Только до исламской истории. Я послушаю. Коллега, он сейчас решил поменять Доктор тему. Ильич, дайте он 10 решил секунд. спасти Мухаммада. Он не поменяет. Сейчас возвращаемся. Муж Парматка, успокойтесь. Педераст, успокойтесь. Я вас буду называть педераст. А если в простонародье, то пидором просто. Пидор. Я слушаю до исламскую историю тех стран. Расскажи нам, пожалуйста. Когда у них были браки? Пидор, успокойтесь. Как они заключали браки? Пидор, я сейчас буду вынужден вас убрать отсюда. Я читаю вам. Пидор, хайбот, я хотел вот... Соборде, ладох. Или я должен буду с нашим администратором вас вывести отсюда, или вы будете слушать 10 секунд. Я вам даю возможность остаться в эфире, или вас выведут отсюда. Все, давай, рассказывай. Иснад. Так, Тайрон, пидор. Второй пидор. Есть пидор 1, пидор 2. Все, 2 пидора, молчите. Иснад. Хадисы пророка Мухаммада. Когда Сахиха читает, надо слушать. Особенно мусульманам. Сахих аль-Бухари. Ты что-то молчишь, до исламскую историю расскажи нам. 63-я книга о достоинствах ансаров. До исламскую историю ты можешь рассказать? До исламскую историю расскажи нам. Он не скажет тебе. Уберите этого пидора. До исламскую расскажи пидор нам. Раз, пидор 2, до пидор 3. Исламскую историю расскажи. Все, пидора один вылетел. Заткнулись, пидоры. Так, один пидор вылетел, все. Второй пидор, если будете дергаться, если пидор 2, вы тоже вылетаете. Читаем хадисы. 63-я книга о достоинствах ансаров. Хадисы 37.76, 39.48. 44 глава. Заключение брачного договора пророка с Аишей, ее приезд в Медину, его женитьба на ней. Записывайте. Запись ведется, все это выкладывается. Пожалуйста, можете читать, проверять. Записывать и проверять. 3894 хадис. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал: мой брачный договор с пророком Мухаммадом был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. Запомните одну вещь, это скобки как бы открывается. Самая лучшая передательница и передавальщица всех хадисов – это Айша. И она была очень умной, хитрой женщиной. Она очень сильно отомстила этому пророку Мухаммаду тем, что она рассказала, что она рассказала все то, что он с ней делал. И весь мир об этом узнал. А так бы мир об этом не узнал бы. И вот она все передала. Скобки закрываются. Читаем дальше. Был заключен, когда мне исполнилось 6 лет. Потом мы приехали в Медину и остановились в квартале Бану Аль-Харис бин Хазрадж. После этого я заболела, и у меня выпали волосы. А потом они снова отросли. Однажды, когда я качалась на качелях вместе с моими подругами, моя мать Умруман пришла ко мне и громко позвала меня. А я подошла к ней, не зная, чего она хотела. Она взяла меня за руку и привела к дверям дома. Я тяжело дышала. А когда мое дыхание стало успокаиваться, она взяла немного воды и протерла мне лицо и голову. После чего ввела меня в дом. В этом доме находились женщины из числа ансаров, которые стали говорить: «Желаем тебе блага, благословения Аллаха и удачи». И моя мать передала меня этим женщинам, которые приготовили меня к свадьбе. А утром пришел посланник Аллаха Мухаммад, и моя мать передала меня ему, а было мне тогда 9 лет. Хадис 3000. Сейчас, Амина, дайте зачитать. Прямо в доме у Абу Бакара. Профессор Амина, дайте почитай, а потом вам дадим комментарий дать. 3895, 3895 хадис. Передаются слов Аиши: да будет доволен ею Аллах, что пророк Мухаммад сказал ей: ты была показана мне во сне дважды. Оба раза я видел твое изображение на куске шелка. И мне говорили: это твоя жена, открой же его. И оказывалось, что это ты. А я говорил: если это от Аллаха, он приведет это к совершению. 3896, сура 3896, 3896 хадис. Прошу прощения за оговорку по Фрейду. Хадис 3896. Сообщается, что отец Хишама сказал: Хадиджа,
умерла за 3 года до того, как пророк Мухаммад переселился в Медину. И примерно через 2 года он женился на Аише, когда ей было 6 лет. А вошел к ней, значит, скобки открываются, и растлил ее, значит, изнасиловал. Скобки закрываются, когда ей исполнилось 9. Есть что-нибудь сказать по этому поводу, Тайрон? Послушай. Изнасиловал Аллах Хайгар, это я. Он вошел в нее, Бог. Это как это? 9-летней девочкой обычно что делать с ней? Насилуют же, правильно? Вот вы, например, 9-летнюю девочку вам подложили. Что вы с ней делаете? Вы же насилуете? Нет, Тайрон, перестаньте. Я вас очень хорошо знаю. Я очень много наслышан о ваших вот этих вот словах, умозаключениях, о вашем словесном поносе, дизентерии. Со мной это не пройдет. С вами специалист по хадисам, корановед, хадисовед, му'мин, мухтасир, все, что вы знаете. Вам дают 9-летнюю девочку. Вам лично 9-летнюю. Вы с ней что будете? Вы будете ее насиловать, правильно? Нет. А что вы будете с ней делать, если вы в нее входите? Она будет согласна раздвигать ноги, правильно? Она, значит, осознанно раздвигает ноги, и вы занимаетесь с ней сексом. Да? Так это по-вашему? Хорошо, давайте смоделируем другую ситуацию. У вас 9-летняя дочь. Друг детства, ваш друг детства, говорит, когда ей 6 лет: Тайрон, во сне я увидел вашу дочку в покрывалах. Она должна быть моей супругой. Вы ему говорите, она же еще маленькая, только 6 лет. Он говорит: хорошо, я подожду еще немного. Потом ваша супруга, мать вашей дочери, биологическая, и вы ее биологический отец, подготавливаете, передаете каким-то женщинам, которые приходят с пророком Мухаммадом, таким же развратницам, похотливым мерзавкам. Ваша супруга, мать вашей дочери, помыв лицо ее, передает этим женщинам, и утром приходит ваш друг детства и насилует вашу 9-летнюю девочку в вашем доме. Для вас это подходит? Она осознанно, да, к этому приходит? Она сама к нему пошла, да? Нет, она сама к нему пошла или ее мать передала? Она сама к нему пошла осознанно раздвигать ноги, заниматься с ним сексом? Или все-таки вы насильно с вашей матерью ее передали тем женщинам, которые насильно ее подложили пророку Мухаммаду? Отвечайте на вопрос. Не, я вам задал конкретные вопросы, смоделировали, хадисы прочитали. Ваши вопросы меня не интересуют. Я вам задаю конкретный вопрос по вашему... Да, ответьте. Это она сама пошла или ваша все-таки супруга ее мать ее передала? Ну, я еще раз вам, да, скажу, да, конечно. Я же, в отличие от вас, не вру, я же не лжец, я чеченец. Я же не мусульманин. Вы мусульманин, у них 2 качества у мусульман. Трусы и лжецы. Лжецы и трусы. Трусость, помноженная на ложь, а ложь, помноженная на трусость. Это ваши 2 характерные черты и качества, которые вы культивируете с 5 лет. Ну, я-то же не идиот, чтобы меня вот такие мерзавцы сзади нападали и мне как бы причиняли с русскими. К тому же вы работаете на русских, наших врагов, оккупацию, которую проводят. Правильно? Я же не глупец. Вы хотите, чтобы я вышел и сказал: да, уничтожьте меня, чтобы чешскую нацию еще сильнее поработить. Я же не глупец. Я еще с 88-го, с 86-го, 87-го, 88-го, 89-го говорю вашим мерзавцам, таким как вы, Дудаев, Яндарбиев, Албаков, Махаш, все муллы, которые были первые муфти, привезли его из Казахстана. Потом Мадин Махмуд был ваш мулла. Мы всегда говорили: перестаньте навязывать чеченцам эту бедуинскую секту одного араб-бедуина. Вы уничтожаете нашу нацию. 17 века. Ваш мусульманин убийца, насильник, маньяк, да. Он же убийца, правильно? Он же насильник, он же шариат устанавливал. В Чечне он шариат устанавливал. Да, он устанавливал шариат, правильно? Он же объявил джихад. Шариатские суды же он вводил. Правильно? Да или нет? Просто ответьте, да или нет. Чего боитесь? Все вы мусульмане. Все мусульмане, в какой бы мере вы не были, оппозиционеры, Автурханов, Хаджиев,
Все чеченоговорящие мусульмане нанесли вред чеченской нации. Вы уничтожили эту нацию. Вы все одинаковые мерзавцы, вы враги чеченской нации. С какой бы стороны вы ни были, все с именем Аллаха на устах, с какой бы стороны вы ни были, вы уничтожаете нацию чеченскую, нашу культуру. Эшаркам халк, что эшдейн харкам, эшаркам шмелбл бахша хадад. А Дудаев мерзавец, убийца, джихадист. Он привез Абу Бакр Джамо с Иордании, всех арабов иорданских, типа ФСБшных, КГБшных агентов, чеченоговорящих. В 95-м году, уже в апреле месяце, он стоял, обнимался, целовался с террористом, который русские нам заслали, Хатабом, вместе с Сендербием там стоял, и с Абу Саяфом. А до этого, в 92-м году, привел Абу Бакр Джамо, в президентском дворце они вместе сидели. Потом Мадин Махмуда, потом открыл исламский университет, потом всю нашу молодежь отправил в арабские страны. Иорданию, Египет и в Сирию. Правильно или нет? Просто скажите, да или нет. Выносили шариатские решения. Дудаев, при Дудаеве это было или нет? Нет, Дудаев лично не устанавливает. Дудаев кричал на площадях «Аллах Акбар». Подождите, мы же подождите, сидим, Амина. послушаем, но что? Ты задал ему вопрос, так она сама к нему пошла? Мы к этому вернемся, не переживайте. Он взял? Мы к этому вернемся. Мы не уходим, не переживайте, у нас все нормально, все под контролем. Да, мы не ушли. У нас Подождите, Тайрон. Дудаев на площадях кричал «Аллах Акбар». Кричал или нет? Хаваца хайки кальцадош ладога хайкалдош нахи хайбахтер куйгацадош хачи чиш ай камаерил пидор а пидор юбок эсвик чундел пидор конченый ладог пидорасин хадис лишен пидорасин конченый. Как это говорил Лариса Гузеева? Пидорасина, так и надо говорить. Ты пидорас. Ладох секунд. Давай, слушай. Сура, прошу прощения, хадис 38:95. Записал? 38:95 хадис. 65-я книга. Записали? Убежал, все, убежал. Для тех, кто слушает, проверяет. 63-я книга о хадисах Сахих аль-Бухари. Просто читайте. Сура... Хадис 38:95. Хадис 38:95, хадис 38:94, хадис 38:96. Там все описано. Идите читайте, проверяйте. Я просто удивляюсь тех людей, когда им говорят правду, они не хотят ее принять. И не могут ни на один вопрос ответить, но когда им говорят, хорошо, если вы не знаете, не владеете ситуацией, хотя бы слушайте умных людей, которые вам говорят правду. Поднимайтесь. Хорошо, а какая религия у тебя тогда? Я чеченец, мне не нужна религия, абсолютно никакая. Зачем Как мне не нужна? Неужели Зачем? ты не веришь ни в кого? Ни в кого, я верю в себя. Только я верю в себя. Я чеченец, я отвечаю, смотрите. Я перед тем, чтобы вы мне задали вопрос про религию, я говорю, я чеченец. Сонохчеву. Я чеченец. Сонохчеву. Я ни во что не верю. Я должен знать. Если я не знаю, я не верю. Зачем мне верить? Нужно знать, а не верить. А вот вам и всем другим Россия вменяет и вбивает в голову, что нужно верить. А мы, чеченцы, говорим, перестаньте поддаваться этой имперской уловке и перестаньте давать себя использовать с конца 17, начала 17 века. Нам навязывают веру. А мы, чеченцы, наши предки, знали, что вот наши горы, вот наши равнины, вот наши леса, вот наша вода. Я знаю, что это функционирует так, и я здесь живу, и я владею этой ситуацией, я владею этой природой. Я чеченец. Сонохчеву мне не надо верить. Зачем мне верить в какого-то семитско-арабского сказочного мифологического персонажа, каким бы он ни был? Адам, Ноха, Ибрахим, Авраам, Мухаммад, Магомед. Я чеченец. У меня нет никакой связи и нужды быть подвластным арабо-бедуинским сказкам или русским. У тебя нет с ними связи. У тебя Я нет с ними связи, чеченец. Сонохчеву. Вы не слышите меня? Мы услышали Сонохчеву, мы услышали тебя. Да. Ты говоришь, не имеешь никакого отношения абсолютно к Мухаммаду, да. Ибрагиму. Не Мухаммаду, а Мухаммаду. Хорошо, который да. жил на поводу своих хочешь, сексуальных фантазий. Да. Это твое право, ты можешь говорить как хочешь. Да, член. Но смотри,
Ты член. называешь себя... А, вы мне даете право говорить то, что я думаю сейчас? А до этого вы нас лишали права. Ага, все-таки вы поняли, что мы имеем право. Хорошо, слушаем дальше. Говорите. Ну, ты же человек, как я могу А остановить? до этого вы нас лишали права говорить, что мы чеченцы, да, буквально 2-3 года назад. А сейчас вы говорите, это ваше право, вы же чеченцы. А мы говорим, нет, не вам решать, какое у нас право. Это мы решаем, кто будет здесь править. Мы чеченцы, конохчуду. Мы решаем, кто будет чеченцем, кто не будет чеченцем, кто приедет на эту землю, кто будет говорить от имени чеченцев. Конохчуду. Мы чеченцы. Вы Я чеченец. Сонохчеву. Я чеченец. Сонохчеву. Никто не имеет права мне указывать, кем мне быть, куда мне наклоняться, куда мне ходить. Я решаю. Тебе никто не указывает, я тебя... Я решаю, кто будет жить на моей земле вместе со своими чеченцами. Я чеченец. Сонохчеву. Понятно это? Все, продолжайте. Тебя поддерживаю. Я слушаю вас. Нохчеву, Говорите. смотри, Да. ты говоришь, что не имеешь никакого отношения ко всем этим людям, которых ты перечислил. Ты не имеешь к ним отношения, но ты зовешься Нохче. Почему ты называешь себя Нохче? Что это за слово, ты знаешь? Почему ты Нохчо? Вы чеченка? Да, я чеченка, но я хочу услышать от тебя. Не, я задаю... Хорошо, если вы чеченка. Подожди. Хорошо. Я тебе задала вопрос, я хочу ответа. Я хочу понять. Ответа. Я хочу иметь Он понятие, с кем ответит, я... когда поймет, что ты чеченка. Да, Если я ты задаю не чеченка, конкретные базовые нахуй вопросы ему всем. тебе отвечает пиздоболка ты. Да, только что 2 пидоров Если- пришлось вывести отсюда. 2 пидора мусульманских, Моя мама пидораба. Тайпан Да. Гуршло. Мой Да. отец Тайпан Бено. Я из родом Алхан-Юрта. Мгм, Проживаю мгм. в Германии. Мгм, Расскажи да. про себя. Кто Да. ты, твоей матери, Если вы чеченка, я могу Откуда вам... ты родом? Профессор Расскажи Амин. нам. Мгм. Да, вот вы Даудова, да? Вот вы задаете мне вопрос по чеченской истории. Я просто хочу знать, с кем я общаюсь. Если вы не чеченка, зачем я должен вам объяснять, что такое нохчу? Ты не Я обязан, не считаю... Нохчо. Я не считаю... Да. Да. Не, я не считаю даже нужным ей отвечать. Но если вы чеченка, я вам объясню. Вы чеченка? Ну, видишь, ты не считаешь нужным мне Да, вы объяснять, чеченка, я почему задаю так- вопрос. Вы чеченка, да или нет? Не, вы чеченка, Даудова? Чеченка и... Ага. Да, понятно. Но вы принимаете пророка Мухаммада как своего пророка, правильно? Как и все мусульмане. Хорошо. Тогда вы не чеченка. Я не считаю Ну, нужным это- с вами ну, как общаться это, на как историю это чеченцев. связано? Как это связано? Я не Скажи считаю мне. нужным вам объяснять и рассказывать историю Потому что чеченцев. ты не знаешь. Потому что ты вы не знаешь. чеченка. Вот доктору Криксу я расскажу. Потому что ты не знаешь, Хорошо. кто такие нохчи. Это нахские племена, но я не считаю вам нужным отвечать на ваш вопрос, потому что вы не чеченка. Вы недоарабка, безродная мусульманка. И вы не имеете права Это и ты голоса. так решил? Это ты И так вы не решил? имеете... Я не решил, это история показывает. Вы не чеченка. История вы недоарабка, какая? Что я ваш тебе не пророк рассказала свои Мухаммад, личные насильник, данные? маньяк, убийца, растлевший 9-летней девочкой, которая не имеет никакого отношения к чеченцам. И вы не Если чеченка. ты такая трусишка, что ты сюда зашла? Еще мне вызов Трусишка, это бросать? ты, я у тебя Ты адрес. даже Ты молчишь, Всё, спокойно. вот истеричка. Успокойтесь. вот ты Все, же мне успокойтесь, встречу пожалуйста. предлагала. Профессор Амина. Ты даже боишься свое происхождение свое Происхождение. сказать. Лгуня ты. Еще мне стрелку Да кидаешь. что ты? Я тебя Не там же тебе сломала с бы. Будь моя крестами воля тебя говорить убить. мне Пиздоболта ты, правду. Не арабская тебе. шлюха, блядь. Не Подстылка, тебе блядь. говорить мне с крестами сидящая, не тебе. Ахваса нохчо, просто 1% уважения. Ардакай проститутку. Или со ахваса кикни. Проститутка только ты здесь. Так, Хайде профессор Амина, давайте пускай она послушает. Регламент пахнет, а мукамер diyorlar. Регламент пахнет, чтобы один говорил. Я тебе больше, я Муслим, Пришел мусульманин. и проститутку. Заткнись, блин, создание. Да, пошла нахуй. Регламент пахнет. Я буду говорить до Ты последнего не слова. будешь говорить, ты не будешь говорить. Давай, Сейчас, мы поставим. Звать тебя Успокойтесь. никак. Надо им дать выговориться.
Надо им дать выговориться. Мусульмане пришли. Пидорусские мусульмане пришли. Сверху зады. Перекрикиваются здесь. Нам в гости пришли пидорасы. Ты ведущий, веди тут рекламу. Я не ведущий, я не модератор, здесь модераторы. Тут пришли пидорасы мусульмане. Давайте не перекрикивайтесь. Твой защитник, конечно, перец этот ушел, я хотел ему пару вопросов задать. Он сбежал. У тебя не встает даже, пердун, импотент ставит. Ты что хочешь? Подожди. Муслим, свободный. Ты хочешь сказать, что 50 человек, которые вы установили? Да вот он муж Хармада, у тебя есть обязанность, ты же человек муж. Ты свои обязанности выполняешь. Амина, у тебя есть ты можешь поговорить? Короче, что густо истом. Не выводят что-то так. Стоп, завоняло. Закрой свой рот. Из твоего рта армянина воняет. Армяне не стали рабами ни турков, ни других национальностей. А вы стали рабами. Тебя тут не защитят. Эти твои сутенеры тебя тут не защитят. Подожди, успокойся. Закрой свой Да заткнись, ты уже мужчина когда отзываешь, тут сидеть невозможно. Когда из твоего рта воняет. Ведущий, ты мог будешь поговорить или нет? Не могу, блядь, я буду говорить свое мнение, я буду говорить, и мне плохо. Ведущий, дай не Ведущая, почему ты убегаешь? Оставь Гондурас сраный, блядь. Петрила, я поднимаю сразу Крик, хотя бы у тебя есть смелость поговорить, кто такие чеченцы? Крик, у тебя есть смелость или тоже скрываешься Короче, народ, вы сами еще поднимаете как музыка включается. Сказать, вот здесь вам не зачем вы тут просто сидите, болтаете, диалог не можете. Так, Амина, завоняло конкретно. Короче, чтобы знали, кто такая Амина вкратце, я расскажу. Вот эти сутенеры, которые сидят, защищают эту блудницу, которая в других эфирах сидит и обсуждает видеоролики 18 плюс. Как ты отреагируешь? Вот эти твои сутенеры, почему ты не заспокаиваешься? Амина, что-то молчат.
Короче, я говорю, там на кэфе, есть было на кэфе, короче, шаир сюда, я говорю, Даудова, она реально белая, Амина, наверное. А что ты не успеваешь? Ты почему? Давай поговори со мной. Поговори со мной, ты. Что ты молчишь? Замолчал историю. Поговори. Историю. Поговори со мной. А еще раз тебе говорю, ваш пророк потерял корнями. Я каждый раз, когда я хожу в туалет по-большому, поднимаю страницу Корана, мажу свою попу, понял? Специально чтобы чтобы какать. И каждый раз тебя армянами воняет. страницу Корана и мажу пятую У меня на профиль зайди, посмотри. У меня профиль зайди, посмотри на себя. Закрой рот. Закрой рот, ты подстилка. Тебе твои сутенеры хорошо платят за то, что ты там армянами запускаешь. Арман. Конечно, заплатят хорошо. Закрой рот. Закрой рот. Ой, блядь. Армяне тысячи раз лучше, чем чеченские арабы. Армян станет стом руахи до церкви. А разные до я с арабами не сижу. И я не подступаю. Ну иди тогда ложись.
Да, я тебя. Вот все, кушай, يا بلد رجالة ناندي بلا أنا عايزاندي بلا عايزاندي רוצים נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. עם ישראל חי. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. עם ישראל חי. כולם ביחד, אף אחד עם ישראל חי בורבלה. שישרפו המלחמות. Иди отсюда, вот туда. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל חי. עם ישראל חי. בעליות וילידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. Ну что, Вася, канал дает, да? Закрой свой рот, когда ты играешь. Ну что, Вася, канал Для дает, порядка закрой твой черный глаз. А я и музык, ну что, нормально, канал дает, давай. И еще запомни одну вещь. Я не армянская, повторяю. Ты дура. От тебя я сутками сижу, ни один не грузин. Из моих друзей не армянин меня не оскорбил, как вы меня оскорбляете. Ну что, давай ты, я вообще У него есть свое государство. орут нормально общаемся, музыку отключиться. נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. Я адекватная в натуре, блин. כולם יחזרו הביתה. Арабская давалка отсюда. Да что ты говоришь? Пошла нахуй. Да что ты говоришь? Ну Не всё, мусульмане, успокойтесь. Алло, мусульмане. Алло. Алло, мусульмане, успокойтесь. Так, Алло, пришел ну новый всё. гость, Ревзерно. Окей. Да, Слушаю да, вас. да. С чем вы пришли? Вы кто? знаешь, Представьтесь, вот пожалуйста. Я представлю сразу. Я чеченец, Сунохчеву. Я говорю с позиции чеченца. Давайте выясним, вы чеченец или нет. Да, я Два базовых вопроса. Два базовых вопроса. Я расскажу. Два базовых вопроса, я продолжаю с вами беседовать. Я представился. Хорошо. Я чеченец Сунохчеву. Ага. Вы в качестве чеченца, потому что вы представились таким, признаете ли вы араба-бедуина, который пил, купался в верблюжьем моче в пустынях саудовских и растлил 9-летнюю дочь в доме своего лучшего друга детства, как своего пророка? Вы признаете его пророком? Да, признаю. Все, значит, вы не чеченец. Это уже все. Мы выяснили, дальше я слушаю. Я буду с вами говорить. Ты его путаешь. Профессор, Он наш человек, успокойтесь. не надо с ним так говорить. Нет, профессор, Ценник успокойтесь. Не, подожди, ну профессор. всё, Агамович, Профессор нормально, Рамиль, нормально. я с вами Какая у буду тебя говорить, и я всегда со всеми нормально говорю, никого Надо никогда не борзять, оскорбляю. надо борзять. Никогда. Смотрите, этих всех мерзавцев, недоарабов мы убираем. Я вам даю возможность. смотри, давай мы с тобой Смотрите, нормально давайте я с вами говорю, пообщаемся, успокойся. Смотрите. Ты Смотрите, сказал, слушайте. давай теперь я поговорю. Мы устанавливаем рамки дебатов. Я с вами Хорошо. говорю не как с чеченцем, а как с недоарабом, пидорусским, пиздопидором, мусульманином, кверхузадом, заднеприводным. Вот в таком формате я говорю. А я чеченец, я слушаю вас, говорите. Да, Хажла, во-первых,
Мы выяснили, что вы не чеченец. Мы уже выяснили, что вы чеченец. Мы выяснили, вы не имеете права говорить от имени чеченцев. Вы не чеченец, вы мусульманин. Говорите как мусульманин. В исламе, в вашей секте одного арабидуина, нету наций. А тот, кто говорит про свою нацию, должен коренными зубами схватить член своего отца. Все, Так, дальше слушаю вас. без проблем. Я позиционирую себя Это как не оскорбление, это ваша секста. Это то, что сказал ваш пророк араб-бедуин, растлитель малолетних детей. Я не оскорбляю никого. Я вам привожу цитаты, вырезки из вашей секты одного араб-бедуина. Слушаю вас. Говорите просто, я мусульманин, чеченоговорящий. Все, без проблем. Слушаю вас. Я чеченоговорящий мусульманин, который на данный момент позиционирует себя как правоверующий человек, который соблюдает религию. Во-первых, вот наблюдая за всем этим сюром, который происходит в данном эфире, я вижу определенный регламент того, что ты, во-первых, натягиваешь сову на глобус, потому что ты частный случай делаешь все общей максимой для всех. Если ты, во-первых, не являешься мусульманином или каким-либо человеком, который придерживается конфессии, и позиционируешь себя чеченец, во-первых, ты являешься чеченцем, но во-вторых, ты вводишь аллегорию того, что каждый человек, который исповедует религию ислам, непосредственно являющийся чеченцем, бывает не чеченцем. То есть ты свой эмпирический опыт, который является исключительно твоей опорой, твоей максимой, натягиваешь на всю нацию. Это твоя логическая ошибка, во-первых. Во-вторых, ты сейчас сидишь, говоришь там о религии, о определенном регламенте, о тех или иных вещах, которые сопутствуют. Во-первых, как конфессиональных отношений, во-вторых, межнациональных отношений. Вы сидите, если вы устраиваете какой-то определенный регламент беседы, дебатов, то это надо делать нормально, культурно, без оскорблений и так далее, каких-то либо эмоциональных отражений. Это второе. И в-третьих, у меня тут определенный вопрос к тому, что вот вы тут сидите, позиционируете себя как чеченец и говорите то, что чеченец не вправе как-либо исповедовать какую-либо религию. Это является неправильным тезисом, потому что чеченцы исключительно свободный народ, они вправе исповедовать хоть христианство, хоть буддизм, хоть кришнаизм. Что им по душе, то они исповедуют. Мы аристократическое общество. Я хочу задать один вопрос тебе. Скажи мне, пожалуйста, на данный момент считаете, что Чеченская Республика находится в оккупации? Ответьте на вопрос. На данный момент Чеченская Республика находится в оккупации или нет? Профессор Амина, вам же дали возможность подебатировать с мусульманами? Пожалуйста, хотя вопрос ответили, да? Я буду молчать, я обещаю. Хорошо, давайте. Ответьте, и она будет молчать. Отвечу. Еще раз повторяю, на данный момент Чеченская Республика находится в оккупации или нет? Как вы думаете? Несомненно, находится. Да, тогда задайте профессору Амину следующий вопрос. Основываясь на чем он считает, что у нас есть какое-то свободное право? Задайте ему этот вопрос. Пусть отвечает. Нет, вы задайте, скажите, это мой вопрос, типа. Вы же Амина, профессор. Как вы можете считать... Вот профессор Амина задает вопрос. Тогда если Чечня находится под оккупацией, то, что вы сказали, это противоречит тому, что вы сказали, вами сказанному. Потому что вы говорите, у чеченцев есть свобода выбора. Если они под оккупацией, какая у них свобода выбора? Почему ты разграничиваешь индивидуальную свободу выбора, свободу воли твоей максиме? Это, во-первых, вероубеждение, и ограничиваешь это с геополитическим термином, который связан с оккупацией непосредственно другим государством. Я вот не хотел бы, чтобы вы чем-то рисковали, если вы находитесь на территории оккупированной Чеченской Республики. И вас настоятельно призываю... Послушайте меня. Не, я вас настоятельно призываю, лучше с нами не дебатируйте, потому что у вас будут очень большие проблемы. Давайте лучше вы. Хорошо? Вы понимаете, что я говорю? Я же не хочу, чтобы вы пострадали, я же вас люблю. Все, я понимаю. Ради того, что вы чеченец, да. Давайте лучше не будем. Вот то, что вы хотите сказать, я вам дам возможность высказать, потому что я вас уважаю только за то, что вы все-таки чеченец. В какой-то мере у вас что-то сохранилось, или, по крайней мере, может быть, вы одурманены этой сектой араб-бедуин, но я вам даю возможность высказаться. Говорите свободно, только не надо ничего говорить против оккупационной системы. Я слушаю вас. Русской оккупационной системы, навязанной нам империей Русня. Слушаем вас. Вы на данный момент вы задаете вопрос, какие у вас определенные я с вами вообще даже не дебатирую. Я вам даю возможность высказать вашу точку зрения. Мнение я высказал. Я сказал можно я задам гостю вопрос? Доктор Крикс, не подставляйте его опасности. У него проблемы будут. Не, я его не подставляю. Ни в коем случае я это не буду, даже если он мусульманин, там, кто бы он ни был. Нет, я не буду так жестко делать.
Смотрите, гость, у меня к вам вопрос. Вы хотите сказать, ну, вы недовольны то, что мы критикуем именно ислам, да? Например, я за себя скажу, не мы, а я за себя, например, говорю. Но вот ты недоволен, что я критикую, правильно я понял? Не, смотри, во-первых, критика – это нормальное явление общества. То, что имеет какой-либо конфессиональный, геополитический характер, подвергается критике. Это я понимаю, но критика, во-первых, должна быть определенно выстроена в конструктивном порядке, без оскорблений, без всех или иных ересей, которые вкидываете. Если вы, допустим, говорите, вот, есть определенные нормы морали, есть право человека, и вы на данный момент, исповедуя религию, допустим, он пришел в ложу 9-летней девочки, вот это мне не нравится. А вы все это обособляете эмоциональным характером, потом отражаете так, что это максимально отвратно и мерзотно выглядит. Если, во-первых, происходит критика, то эта критика должна быть конструктивно выстроена, без эмоциональной подоплеки. Хорошо, я понял. Гость, скажите мне, пожалуйста, я имею право критиковать свою прошлую жизнь, свою идеологию, в то, во что я верил в своем прошлом, да? В чем я обожегся, да, скажем, из-за какой-то идеологии, из-за какой-то политики. Да, несомненно, ты вправе. Вот, я же имею право, да, я имею право критиковать, да, свое прошлое, свою прошлую идеологию, свои политические прошлые взгляды, я на это имею право, правильно понял? Смотри, непосредственно ты имеешь это право делать, потому что это твой исключительно эмпирический опыт, но ты не имеешь права это обособлять и делать все общие максимумы для себя. Допустим, ты уделяешь какую-то определенную идеологию. Если ты выстраиваешь позицию того, что ты критикуешь эту идеологию, то делай это конструктивно, даже если это относится к твоему исключительно личному и житейскому опыту. Ну, смотри, я вот что вам скажу, гость, смотрите. Дело в том, что именно непосредственно ислам – это моя прошлая жизнь, смотрите. Я понимаю. И более того, я жил исламом. Я полностью посвящал свою жизнь исламу. Можно сказать, я был, еще тем мусульманином, да. И, конечно, я пострадал из-за этой религии, как во всем, да, и психологически, и во всем, да, вот, оно мне сильную травму дало. Именно непосредственно религии ислам. Я знаю очень много людей, смотрите, подожди. И я же имею право критиковать свою прошлую идеологию. Зачем ты хочешь сказать, чтобы я не критиковал свое прошлое, свою идеологию, то, что мне вредило? Зачем ты мне и такому, как я? Во-первых, Крикс, я говорю я не сказал то, что ты не имеешь права критиковать тот или иной эмпирический опыт, который ты пережил. Это одно. Во-вторых, если эта идеология, эта религия, условно, секта нанесла тебе какой-либо вред, то ты не должен это делать все общие максимумы для всего народа или для своей конфессии в целом. Это исключительно твой личный эмпирический опыт. Ты должен, если ты срамишь идеологию, то это должно быть выстроено определенным порядком, без эмоциональной подоплеки. Хорошо, я понял вас, послушайте меня. Вы говорите, чтобы я на общество не говорил, а если это общество мне навязало, почему я не имею права на это общество и говорить? Потому что именно это общество, именно эта среда мне это навязала. И ты хочешь сказать, это общество имеет право навязывать свои взгляды, дальше вербовать людей, губить их судьбы, их жизнь, их будущее, но при этом предупредить подрастающее поколение там. Или те, которые заблудились, я не имею права их предупреждать, говорите, смотрите, ребята, я обожегся об этой идеологии, она стала очень опасна для меня, в прошлом она мне так и так навредила, я не имею права это общество говорить, которое та же общество мне навязало. Я правильно понял? Ты мне предлагаешь забиться в нору, как крыса, дрожа, сидеть и ничего не говорить, понимаешь, как трус жить. Ты мне трусость предлагаешь? Не, Криксран, во-первых, ты сейчас разграничиваешь категории. Ты сначала сказал про свою личность. Нет, ты сказал, что обществу не надо это рассказывать, а общество мне это и навязало. Нет, где я сказал то, что ты не можешь это рассказывать обществу? Я говорю то, ты что... Ты только что сказала. Не говори, не вводи ложную дихотомию. Я говорю то, что ты имеешь право критиковать любую идеологию, любую позицию,
в любую конфессию, которая выходит на тот или иной геополитический уровень. Но это должно быть выстроено с определенным контекстом, во-первых, и с определенной идеей соблюдения конструктивных норм, без каких-либо введения других категорий. И, Хорошо. А теперь расскажите мне про этот контекст. Теперь мне про этот контекст расскажите. Какой должен быть этот контекст? Я расскажу. Расскажите именно про этот контекст. Не надо мне тут словами разбрасываться. Конкретно скажите. Теперь расскажите мне про этот контекст. Вы же мне говорите контекст. Расскажите мне про этот контекст, пожалуйста. Смотри. Мы сейчас говорим о критике, и, во-первых, когда я упомянул контекст, ты вводишь в другую тему. Мы сначала продолжим одну тему, если у тебя есть желание пообщаться на другую, без проблем. Вы непосредственно вы тут занимаетесь, кручу-верчу, запутать хочу. Вы сказали про определенный контекст. Теперь расскажите мне про этот контекст, пожалуйста. Я жду от вас. Если исходить из нашей беседы, контекст, который подразумевает, это твой житейский опыт, твои пережитые те или иные моменты, которыми ты столкнулся, которые тебе навредили, исповедуя или соблюдая данную идеологию. Это, во-первых, твой первый тезис. Во-вторых, ты выдвинул тезис о том, что общество, те или иные моменты, ну, скажем так, условно, идеология была тебе навязана. Я не понимаю, в чем смысл твоего тезиса, если все, что происходит в данном мире, является навязанным тебе, то будь то экономическая система, будь то геополитический образ своей жизни, будь то законодательство, ты основе своей априори, как предикат самораскрытия своей сущности, как гражданин, не можешь быть абсолютно свободным, абсолютно флюорографичным относительно других верований, конфессий и так далее. Если ты человек, который понимает себя как сущность, как личность, ты имеешь право критически мыслить. Если для тебя эта идеология является чуждой, то без проблем ты можешь выбрать другую идеологию. Если эта идеология тебе также не нравится, ты можешь ее критиковать. Но критика должна быть конструктивной, без эмоциональной подоплеки. А вы исключительно сидите тут и оскорбляете. Допустим, вместо того, чтобы сказать, вот ваш пророк, условно, мы его позиционируем как человека, который нарушил законодательство, потому что он является педофилом, далее, потому что он делил ложь с 9-летней девушкой. Ладно, это конструктивный тезис. Ну, это вы как говорите? Вот, короче, был бедуин араб, короче, он залетел к телке, выебал ее и все, короче. Ну, понимаете, что вы очень и очень придаете эмоциональный характер, и в то же время эмоциональный характер... Никто не говорил, вы сейчас врете, никто тут не говорил, что он залетел к какой-то телке, что он взял ее там, выебал. Это было из ваших уст. Я вам сказал, расскажите мне про этот контекст, раз вы говорите. Вы мне говорите законодательно. Вот, смотри. Вы говорите на законодательном уровне. Это говорит, я критикую на законодательном уровне. Ни один европеец, ни один датчанин, никто мне не говорит, за то, что ты критикуешь, мы тебе там возьмем там верхнюю часть там отрежем там или еще что-то. Не угрожает никто, кроме вас, мусульман. Понимаете ли? А почему ты определенную конфессию, которая входит в потому что им, смотри, я христианами тут дебатировал, непосредственно пастором, касательно христианства, свои претензии к христианству, свои претензии к этой идеологии. Я сказал, что это для меня то же самое, что и ислам. Разницы для меня никакой нету. Но ни христианин, ни иудей, когда даже критиковал иудаизм, никто мне не пришел и не сказал, где ты находишься, дай мне свой адрес, мы тебя ищем, назначаем такую цену вознаграждения за его там голову. Кроме вас никто это не делает. Так поэтому вы являетесь злом. А самым опасным мусульманином является такой, как ты, который виляет, который хочет обмануть, использует тахи. Вот примерно возьмем определенно террористов и игиловцев. Я для себя, да, они опасны, они очень опасны, они действующие ребята, но смотри, такой мусульманин, как ты, он еще более опасен для общества, потому что он обманывает общество, он вводит в заблуждение. Ты сможешь переобуться под любого общества. Примерно, если какая-то радикальная, христианская власть захватит в каком-то стране и будет навязывать христианство, ты будешь косить под христианина. Ты под кем угодно будешь, понимаешь? Вот в чем твоя опасность. Более того, сейчас ты решил
хитрить, использовать какие-то тезисы тут и кого-то учить тут жизни. Но ты еще опаснее, чем этот игиловец, понимаешь? Ты защищаешь основу это, ты требуешь от нас, чтобы мы не критиковали свою прошлую идеологию, свою прошлую жизнь. Понимаешь? Так что твои вот эти умные слова, которые тут разбрасываешь, ты типа решил использовать, ты их выучил, но в практике они у тебя, ну, никакие, понимаешь? Они, ну, как сказать, не внушают такое доверие, ну, как сказать, ну, не могут они внушать что-либо, какие-то мысли, понимаешь? Ну, это понятно, потому что на эпистемологическом уровне ты выстроил для себя определенную идеологию. И, во-первых, ты искажаешь... Не-не-не. Любая идеология. Я также критикую идеологию коммунизма, да, северокорейская, например, возьмем, которую установила, да, там. Примерно возьмем там социализм китайский. Я его не критикую, понимаешь? Здравое государство, да, развивающее государство, понимаешь? Это смотря какое направление это идет. Доктор Крикс. Коллега, доктор Крикс. Да. Ревзерно, 10 секунд, подождите. Давайте будем откровенно честными. Вам дали возможность подебатировать? А мне? Да. Да, дали. Вас в уважительной форме с вами говорили? Да, уважительно, но вначале вы позволили себе лишние моменты. Не, лично вам никто ничего не говорил. Просто мы определили... Не, лично мне это тоже говорил. Лично с вами мы просто установили рамки дебатов, чтобы знать, с кем мы говорим. Я вас не принимаю как чеченца, я знаю, что вы чеченоговорящий мусульманин, который в любое время может предать. Это все. Никаких личных у меня вам претензий нету. К тому же я вас призвал, чтобы вам не угрожала никакая опасность, и призвал всех наших спикеров, чтобы вас защищали от того, чтобы у вас не было тяжелых последствий. Да, понял, спасибо за... Подождите, не уходите, подождите. Все, без В любое время, когда у нас будет прямой эфир, такие, как вы, вы можете и другие, которые заходят, мусульмане, верхузады заднеприводные, под-русски, вы всегда заходите сюда, мы всем даем слово, никогда микрофон никому не выключаем. Но, к сожалению, мы сейчас ограничены, мы должны завершить прямой эфир, мы уже почти более 3 часов, кажется, находимся здесь. В любое время приходите, подписывайтесь, распространяйте. Мы всем даем право говорить, высказывать свою точку зрения, даже если она не в корректной форме высказана до определенного момента. А те, кто с нами дебатирует на уважительной форме, любые конфессии, любые национальности, пускай приходят, а мы с позиции чеченцев всегда дебатируем. И завершая наш сегодняшний прямой эфир, резервный, вы можете подписаться, в любое время приходить. Я вас уже запомнил, наши модераторы всегда будут вас поддерживать. Послушаем прекрасную музыку, и мы закончим наш прямой эфир. Слушаем. Все, до свидания, о настоящем, о любви. Всем дарим любовь, всех любим, уважаем, даже тех, кто нас не любит. Мы сделаем так, что мы их всех утопим в любви. И даже если они будут против нас бороться, все равно они потом станут нашими союзниками. Потому что побеждает всегда правда, истина и доброта. А теперь... Все, давайте, музыка, да, Дейл Маршалл Холли. Слушай. Ай, хорошая песня была. А что, эфир закрывается уже или... Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся, по крайней мере, на сегодня. Спасибо за всех эфир. Любим, уважаем, даже тех любим, которые нас не любят. Нохчи хомик док маршалду, да ала марш дохкылвай нохчи хам. Кыз шей махка, мерша дош, дас да еще уж. Оуши морзу уч, ирс ахр. Да, ирс эту буш. Знаете, очень интересная ситуация произошла с Чечней именно вопрос религии. Потому что с 94-95 года российские спецслужбы начали активно вводить очень не присущие, не свойственные чеченскому менталитету религиозные течения. У нас были Накшбанди, Кадари, 2 тариката, и потом и уже совершенно новое течение внесли в республику, с чем они раскололи чеченское общество на самом деле на эти религиозные почвы. И
естественно, это все поддерживалось со стороны российских спецслужб. И уже когда определенный слой чеченского населения, особенно молодежь, когда они начали исходить из фундаментальных каких-то радикальных форм религиозной формы, они начали уже Кадырова представлять в виде духовного лидера. И наши крайности, которые мы кидаемся из одной крайности в другую, это немного вводит в заблуждение тех наших потенциальных союзников. Сегодня от нашего правительства, от нашего Государственного комитета деоккупации требуют, одна часть от нас требует, чтобы мы признали и заявили о том, что мы построим исламское государство, и мы будем отрубать головы и конечности. А другая часть от нас требует, что мы в обязательном порядке узаконим однополые браки. Мы в этих двух крайностях, мы по этим двум крайностям, для нас эти две крайности для нас определили золотую середину, которая угодна Всевышнему и всем нормальным людям. И поэтому мы строим демократическое правовое государство, и поэтому вот эти разногласия есть. Да ты что, сукин сын, самозванец, так никаких властей не напасешься. Политическое убежище, тевать мигрантов, сани бако елят, закай абаднаться елят сани цел. Политическое убежище, вы ех дверче так, вы яшно бордыс, вы дать бордыс, ох фирмихом. Политическое убежище яхна тягах диона. Шеркет чметта вавышверка, значит, уже воевать истинно дахая тамига. Матаром шелу юшия цамо. Цхоговла шейтанова лило цадит. Таганлеш Дина Хазака просто оторвался от действительности, причем слишком. И ситуация глушевать. На вас конкретно как видишь, куда Алмата, разведка рвется, несу рвется, понесла, несу хауши двое. Так, закая варглона, Харкон дали, там дали. Значит, это же Закаев, когда Басаев был в Бетлихе, значит, сделал открытое выступление Сенат Сухович, Кавказ Терезиничева. Он дословно сказал, мы должны гордиться, что наши муджахиды оказались в Бетлихе. Мы должны гордиться Бахрутом. А кто знал, Грузия Ахрина, он говорит, что они изменники, значит, по договору Кремля, значит, войдет на этом чудовищ войду и так далее и тому подобное. То есть вчера, когда нужно было говорить, что вы, негодяи, делаете, какой Бетлих делал. Возьмите себя, как что хочешь дать, что не захит не дать, что вы охчадать, вы следует хлеб не дать, вы весь не зандать. Вы ханбин это делал, что не имани врали дахваш, хулида, харбинах, баадиш, ну, говорит, что не выхватит. Нет, и сон бегала валла, царь кухватна, значит, целкает дырь, и шпал бабуаш. Что было? Что? Who is this man? آمنت بالله. Что ты их додумал, что? Все, это самое ночью, хожа ночью, шей приветствие, да, я концанеев приветствие, лило, еще. Ночью приветствие, я это ночью приветствие, я. Не. Салам дал ей, что? Да, ночью. Валла, билла, бук чого. Да, охлора, да. Ночью дальше, он тебе да. Далее маршал был. Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. За чеченство. Муса, да, хабарде, бусалдин хадале хулил дур, Даваха. Это вот это из Дамова, совсем мы не хотим никого. Но бусалдин акачи, но чхуалар.
Hoş yemek neredeyse. ديال خذ ديال خذ موسى ديال خذ خذ هذكر خويش وات ها نوخ تاني هم نوش وات ها نوخ هم بو معلا ذكر حلال خويش Soțen nokçu. هذكر ذكر ده چراوش وات وات Savaş moes deler bol nacht naar so moes raudits. Да, собор дел, со дело, а со Аллаху, чую, дело, что был. Ну, изгонял, да, основу, тигр, хинцидона, на куфре, да, дьезбара. Это дьезбар, нельзя так, наоборот, я тебе говорю, все. И муга хиля, и нагасон свершится или не, свершившийся фактуис. Это правило шариата. А это он, нет в цене, хадуахки цаму. Все, и хадихка ложду. Це юридически проволочка, вся гумада тига. Через парламент прогонять, дать. Насильственно кто-то власть взял, ему присягают. Смотри, здесь подобное произошло. Неважно, как это было. Если это соответствует Корану и Сунну, все, руки подняли и сдались. Но я задам коротко тогда, насколько легитимен Закаев, как за ту должность, которую он себя выписывает. Слушай, легитимность – это то, что дает какая-то процедура, легализованная в государстве. То есть в нашем государстве легитимность дает народ, который избирает тебя на... Это избираемая должность. То есть у нас президент, парламент, это все избираемые органы и должности. Поэтому там, где народ не избирал, там, где кто-то сам себя объявил, о легитимности там никакой речи быть не может. Поэтому, конечно, нет. Конечно, Закаев не может быть никак легитимным, пока не пройдут у нас выборы, и мы сами не изберем. Если Закаев победит на свободных выборах, то здесь нравится он мне там, или кому-либо другому. От этого уже ничего зависеть не будет. Он будет легитимным. Лахтан тяхацу дейлс нах оствеш мехтига ит ижол шерцу. Изиерч его кудон и тут олиньол заришлон ши наранта тауаф дей нахти уй из паломничества яр и эрванш буй штабар бист. Коран суннат яд бош болбарт милхт я хиху барт хелит дохшуно хи милк мич барти қойықшлушо. والله تأيش تكون قرآن يا سنة يا بوت والبرت بوي نخشلت يا حي وين خلت يا حي كوكازلت يا حي بوش برت تكون يوشش بات تكون عنده أتبرت قرآن سنة يا بوش والبرت بوي تكون يوشش بات السياشنا باير من سياشنا صلى الله عليه وسلم تون سحاب شنا سياشنا تابعين شنا سياشنا تان إحبوش بو إمام شنا سياشنا تكون تأيش Sondela zuberti makayklas todona. Su ibar chaynuk abi chayn is biza. Fon etsabirshon, hots endushon atbarta. Su dayaqtish, iza kunu dayaqtish tamasakh statiyayu zudri baqu boji baqu tanter baqu yubo qi tamasakh shar andu halu oshal. Baqon shayduq waqut ya. Kel zamlaha rasiyuha yana masalan ba asnona wa kel bach aqul shlaha sut ediyachi har ushadu alat sahiyatson. هردونا شير دل ألا تعمل يستر داخل إستوريا بولكش تدونا تيحاج واحد المجردو يقوى السنة شيء قلت له شو أقول شو بيش طريقة مجردو هونا تعدى زل سيل لدات. وصونا نعدون ده حيطان دعبياتش نعدون. تخم دو إيمن أسماخ كعدونا رسيسكي أقولون كودكسي بابش السودش دانش حقوش تشر دايت النجارة ما وصلنا بقى. سو سنة وستي بس شو دوس غايش نقعد. Гундина тхайчак дэн додечак даха дахна вот. Ассаламу алейкум. Я Сульманов Джамбулат, руководитель Чеченского национально-освободительного движения «Единая сила». Минувшей ночью Евгений Пригожин и его подразделение «Вагнер» захватили Ростов-на-Дону. Сегодня колонны вагнеровцев движутся по направлению к Москве. Российские силовики не оказывают особого сопротивления. Возможно, мы в преддверии очередного военного переворота и революции в России. Это событие однозначно скажется на чеченцев. Я обращаюсь к свободным гражданам независимой Чеченской Республики Ичкерия, находящейся под оккупацией. Следите за развитием событий и будьте готовы в нужный час
выйти на улицы и площадя чеченских сел и городов, взять под контроль административные здания. Я также обращаюсь к руководителям, командирам кадыровских подразделений, не запятнавших себя кровью чеченского народа и издевательством над собственными гражданами. Сделайте свой правильный выбор в этот сложный час. Это ваш последний шанс реабилитировать себя перед чеченским народом. Или сложите оружие и разойтитесь по домам. В этот сложный час мы, единая сила, и я, его руководитель Сулейманов Джамбулат, готовы взять на себя ответственность по стабилизации ситуации в республике и в регионе до проведения очередных всенародных выборов и референдума относительно статуса независимой республики Ичкерия. Я уверен, что мы сможем создать новую команду из достойных чеченцев, не запятнавших себя связями с кадыровской властью и с российскими спецслужбами. Отнеситесь предельно внимательно и серьезно к данному заявлению и будьте готовы. Обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководитель? Статус Чеченской Республики и его народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению позволят вопросы двухсторонних, межгосударственных, межправительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия. Хич был, наверное, смешно хульшун аж дюч, даже опровергать смешно это даже. Доказывать. Вера сама по себе, вера, тишер, из-за верить Богу. Видите что? Сун дейл вуйха, сун ших элинч гейтандел. Шен лашу тиш, шен целашу матиш. Не просто я верю, я знаю, что он существует. Харьский интересно, да, султан, мне это не интересно. وأنا شو عنده интерес أحسن أبنياتنا أثني صحيحا سبوع. Харьский يدخل да. Но я сейчас не буду, мы не будем. أسفك إيه لرقيه يخ ديستي я что. وأحسن جوب تقدر بوت تبال بوعصو خات ميتو منطقية. أسفك با. Мы должны судить по исламу, а не по чеченским адатам. Сона чеченские, ингурские адат шдуй бусобдин сравнить тича حق المافصغ يدخل حقا نو حضرات دينا ندوح على الأول دينا ندوح على الأول بصب دينا سحبونك دعسياقه идол адач حقا дадохр درس. Мы должны судить по исламу, а не по чеченским адатам. Сона чеченские, ингурские адат шдуй бусобдин сравнить тича حق المافصغ يدخل حقا نو حضرات دينا ندوح على الأول دينا ندوح على الأول بصب دينا سحبونك دعسياقه идол адач حقا дадохр درس. نخشي ويعشان واتو نخشي غلغي ويعهان واتو غلغي وعملوا عيال ميتشل يالو عشان سنتي ستواتو هان سوشاوي غوخسا نخشو إنغوشو دагестани сушави гушо но сунати ستوات. Я ж у тебя давно еще, год или два назад рассказывал, когда Медведев был еще президентом, и Геннадий Гудков, который у тебя бывает, мой друг, там мы там вместе занимались политической партией Медведева, все было хорошо, здорово, развивалось. И потом, я не буду называть имя, он не шел в России на хорошем, высоком уровне, человек, кто это мне сказал, Патрушев, Путин взяли Медведева, там, Димон, давай, поехали, полетим на рыбалку. В Астрахань они полетели, и потом он оттуда приехал, я буквально цитирую, кто мне говорит, и пересрал, говорит. Они сказали, меня убьют, если я создам партию и выдвинусь кандидаты в президенты. Говорит, убьют, они меня убьют, ты понимаешь? Вот и все, вот этот весь дух Димы Медведева, и поэтому они его держат заложником. А что вы можете сказать, вот у меня, к сожалению, не получилось записать во время, когда вы характеризовали Руслана, вот по поводу Руслана самого, как вы его знаете, вот как вы можете... Представители чеченской интеллигенции, коих мало осталось, их надо беречь, тем более, когда они в оппозиции, способны адекватно что-то формулировать и предлагать. Таких людей вообще нужно в Красную книгу выдавать охранную грамоту, а не натравливать каких-то там людей, которые фальсифицируют дела. Я думаю, что вот... Только на это условие согласны.
и он это я это в конечном итоге опять из-за предательства, в первую очередь, эти же Кутаев и так далее и тому подобное, значит, и консультативный совет Кул Элла Суртватинаца. И на хлебеш. Готовность ахетин, хок дюцер, маршо ючер, почхалк ючер, вот, хок кардион, вейса дюц, цигах кадюц, арела штыркпиду. После выступления вот этих Черновых и представителей заместителя полпреда Казанцева, вот, и Камелдин, цelt Эхдюан Кутаевс, Дил Камелочо, Усал Камелду. Вот. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмад Кадырова. 9 месяцев длился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. И на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. Я за 9 месяцев выполнял работу Ахмада Кадырова. 9 месяцев длился среди этих шакалов, и на территории РФ их будут тратить все. ФСБ. فودية زقويلة دول هلكها ويلة فودية زقويلة دول هلكها ويلة فودية زقوي и ويلة دول هلكها ويلة. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. خيرول تبوسوا ناخر بعترون خيرول بقي أول خير بعترون تعرف بقي تبوا آخر بعترون ذاتو هو منو بوش بيخناقش قيقات داتا هو منو بوش بيخناقش تون ده هم شيء زي ما سويازن نيدو سون تا نوخش قونخ تن دين سيت إم قيدر وات وين سعدس نويازة وتديني تسديني تتيش شاب وي بيزبوجنك شا والله حق شين خلا пропаганде аж هم مالي دي пропаганде يوش مداتي شيء دين دقيق هو شو دقيق هادو دقيق شو دقيق هادات إيمان دوتش الخير دوتش الخير دات وين دخ بيتن خير مدويت ناخ ويقام إنزل سيل كاتشر مدو يوم ليلش وين هما دوتش تدي دون وين هو تناخ وين ريليجيوزنا وين يوك عيهم مش دالح ويقام وبشي خلق المدو вообще деградация дин was lecoš madui vai ištam dik nahmadati cute deutsch os din was lecoš madui vai del was ulu bosh dat del khir bosh madui vai kha ma'du khiyas lech inzali biyo khiyas lo dosh kam bizbojne del qur'an bizbojne vai kham dala nochchel bizbojne khshabat khotune na Ostinu. Лео да, он шикер, а дел да, ду, цана раз, латави завод свой. Нохчи никогда в жизни Адам хилдау лёшум шиац, нохчи деказоншю, нохчи сидайноншю, прейди боршум шиац. Иш юхи яхкит мегада, юхи еш, а цогун кидал, мир туан яхко ешу, нохчи ю из So buur nog чуват, buur nog чуват, so дешисенце nog чуват. Те, которые живут постоянно в Европе. Во-первых, я хочу узнать, кто им позволил так жить на постоянной основе в европейских странах, кафирских странах. Какой бюст? Это еще с тех времен? Да. Это тот самый бюст, который стоял тогда в кабинете, да? Да, я с собой забрал. Интересно. И сталинский. Ну вы же чеченец, как у вас на столе? А? Ну вы же чеченец, как у вас на столе? إيه قوش العوي بايمون عليه الصلاة والسلام دقيق ندوش بوصوب ديناخ أخذ خلدو غلق دو ألقصو غلق ونحجم قعبي سوش داتون بوصول باولش شي سيسا ديغا دينا ودولش وش تقعبي غلق داتون
تقونا شو قاعد غل خردعون كما شو خريون صبر خردعون دين الخردعون تيشر خردعون ليرم خردعون. Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, бендеры, все поделали. Dela as barpagi nagasan I noche mersh pachal is dal boch del rez wolch awar is diata ha so shwete megshon. Вот так вот отдыхают нормальные ребята. А вы, лошары, там сидите. Я официально говорю, что я выбрал Владимира Владимировича Путина, лидер мира. Ахмад сила, Россия мощь. Но я не думаю, что я болтал излишнего. Вот поэтому я сегодня этот флаг, как и вы, оскорбляете наш чеченский флаг, я буду оскорбить ваш флаг тоже. Для меня это флаг врага сегодняшнего дня. Любого человека, кто за этим флагом сидит, делает эфир, меня без разницы. Вы хуже женщины. Вы швали. Вы никакие не чеченцы. Вы и не были чеченцы. Если бы вы были чеченцы, то вы были бы и в Чечне, или за Чечню. Но не против. Вот за эти пропагандисты не стоит болеть или, не знаю я, поддерживать их. Они ничто. Я готов умереть. إيش تمشوا؟ تانا هر إيش تدوزل ده؟ شو دي حيوش ولا تقارني إيش تدوزل ده؟ وصلنا عنده. وشين خي بيش خيات إيش أسكر بلينش ليلين. إيش تعونا سواها يتثبتن. سوسي ديما قاچا تثبتن. ديل دو حسين ميلن. هل شو بيرق يا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش حجل؟ Ha bayrak sen yok ilişki işkeri ya Rabbi ya Allah. Ne düşün? Bayrak sen yok ilişki var işkeri. İşte başlık. Haydi yasudul hulluk. Haydi yasudul hulluk. Haydi yasudul hulluk ya. Fudiya zagwayla dul hulluk wayla. Fudiya zagwayla dul hulluk wayla. فودية زقويل دول هلك عويلة فودية زقوي إويل دول هلك عويلة أنا كافر سكستانا قاومة يورو أشوات وين بمك دميون همس لا ديلا وين إنت دالة يوريش بيت دالة ديلا شو نصدق عن ليلا اشتك مش عم وياحيا وأنت مش عاد شو ينصل إنترنت شو كذيرة يعني بوتين يلوش درشو ينصح دهم قالوا سأل حرمة واحد شو هم قال Дая Аллахка и чё теперь? Дая Аллахка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Чё теперь? Обосраться и не жить, что ли? خلق ديا سيسس ديا هردرك دنيا سان اديرز يا الله تنحي الطيريوج تنحي خلق يا الله يا الرحمن يا الرحيم اطبيخ يقوك قاعدون سونمزا اطكي بردات هرقامدات يا الله يا الرحمن يا الرحيم يا القدوس السلام المؤمن الوهاب يا الله خلق ديا قام نخش قام خلق ديا سيسس ديا قام دات يا الله هو الدنيا جو последний قام ديا وقال هو شوما يوسم شيا وقال غور حيتا هو قال نيس حيتا هو قال تروى حيتا هو قال حيق حيتا
وخاجت نور حقيقة يلا خلص دي ارقام يلا ايه تتابع تتابع عقود الغين معزيلي ونوحشي يتعدين عطلين فشلت النحو بلودك بلاد دا يلا كتشول بلاد Да, я Алашка, и что теперь? Да, я Алашка. Все, успокоилась, призналась я тебе. Вы? Что теперь, обосраться и не жить, что ли?